Так, а где тут салям, салям, джамагат? Так, блядь. Так, не понял. Так, салям, салям, джамагат. Так, сейчас. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату. ТикТок слева, справа Ютуб. Так, сегодня обсуждаем тему. Я не смог найти, куда тему написать. Короче, тема эфира сегодня, Дуслар. Сейчас где-то я записывал. Сейчас. Блять. Тема эфира, Дуслар, сегодня, короче, Республика Русня, пидоросня. Ищем Республику Русню, пидоросню. Вот такая тема эфира сегодня образовалась у нас в телеграм-сообществе, так скажем. И теперь будем рассказывать про узкожопых, само собой, как они нас грабят и так далее, само собой. Югенда, тема эфира, само собой, это, но в то же время тема эфира, чтобы, как обычно, все республики от этой русни, пидоросни избавились и образовали свои независимые мустакиль давлатларын. Аллах бирса. Итак, ну, будем прослеживать бүгін нәрсекені. Бір YouTube менде и бір TikTok, короче. TikTok'ка мархамат, рахмат келгенлерге, қонақларға. И этот YouTube, который что-то не так уж смотрит народ. Я сегодня выставил нарочно в YouTube, не подписался, нехуй писать комментарии. Вот типа такое. Потому что, блядь, эти узкожопые заебывают писать комментарии, чтобы они не писали. Если они даже будут писать, пусть подпишутся. Вот такую тему я нашел там. Ну, как бы усовершенствуюсь, блядь, дальше больше. Вот так. И тут, короче, самая интересная тема последняя, то, что прилетело с Куштау-Байрама. Как я всегда говорю, что, да, нету новостных эфиров. Есть они, блядь, все эти манкуртские, блядь, в Инстаграме и так далее, постоянно грузят про Татарстан, про Башкортостан, но все дерьмо. И оттуда приходится нам это дерьмо черпать. И тут самый главный интересный момент, дам прослушать, если кто не прослушал, я его даже не грузил. В Челябинске, короче, отец школьника обматерил учительницу из-за ее национальной неприязни к ребенку. В школе 71 Металлургического района отец ученика ворвался в кабинет и грубо отругал учительницу. Конфликт случился из-за того, что на перемене эта училка попросила детей не разговаривать на родном языке. Представляете? Вот до такого маразма в школах доходят, но все равно башкирты, татарлар идут воевать за этот узкий мир. И я чуть-чуть дам прослушать, чтобы мы поняли, чей акцент. Давайте вместе все прослушаем. И чтобы, надеюсь, прослушается, я поставлю, чтобы понять. Конкретно Сугняйнда Сапожниковы, короче.
Надеюсь, слышно. Короче, он говорит, надеюсь, детям, если ты будешь запрещать. Или кого-то тут контролировать. Смотри, я тебя предупредил. Если в школе больше не останешься, мразь. Пойдешь пинком на улице. Ну, короче говоря, Дуслар этот грузит хуево, потому что все эти телефоны, блядь, интернет не тянет. Короче, я прочитаю, что произошло. Конфликт в школе, и он что говорит? Я тебе язык лично отрежу. Ну, этот чувак. Ну, мы предполагаем, что это или башкирт, ну, потом, может, на днях выйдет, кто такой, или татар, или, не знаю, кто-нибудь. Вот так вот. Или приезжий, я не знаю. Я тебе язык лично отрежу. У тебя что, своих детей нет? Воспитательница тут нашлась, мразь конченая. Еще раз тебе говорю, не дай бог ты будешь моим детям запрещать общаться на своем языке или кого-то тут контролировать. Смотри, я тебя предупредил. Ты здесь в школе больше не останешься, мразь. Пойдешь пинком на улицу отсюда. Мразота конченая, шалава. Тебе приятно? А ты подходишь к детям подходишь тыкать и запрещать телефончики на перемене, запрещать. Мразь конченая, расистка конченая. Слышен на записи мужской голос. Вот где этот человек? Я его ищу. Ищу этого моего поддержка. Это мой поддержка, понимаете, Дуслар, короче. Вот пиздец нахуй. Прям уземнаником был. Уземнан, блядь. Акцент только уловить не можем. Другие учителя потом вызвали Росгвардию, пиздец, и скорую, ой, блядь, женщине потребовалась помощь медиков, пиздец, нахуй, кутына, нахуй, блядь, надо было садить ей. Сотрудники Росгвардии заявили, что противоправных действий не зафиксировано, однако после задержали мужчину, знакомые отца утверждает, что конфликт начался из-за того, что как учитель разговаривала с детьми накануне, два брата и сестра, которые учатся в школе, заговорили на родном языке на перемене. По словам знакомых, это не понравилось учительнице, математик Галине Анатольевне. И она начала их ругать, забрала телефоны и заявила, что таким, как они, нужно учиться в отдельных школах, блядь. Нихуя себе! Тогда, может, нахуй, они, блядь, освободят наш, блядь, Башкортостан с Татарстаном и Челябинск тоже, нахуй. Пусть пиздует, нахуй, свою мразьную, нахуй, московское болото, нахуй, учиться. Мразота ебучая, блядь. Охуели вообще, твари. Министр образования и науки Челяба Виталий Литке, блядь, прокомментировал ситуацию. Прикиньте, да? Какой коммент, блядь. Учителя работают Учителя работать с детьми с нашим будущим – это непростой труд с высокой степенью ответственности. Подобное поведение по отношению к представителям педагогической профессии недопустимо, блядь, нахуй. Сейчас наша цель – защитить интересы учителей и предотвратить подобное вмешательство в образовательный процесс. Мы всегда будем защищать пидорасов и жестко реагировать на подобные случаи. Уверен, нас поддержит и родительское сообщество. Мнаш шунды. Сүзлер, жамагат. Вот такой ебанизм происходит в Челябинске. До этого, если помните, пару лет назад, нахуй, свастики, нахуй, руки вверх кричать заставляли, нахуй, под песню шамана в Татарстане девочек в хиджабе. Говорили, я русский, блядь, вот это петь. А сегодня как раз я клипан, короче, загрузил, кто-то его сделал, молодец. Про песню «Я черный». Короче, можете в телеграм-канал зайти и послушать. Клип вышел, оказывается, давно, уж год назад, блядь. «Я черный», там поют, нахуй. «Я везде черный», что-то такое, блядь, нахуй. Ну, кому интересно, зайдете послушать. Вот такая вот хуйня, понимаете? Вот эта мразота, так скажем, вот покажу так в ютубе. Вот эта мразота, получается. Вот эта мразота. Видите, да? И в ТикТоке покажу. Вот это вот мразота, получается. Быковала нахуй на каких-то наций. Итог опять-таки нахуй ответили, но забрали. Дальше. СК начала доследственную проверку по факту конфликта в школе. Начал по признакам преступления, предусмотрено 112 УК РФ, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, хулиганство, 213 статья, хулиганство.
Короче говоря, через какое-то время скажут, как сегодня взяли, продолжим еще одну тему нахуй. Хизбут Тахри, короче, обвинили четверых нахуй женщин в Татарстане. Ну, может это и есть на самом деле, ну, как бы я не спорю, но суть будет то же самое нахуй. И на эту мразь ничего не будет, а на того, блядь, нахуй родителя повесит статью, то, что он нахуй убил Кеннеди. Примерно так. Шунды сүзлер, туганлар. И так дальше. Тут еще что? Ну да. За весь день то, что происходило, примерно, поскидывали тут. И пытаюсь все это вам донести. Короче говоря, с этими школами нам нужно конкретно поставить точку. Или в Башкортостане, бля, Татарстане будут эти чертовые школы, или как? Нужно вот это нахрен подымать. Подымать эту тему нахрен, чтобы Татарстан, бля, Башкортостанда были наши школы. И также в других республиках, регионах. Надо с чего-то все равно начинать. Если, блядь, нахуй вы против Москвы не идете воевать, тогда воюйте нахуй по школам, воюйте по каким-то делам. Я не знаю, блядь, воюйте чем-то, блядь. 100 раз говорил. Потом перейдем, конечно, про взрывы тоже. Само собой, надо взрывать все нахуй. Так, вот здесь что-то тут говорит, но я его не успел прослушать. Дебаты с либералами, короче. Опять это вот его имя очень тяжело произнести. Мокша или Мокша. Короче, Лига свободных народов. Сыресь Боляень. Сыресь Боляень разбирает дебаты между активистами Лиги свободных народов и этими пидорасами-навальнистами. Их было уже в достатке, и это очень показательная дискуссия, каждая из которых только подчеркивает ту пропасть, которая пролегает между национальными активистами и российскими пидористами. Короче говоря, в итоге, тут сейчас комментарии будем тоже читать в ТикТоке. Мына шундай хәл, җәмәгать, самая главная плачевная ситуация, безнең мәктәпләр юк, мәктәпләрне ябып ташлаганнар, берни мәктәп юк. Потом кто-то там мне орал, типа, то, что там, в Дагестане, что-то там, школы, там, что-то такое, да. Ну вот, Дагестан то же самое. Дагестан то же самое. Там, если подавно 36 наций или 60 наций, мы не знаем, где их школы. Тоже их нету. Башкортостан, блин, Татарстан, да, тоже нету. Короче говоря, нигде нету. Никто не знает. Даже вот если как раз сегодня обсуждали про марийцев, у марийцев тоже нет школы. Нету марийской школы. Я хуй его знает, блядь, я не слышал такое, блядь, что есть марийская школа, блядь. Мариларин, да, Мариларин, это Мариэль, который, Мариэль. Чупашкара, Мариэль, Татарстан, вот это рядом. Кто не в курсе. Шулай. И, конечно, само собой, про наших, как говорится, азиатов тоже поговорим. Так. Так, и тут еще кое-что отправили. Ну ладно. Но это много видео, которые надо просматривать. Я не успеваю, честно, просмотреть, чтобы обшарить каждый этот. Вот теперь еще один такой маленький такой этот. Ну, это надо было грузить, но я не загрузил. Самое такое, что именно насчет войны, сугуш турасында, ищи своих Башкортостан в Телеграм, если в курсе. Прислал какой-то Бахтиев Рафаил Венерович. Получается, вот так на войне в Украине солдаты проводят время. Есть желающие подписать контракт. Я это не понял, но я так понял, что получается эти долбоебы, сейчас просмотрим в Ютубе и в этом. Вот эти вот долбоебы жалуются, что, блядь, нахуй, они в окопе где-то, узкожопые, получается, своих же засунули в этот, в окоп и мучают, видите? Теперь так, ТикТок. В ТикТоке.
Вот смотрите. Не знаю, кто их снял, кто это все загрузил, но вот кто-то загрузил и выпустил в контакт. И, ну, вот это, откуда приперлось, короче, да? Короче, вот. Башкортостан, Татарстанга и другим. Увидели видео, да, посмотрели видео, поняли. Получается, вот в этом видео, я так понял, это не Украина, нахуй. Это в узкожопой армии, нахуй. За то, что ты не идешь, блядь, нахуй, вот в ебаную, нахуй, войну, ну там, блядь, на мясорубку, мана шулай сізні ішлилер. Турусига или вообще голые, нахуй, там сидят, я не знаю. Вот так засунули в яму, нахуй, и сидите в яме. Постоянно, как Майкл Наки об этом говорит, и он не показывает, да, и толком. А вот здесь реально показала, нахуй. Охуеть, да, ведь? Охуеть. Короче говоря, ну, вроде бы явно это не украинцы. Это получается вот эти наши, так скажем, с этого, может, с Башкортостана, с Татарстана явно не знаю, кто такие. Хуево, блядь, их не различить же, блядь. Трое кто такие. Но суть нахуй, если даже это узкие нахуй, ну вот такая херня, как говорится, может любого в армии такое случится. Так что, Башкортостан, Татарга, еще раз говорю, нехуй идти в такую армию. Примерно так. Надеюсь, объяснил. И, конечно же, вот насчет этого тоже так себе с поверхностно просмотрел. Татарстанда дүрт муслима кызларны, короче, тотканлар и аларны Хизбут Тахрир оешмасында катнашуына гаеплиләр. Шундый хәл. Короче говоря, если они даже, эти женщины, каким-то образом, знает, блядь, Хизбут Тахри, но суть может и не так, мы же не знаем. Короче говоря, это называется тот момент, Хачан, блядь, татар, блядь, башкирт, нахуй, которые выебываются, нахуй, на меня, не идут, нахуй, не слушают нас, блядь, Руслана Габбасова и так далее. Этим манкуртам, нахуй, посвящается, что, нахуй, не только узбеков, кыргызов, таджиков будут чмырить, но будут и вас чмырить. Вот это и есть, нахуй, это чмырение, блядь. Он надо разминда. До этого дагестанцев что-то там чмырили, потом чеченцев что-то мусолят. Туда-сюда. Потихоньку придут. Что вы думаете, нахуй? Бабло триллионами отдаете в Москву и вас, нахуй, по голове погладят? Кутагам, блядь. Вот так и будут чмырить. Иркишлерно, понятно, ебалар, нахуй. Хизбут Тахриди, Вахабиди, Эльнарса, блядь. Это по жизни, блядь, в Татарстане, Башкортостане. А сейчас уже хатын кызларга ябышканлар. И все. А они такие, не такие, мы же не знаем. Да и похуй, какие они, блядь. Главное, бізді татарларына тығалар, блядь, нахуй, зинданға. Сіз шуны аңларға тиішсіз. Үсте отырған манқұртларына бүтінісін нахуй сігіп үтірге керек, бүтінісін нахуй қуырға керек. Понимаете смысл? Когда говорится о демократии Башкортостана с Татарстаном, нахуй, я еще раз повторюсь, вот если вот задевание мусульман задевает, значит, меня. Потом, когда мне кричат там нахуй узбеки, нахуй, то, что сен мусульман тугрсен, сугынасың, нахуй, кутаган куйкуян, нахуй. Сен сугынмешься, реши проблему, нахуй, в Узбекистане, нахуй, когда заставляют, нахуй, бороды сбривать, нахуй, и, грубо говоря, нахуй, хиджабы снимать. Вот реши проблему это, потом пизди. Итак, короче, Башкортостан на Татарстанда, когда, иншаллах, мы рано или поздно возьмем его, Мустакаль Булганнан Киген, мы не должны будем прессовать вот таких людей. Если они хизбут, ну и хуй с ним, нахуй, хоть хуйбут, был мимо олар, нахуй. Бізге похую. Главное, нахуй, чтобы олар Башкортостанда, Татарстанда, нахуй, не создавали проблемы. Шортлатып, теге, мыслегіп жүрмәсінлер, нахуй. Меня похуй, что они там будут делать. Вахабит буламы, хизбут буламы, похуй. Теге дүнияда бұлар үзләрінен жауап бере, нахуй. Оларны тұтынмасқа керек, нахуй. Если мы говорим, что голубые будут приезжать с Европы, главное, чтобы шествия не делали, то тогда зачем мы будем им запрещать-то дела?
И потом, нахуй, мында сейчас хейтеры пойдут, нахуй, скажут, ты тоже какой-то сектант, нахуй, или что-то в этом роде. Нихуя, нихуя. Потому что безне мусульманларны задевает. Пусть они, нахуй, какого-то течения, да и поебать, нахуй, какого они течения, нахуй. Но мы не должны быть как Каримов Гондонский, который заставлял всем, нахуй, блядь, как говорится, догола раздеваться, нахуй, в тюрьмах, нахуй, издевался над мусульманами, нахуй. Также над мусульманами издеваются в России, блядь, нахуй. То же самое, везде, нахуй. В Чечне на бутылки сажают. Все, вот этого дерьма у нас не должно быть. Аңладыңызмы? Мына шундай bizda mamlakat shunday республика ishlarga kerak. Bizga uruslar nahу keragi yo'q. Biz o'zimiz xo'ja bularga tegishmiz nahу. Мы не должны, блядь, пресекать кого-то, чего-то за какие-то их религиозные нахуй действия, блядь. Главное, нахуй, они не должны быть, нахуй, вот эти, блядь, свидетель Йогова, нахуй. Свидетель Йогова, нахуй. Вот такая хуйня сектантская нам нахуй не нужна, блядь. А вот если они, блядь, какие-то хизбуты, нахуй, ну или еще кто-то, нахуй, ну главное, они придерживаются, как говорится, мусульманства, хиджабе ходят, подавно, дур, татар, казах, хиджабта юрилар. Нахуя их прессовать, нахуя их трогать, блядь. Блядь, qo'ya shu, блядь, татар мусульманлары, qo'ya siz, нахуй, mana shularni защищать eta turgan. Похую, нахуй, пусть они, нахуй, какой-то группировки, нахуй. Если уlar шортлатмый, хуйню не страдают, на наше государство не посягается Татарстанга, Башкортстанга, блядь. Нахуй, пусть живут как хотят, нахуй. Нахуя их трогать? Понимаете смысл? Мана, шунды әйберләрне нахуй, мы должны нахуй распространять таким образом, чтобы нахуй, блядь, безне демократическая республика будет, блядь, всем одинаково, потому что улда шул дөнья кешесе, Татарстаннан туылган кызлар, улда шул егет Татарстаннан, Башкортстаннан, блядь, зачем мы нахуй должны их прессовать, блядь? По каким статьям? Да, если они убили человека, они просто засядут в тюрьму и все. Ну, как обычно, нахуй. Но если они никого не трогали, живут как хотят, верят, нахуй, туда, верят сюда, нахуй. Да похую на кого верят. Если мы, нахуй, будем поднимать, допустим, независимую страну, мы же, нахуй, вот этих шаманов же не будем всех мочить. Блять, они же многобожники, оказывается. Блять, нам шаманы не нужны. Идеальный безбить. Не так ли? Согласитесь, блядь. Шумарга, блядь, у нас не должно быть, нахуй, такие притеснения. Не должны быть, нахуй, у нас такие ебанутые поступки, блядь. Ну, само собой, блядь, нахуй. И не должно быть такого, что, нахуй, чтобы они здесь начинали свое гнать, нахуй. Вот это свое, блядь, загонять где-то там, вести, нахуй, какие-то диалоги там, собираться, блядь, нахуй, где-то митинги делать, нахуй. То, что они, блядь, орать, нахуй, кукраги на сокуп, мин хизбут, там, или мин вахабит, вот так. Или там, я голубой, нахуй, мин кютума. Вот этого не должно быть. Не должно быть, потому что Башкортостан, блядь, Татарстан должно быть стандартная мусульманская страна, где никто никого не прессует, блядь. И все. И все, никто ничего не трогает, блядь. Вот здесь, допустим, я знаю таких людей, допустим, если они даже какие-то сектанты в своей республике приезжают и просят свою защиту. И защита дается в Европе. Никто его нахуй не трогает. Он же такой же человек, блядь. Просто у него, просто он ебанутый по-нашему. То, что он верит каким-то хизбутам, нахуй, или там вахабитам какой-то. Да и похуй на кого, блядь. Главное, он никого не трогает, нахуй. И все. А его прессуют, нахуй, в том же Узбекистане, в том же Казахстане, или там, или Кыргызстане, или в Таджикистане, нахуй, и все бегут. Нахуя мы должны такими быть? Мы же пытаемся избавиться от этого дерьма, нахуй, значит, мы должны, блядь, по-другому вести этот весь процесс. Вот шунды, халь. Поэтому, как говорится, мы не должны, нахуй, во-первых, их от себя отдалять. В то же время мы не должны, нахуй, блядь, нахуй, своих же, үзебезне бит халык бит алар, үзебезне халыкны, нахуй, как говорится, дүмбәсләргә, аларны изергә, блядь, сигергә, грубо говоря, урыслар кебек, мы не должны быть урыслар кебек, вот и все. Надеюсь, донес. Шундай халь. Потом я кто-то что-то закидывал. Короче, в Узбекистане европейский бизнес могут ли западные инвестиции заменить Ташкенту, Россию и Китай? Ну, Узбекистан что-то начал как бы резко смотреть как бы в Европу, как вы слышали, Германия, туда-сюда, начали что-то суетиться. Ну, не знаю, может они суетятся из-за того, что Россиядан уже получается окша кірмей,
получается, Россиядан битында половина какая-то туда-сюда упиздили, нахуй, вот эти манкурты, узбеки, нахуй, туда-сюда мотаются, нормальные, может, уехали, а ненормальные же еще Россияда также полы драют, нахуй, и очки, нахуй, пидорят. В итоге, короче говоря, исходя от этого, нахуй, узбеки поняли, что, блядь, бабла-то мало заходит, нахуй, инвестиции, которые, блядь, пускают эти, блядь, гастарбайтеры, нахуй, в Узбекистан, что-то резко уменьшились, нахуй, евро-доллар тоже скачет, рублю пизда, нахуй, уже стольник, грубо говоря, сегодня где-то видел евро 102, нахуй, говорят, если не пиздят, я не смотрел, честно. Короче говоря, исходя от этого, нахуй, Узбекистанда, нахуй, наверное, какой-то, нахуй, видят тенденцию, что окша эскилгач, нахуй, они резко, нахуй, переформатировали, нахуй, своих людей, Европаға. И таким образом, нахуй, в тот день я уже говорил, что 800 мың дегенем, нихуя 800 мың түгілген, блядь, 800 человек, блядь, нахуй, 800 киши, медсестра, запрос болған, добро берілген. Шунардан 400 уже кетеме деген, блядь, нахуй. Короче говоря, медсестра қызларны, өзбек қызларын әзірлейлер Германияға медсестра болып барырға енді. Мына шундай хал. Ну, там дохуя комментариев было. Конечно же, их резко, блядь, все круто, может и не ждать, и ждать. Ну, по крайней мере, Аллаға шүкір, главное, Россияға бармасындар, особенно хатын-қызлар. Лучше Европаға келсіндар. Как говорится, здесь пусть обосновывается, нахуй, корни пускают и так далее, хоть будет какая-то цивилизация и избавление от узкого мира. Примерно так. Надеюсь, тоже закрыл этот момент. Ну да, вот именно вот суд в Казани дальше продолжается, это демагогия. Суд Казани избрал меру пресечения участия в международной террористической организации 17 сентября, да, вот поймали, да, ведь девчонок. Как выяснилось, Альбину Валиахметову и Ранию Ваисову обвиняют в организации ячейки террористической организации Аляйсян Садыкову и Альсину Хайрулину в участии в ней. Каждый из задержанных женщин грозят немалые сроки от 10 лет лишения свободы и выше. Никого из них суд сегодня не отпустил под домашний арест, никого. И все четверо будут дождаться суда в СИЗО. К слову, вину никто из них не признал. Манакурдегес. За терроризм посадили мужа, теперь взяли ее. Что известно о участницах ячейки Хизбут Тахрир. Короче говоря, давление, еще раз давление. Татар Информ это пишет, нахуй. Но суть, туганлар, жамагат, в том, что эти, получается, мрасота потихоньку, ну, как обычно, зашугиванием занимается то, что, блядь, нахуй, безне, татарларны, башкортларны изялер своим вот этим маразматическим, нахуй, давлением разных сторон, безне, башкорт, блядь, татарлар, манкуртлар и всякая, блядь, тупорылая, блядь, масть, нахуй, блядь, склонна к узкожопым, нахуй, тем самым они, блядь, шуны куллылар, и шунарга баралар, мына шунды, получается, сугушка. Вот это меня поражает, вот это меня убивает от всего этого, обидно мне, печально, потому что безнен холок никак не может пойти на Москву, а зато идут на Украину, идут умирать, идут, грубо говоря, убивать. Итог того, что үйдегілерні мына хотынларны қазір түрмеге тығалар, допустим, олар әлеге зинданда, блядь, бұл хотынларны явно намаз оқырға бермейлер, само собой, по такой статье, если ты попадаешь, там намаз оқыттырмайлар, может, хиджабларын да солдырдылар, хиджабны да солдыралар, а бәлкім потом даже будут сігірге, онда вот эти все менты могут их по кругу пускать, это точно. Плюс еще там же и лесбиянки, и вся эта хуйня местная, блядь, тюремная, блядь. Плюс там тюрьмы, сами понимаете, нахуй, не как в Германии и в Норвегии, нахуй, не люкс, блядь. Тюрьмы там бетонированные, очко, нахуй, внутри этого зиндана. Все воняет, нахуй, там в душ или в бане будут ходить, нахуй, по струнке смирно, нахуй. Ну, короче говоря, пиздец, нахуй, полный. Вот и все. Стой, жди, стой, жди, дверь открывать, закрывать, стой, жди, вниз, смотри вверх. Блять, вот эта вся хуйня будет, ну, короче говоря, полный пиздец. Поэтому я считаю, нахуй, Алсыновны утырттылар, 80 кишини Башкортстанда утырттылар, Башкортстанда эш бетти. Хәзер инде Татарстанга күчәләр. Татарстанны да әзгенә, блядь, өшкертергә кирәк, әзгенә куркытырга кирәк, сегергә кирәк, потому что борзеть итәләр татарлар. Менә шундый хәл, туганлар. Поэтому, если татар белән башкорт, если сейчас не очнется, нахуй, вот до Нового года, нахуй, срок, блядь,
Если мы не разъебем эти узкожопых нахуй, то bizni точно segalar нахуй. Mana явно bu musulmon bo'lg'ach bu hizbut tahrir bilan xo'j inasini teshigi bo'lsin nahoy. Bu 4 xotinni bolalari da bordir bitindi. 4-5 bola bilaman deylarda точно. Исходя от этого, блядь, нахуй, балалар hozir yatim o'sa bitindi. Erlari da turmada bo'lg'ach. Bu da turmaga ketsa. Значит, bolalarni детдомga olalar. Потом детдомdan, блядь, olalar boshqa семья urus pataklari olalar. Ну пиздец нахуй. Дожили нахуй, дожили. Понимаете смысл? А такого до хрена, как я говорил раньше вам, у меня есть знакомая, так скажем, близкая, как раз таки работает, так скажем, по психологии работает, получается, именно вот помогать мусульманам и так далее, как говорится, всяким проблемными. Ей вот, получается, могут позвонить там, ну, короче, психологи, которая работает именно с мусульманами. И вот у Кишеминя Сулии вот эту всю канитель, то, что как люди сидят, как садятся, и, получается, она знает, блядь, сколько в Татарстане сидят и за что сидят эти мусульмане. Ни за что. Ни за что. Исходя от этого, нахуй, мен считаю, что bizni Tatar bilan boshqirdni misqillilar. Nig' ittirib misqillilar. Bu misqillovni ko'targa, блядь, men bilmayman. Этот до такой степени нужно быть нахуй низко опущенным, что bu misqillovni ko'tarar, ну, блядь, ko'tarib yurib bilmay нахуй mana. Понимаете, bu misqillovni ko'tarib yurib bilmay, только sigirga kerak нахуй. Men onglamim до такой степени манкурты нахуй, этот наш народ, блядь, что, блядь, нахуй, грубо говоря, нахуй, таким образом они могут и мархумами стать в дальнейшем в таком положении манкурском. Они этого не могут понять. Тойба кылмыйлар яртысы, грубо говоря, живут нахуй разгильдяйным образом, блядь, курят, бухают и так далее. И не могут понять, нахуй, кто ебет их и дразнит. Башкорты, ва алейкум ассалам. Так, чуть-чуть, передышка, почитаем комментарии в ТикТоке. Так, потихоньку начинаем. Бошимдан башлайм, а тут бетонысы бетінде не читают, а я вот пытаюсь быть не как все. Читать хочу. Ассалам алейкум, алейкум ассалам. Ассалам алейкум, брат из Кыргызстана. Ассалам алейкум. Кыргызстанға да. Тем временем татары и башкирты ругаются между собой. Онсы да бар, они заебали уже. Особенно нахуй татарлар меня заебали реально. Потому что постоянно у них что-то не хватает. Потому что олар нахуй с иглы, нахуй, узкожопой иглы не могут оторваться нахуй. Поэтому у них, блядь, вот эта дележка идет, блядь. Вот это нахуй... Куральмиляр, понимаете? Поэтому у них вот эта жопа горит, не могут и там бросить, и тут нахуй примкнуть не могут. Вот у них, блядь, на 2 стульях, как я постоянно говорю, түріклерда на 2 стульях сидят, на игле Европы и Америки и узкожопых. И они не могут нахуй поэтому помочь, получается, как они говорят, Турану. Salam Moskva oqsa urlay Boshqirdistondan neft bitdi. Shuni aytamda endi Ufaga salam. Narsaki Boshqirdistonda oqshada bitdi, butunay bir bitdi. Hozir endi xotinlarni da siga bitiralar. Tataristonda da mana уже 4 tasini o'tirqash bitindi, sami понимаете. Onday hal bitindi Boshqirdistonda da bilan. Boshqirdistonda da boshqirt musulmonlari ko'p, tatarlari da ko'p. Shuning uchun masjidlar yonab, как обычно это я и говорю. Shulay ko'proq mana TikTokka, narsaga YouTube'ga kiragiz yigitlar, Boshqirdistondan, Tataristondan распространяйте. Давайте будем birlashirga, давайте что-то будем делать endi. Bu urusni chidab bo'lmaydi endi, уже qachonga biz chidaymiz. Ладно, bizni ota-bobolarimiz nakosячили. Ну мы-то в 21 веке живем. Мы же можем, блядь, дать отпор. У нас есть все возможности. Аяқ қолыбыз бар. Бүтін біріміз бар. Аллаға шүкір. Ну давайте, блядь, нахуй отпор дадим шу урыс патаксаларына бүтінісіне. Так. Читаем дальше. Так, если в TikTok так işi var işte. Kishki yanılıqlar. Да, shularga tug'iladi bunda. Yangiqlar, блядь, пиздец. Yangiqlar ko'p bunda. Просто столько информации порой иногда приходит, оны все не разжевать, короче. Бүтінісін ұқы бітіреге керек, и ішті бітіреге керек, бүтінісін башлар біті. Дохуя сектанттары болды. Ну, сектанттар дохуя да бит, но
Olar bit ili boshqirt ili totar bo'larga может. Ну, ko'proq totar endi. Boshqirtlar sектантнalik eshitganim yo'q, но mana сколько Hizbut Tahrirni постоянно tutolari Tataristonda, это mana totarlarni tutolar endi. Totar qizlari hozir уже tuta boshlaganlar. A tak daxuya mujiklar o'tirib etin, totarlar o'tirib, biladi. Sibirda o'tira qo'ydagina o'tirmaylar ular. Qanaqadir gruppirovka migrantlarni kenayotgan ekan, shu rostmi Rossiyada? Qanaqadir gruppirovka. U gruppirovka haligi o nimayu qiynayotgan ekan, rostmi Rossiyada? Qiynayapti, конечно, общая вот эта ёбаная группа. Qani русская община. Про русскую общину. Ну да, русская община, это уже везде же постоянно мы говорим об этом. Русская община, блядь, полностью сегрега керек. Шуны айтам бит инде. Узбек темасына тоже отойдем потом, еще попозже, там с комментариями решим там. Да хуя на меня накатали комментариев, блядь, пиздец. Башқұрт халқына, туғандарға Қырғызстаннан салам. Ва алейкум салам, Қырғызстанға да салам. Так, Қазақстанға да салам. Так, Башқұртстанға егемендік болсын. Иншаллах, ертерек Москвадан бөліну келсін. Амин, иншаллах. Татар жүрген жері қатар, татар халық шақал болып кетішкен шатқандар. Шулай, татарлар бек қатар болды шул. Шундай хал, шунарға бізге, получается, мына туғанлар нады айғай башқұрты һәм татарлар көпсіліге. Шулайдыр да бет. Ассаламу алейкум, бауырлар. Қазақстан сіздер менен. Рахмет, Қазақстанға бек зур рахмет. Біз де сіздің менен. Орта Азиядағы түрк текту хақтар башқұрт халқына егемендік қалайды алға Башқұртстан. Амин. Шол, манқұртлар көп. Шунларга айтам еді, так, справа, так, Мурат, на России смеются над ЛГБТ, но при это у самих в армии, тюрьмах везде озабочены. Шуна айтам еді, шуна айтам. Армияда наркота, голубизна, ебут нахуй духов, вот этих, блядь, срочников ебут нахуй эти долбоебы, блядь. Ну, это те, может быть, они как бы боятся даже вытаскивать нахуй. А так оно есть, блядь. Я просто, блядь, не лазю сейчас по таким телеграммам. У меня был телеграм, где нахуй вот это все дерьмо, короче, в телеграме есть такая группа у них, закрытая, блядь. И все дерьмо там есть, блядь. Вот я не помню, как это называется. Блядь, сейчас прикольнусь, просто зайду, посмотрю. Вот как-то называлось, мне шығып кеттім екен андан, білмеймін да. Онда заходишь, просто так не пускают там, как-то вот так заходишь, и как бы их много, этих групп очень много, и как бы попадаешь в эту группу. Сейчас я скажу. Вот примерно вспышка, у меня вот вспышка есть. Вспышка, допустим, группа есть такая, туда просто так не попадаешь. Примерно вот такая группа. Вот, заявка принимается автоматически, вот написано. Вот, допустим, 357 тысяч там подписчиков, прикиньте. Вспышка называется, примерно вот такая группа, но еще хуже там есть, блядь. Вот, как раз, бля, я открыл и пиздец, нахуй. Московской области солевой жмых в женской ночнушке кидался на детей и забирался в чужие машины. На данный момент судьба наркособаки неизвестна. Короче, какой-то, блядь, нахуй, мужик, нахуй, голый, нахуй, в ночнушке, нахуй, что-то там кидался на детей, блядь. Могу показать. Так, просто в ахуе, блядь. Вот такая хуйня, видите? Пиздец, нахуй. Тут он, блядь, пиздец, нахуй, показывает. Вот примерно вот такая хуйня. Вот. Потом они говорят, что, блядь, нахуй, гей-Европа, нахуй. У них, блядь, этого дерьма хватает. Это примерно вот такие группы. Заходишь, допустим, в вспышку, потом попадаешь еще какие-то закрытые, и там пиздец, нахуй. Это дерьмо не кончается. В прошлых годах я как-то, блядь, смотрел это, нахуй. Что происходит, да? Ну, искал, да, интересные моменты. Но в то время я еще не вел этот, блядь, всякие каналы, еще не дозрел. Но суть в том, что это доказывает то, что нахуй Россия, гоблины нахуй были и есть нахуй, да хуя. Исходя от этого нахуй, не нужно нахуй этих пидорасов нахуй любить и быть друзьями с ними нахуй. Поэтому bütün келгенділерге де айтам, башқұрт татарларға да еще раз айтам нахуй. Бізге құтылырға керек бұл пәтәксәлерден, блядь, нахуй. Эти, блядь,
прошмандовки, блядь, узкожопые, они нам нахуй не братья. Поймите, они наших нахуй женщин ебут нахуй, рожают потом наши, блядь, узкожопых нахуй. Эти узкожопые, получается, нахуй, хуй поймешь, ни тебе, ни мне, блядь. Кстати, насчет этого тоже отправляли давно видос, оказывается, брат. Я, потому что у меня вся телега, блядь, как бы все беззвучное получается, и порой до хрена сообщений я не успеваю все читать. И вот в итоге там говорится, какой-то один канал, сегодня я тоже его копернул, скинул сюда, то, что наполовину узкий, наполовину татар, получается, он уже за узких топит, он, короче, там в своем ютубе, получается, что-то там чмырит татарларны, получается. А сам метис. И в то же время чмырит там, но я еще не досмотрел, вы можете зайти потом посмотреть. Ну, суть там... Блять, я не могу. А вот. Тут у него написано, засунет болт не каждый в дырочку татарочки до брака. Вот типа вот такой у него, блядь, лозунг нахуй. Суть вот такая нахуй. И вот тут мне пишут, у него мать татарка, из таких браков только такие рождаются. Ну, уроды вот такие. И вот этот гандон создал канал. Сейчас зайду, что за канал нахуй. Блядь. Просто прочту, чтобы вы тоже понимали и поняли, о чем там идет речь. Сейчас, секунду. Канал называется «Тайные истории». 28,6 тысяч подписчиков. Там на аватарке какой-то хуй, блядь, в шляпе, нахуй. Как этот, Пуаро, блядь, Пуаро, блядь. Этот, Пуаро, кино, если помните, вот такой. «Тайные истории». И тут сразу первое сообщение прям кидается, я не захожу. Тут пишет кто-то. Автор несет чушь. Такого никогда у татар не было. Лучше бы автор рассказал про русское снохачество, написано. Понимаете? Получается, этот узкожопый нахуй тут создал канал, который чмырит татар. Но эти чмошные татары, в кавычках, идут, блядь, нахуй, умирать на Украину. Но на самом деле, нахуй, узкожопые вас не любят. Прикиньте, да? Пиздец, да? Новость я не новую открыл, вроде бы. Не новую. Но вы не шевелитесь. Вы вообще не шевелитесь. Понимаете смысл? Вообще вот я просто поражаюсь над вами до такой степени, как мне сегодня комментарий пишет, бля, меня как они бесят, эти комментарии, нахуй. И вроде татары тоже что-то пишут, нахуй, типа, ты кому что-то доказать хочешь, я порой читаю, порой, блядь, нахуй удаляю сразу, не мелочусь, нахуй, заебали. А вот именно гектарами пишут мне комментарии узбекляр. И вот получается, из них сейчас начнем читать комментарии, перейдем на комментарии. Меня убивает один момент, блядь, в комментариях, то, что они не понимают, кто им пишет. Кто им пишет, и поражаясь над ними, то, что они мне пишут в таком отгласке. Ты татарин. Ну, потому что они же видят мой эфир. Ты татарин. Один другой пишет, башкирт. Но никак не могут написать, узбек не могут мне написать. Они не могут понять, что мин еще узбек вдобавок. И они не могут, потому что осознать, что узбеклар не могут опозориться. У них до такой степени самосознание вот это есть, то, что они не могут опозориться. Они не хотят признать этого, блядь, нахуй. Меня вот это вымораживает, блядь, узбек халкында. До такой степени үзләре белән горурланалар, что оларны, блядь, урыслар сиксә дә нахуй, олар довольныйлар, блядь. Меня ли аузымны ашмыйм бір тема турысында. Я же базарный человек, нахуй. Люблю побазарить. Но, блядь, я не хотел опускаться до такой степени, нахуй. Но запись идет двух сторон, да, ведь? Я вам расскажу теперь. Вот добавлю это от себя. Просто вспомнил. Накипело, нахуй. Накипело прям, блядь. Койнады, блядь. Инды ишитегез меня. Бу гарантия, нахуй. Гарантия. Меня дохуя людей загарантирует его, нахуй.
Я уже где-то об этом говорил уже в каких-то эфирах, я не знаю, блядь, или где-то, я не помню, кому-то говорил об этом. Мы ха-ха ловили нахуй, пиздец. И вот, короче, рассказываю. Мана узбеклар да бля, но ничего не делают с ними. Короче говоря, есть Москвада здание корабль. Надеюсь, манда узбеклар бар, чтобы узбеки чуть-чуть поняли, о чем будет речь идти. Есть корабль деген здание. Ну, кто москвич, они знают, где это. Ереван Плаза дейля. Торговый центр, напротив есть огромное здание, блядь, без окон, без дверей деген кебек. Блядь, высотка нахуй, корабль, Титаник. И вот в этом Титанике нахуй были наши земляки, туганлар, узбеклар. И какие они были? А это беременна? Блядь, а им же нельзя стыдиться, они же гордый народ. Они же только нахуй, блядь, под русских ложатся. Они же под нас не ложатся, они под русских только ложатся. И нас нахуй начинает шмырить. То, что я правду им говорю, блядь. И тут такая тема. Это накипело меня. Потом комментарии еще будем говорить. Потом, как хотите, разбирайтесь. Но вот если вы не разберетесь, нахуй, потом поговорим. И вот, смотрите. Запись идет с двух сторон. Чтоб, блядь, торатам мана, блядь, торатагыз мана. Чтоб они не выебывались, нахуй. Я же говорю, блядь, когда людям говоришь Москвадан кит, они говорят, нахуй, нихуя. Мы, блядь, голодные останемся, нахуй. Ну, ярар. Они, как говорится, любыми способами халал топамыз, говорят. Давайте покажу, как они халяль находят. Короче, в этом корабле жили, сейчас я не знаю, раньше, когда я работал, как говорится, на рынке, сами понимаете, торговали мы и торговали нашим покупательницам. Именно не расслышали, не услышали? Покупательницам. Именно покупательницам мы торговали. Девочкам с буферами, с хорошими попками нахуй. Как будто бы с попками и буферами, надувными буферами, накрашенными губами нахуй, такими жирными накрашенными губами, черными волосами, или рыжими, или розовыми нахуй волосами. И кто же это были? Девочки из Ташкента. А кто же они были? Ну это были мальчики нахуй, блять, какие-то трансы, блять, нахуй, узбекского происхождения, блять, нахуй. И потом они нахуй мне будут пиздеть про это нахуй. Что они нахуй ровные, блять. Никогда не хотел бы говорить об этом в эфир, нахуй, ну, блять, накипело. Исходя от этого, нахуй, Москва-да дохуя, нахуй, прошмандовок, нахуй, вот таких узбекских, которые ебутся с русскими, у них папочки узкожопые, нахуй, эти, блядь, нахуй, которые, нахуй, любят ебать жопы, нахуй, узбекские. Черные попки они любят, нахуй, которые, блядь, подметают им дворы, но эта часть, нахуй, контингента не подметают, а дают в жопу, нахуй. Исходя от этого, нахуй, вот эта хуйня, блядь, вот эта хуйня, когда они говорят, нахуй, мне, блядь, нахуй, как метису, блядь, то, что я поднимаю всякие, блядь, темы, нахуй, и не поддерживают, и пытаются со мной еще конфликтовать, нахуй, я думаю, кутны кысып жүрүүгө керек, наверное. Как они говорят, башкыртлар, тагиңни тазалап ал, дейді. Өзбейлер, тагилерни тазалап алыйлар, голубой болмастан, трансвестит болмастан, нахуй. Тагилерни тазалап алыйлар, нахуй. Жаллаплар, блядь. Исходя от этого, нахуй, бір жерің жоқ инан сыгимлар, нахуй, выебываться итырган меня, блядь. Ташагинлар, блядь. Щи узбеклар, нахуй. Чистые узбеклар, нахуй, которые жопу дают русским, блядь. И вы мне будете гнать, нахуй, тут, нахуй. Ересь, ебучки, блядь. Прошмандовки ташкентские и наманганские еще, блядь. С Ферганской долины позорят, нахуй, мою Ферганскую долину. Прошмандовки сраные. Ебутся в Москве, блядь. И плюс, я вам напомню, когда там было обычной шлюги, блядь, 1000-2000, у них в жопу давать 5000 рублей было. И они так раскидывались бабкой, нахуй. Когда потом они ехали, оказывается, в Ташкент, они сами рассказывали. В Ташкент они садятся уже как мальчики, нахуй, нормально, с хорошие лассеттиларына, оларна бизнес лассеттилары бар, андижанда чыга лассетти, блядь, нексия, блядь, шунарға утырып, они кайфуют.
кайфуют, блядь, с телками, нахуй. А так, в России они жопочники еще те, нахуй. Вот такой вот контингент из 6 миллионов, которые съебались с Узбекистана, halal pul topushyapti, bechoralar. Oilasini baqyapti. Onasini emsinlar, voy, блядь. Вот такая хуйня, малайлар, кызлар. Поэтому, когда вы, нахуй, говорите о чем-то, нахуй, тагingni tozalavol. Мен башкирт, нахуй, мен татар, мен узбек tagimni tozalayapman. Выдвигая, нахуй, на всех вас, блядь, ультиматумы, на которые вы, суки, ответ не найдете, нахуй. Понимаете? Алик, ты что несешь? Да что ты не слышишь, что ли? В уши долбишься, нахуй. Құлағыңны ю, нахуй, инансигим. Құлағыңны ю, блядь. Тикток ебаный. Исходя от этого, нахуй, не надо пиздеть здесь, нахуй. А, Ника вышла. Ну, Ника, самого интересного ты, конечно, не услышала. Ну, ничего. Сейчас Номад тебе этот, наверное, расскажет сказочку. Исходя от этого, потом начнем комментарии. Почему я это разозлился, уже высказал, нахуй. Это в моей жизни все это то, что я видел в Москве. Вот такая вам Москва, туганлар. Поэтому, когда ты видишь злачные такие алчные деньги в Москве, ты даже можешь и в жопу дать, нахуй. Пропердолят тебе узкожопые, нахуй, в твою попочку, нахуй, черную, нахуй. Как в той песне я черный, там поет сегодня, вот Клипан вышел, да? Год назад. Вот такой халяр, конечно. Вот так что, кто хочет пердолить узбеков, нахуй, можете ехать, нахуй, Ереван Плаза, нахуй, корабль, нахуй. Там найдете, надеюсь, если они уже не отъехали, нахуй, на пентхаусы куда-нибудь, нахуй, в Рублевочку, нахуй, где там пердолечки будут. Шунды халяр, туганлар. Поэтому, исходя от этого, нахуй, когда мне говорят то, что сен узбексен, не узбексен, мозги им насыгалар, нахуй, это уже начинается нацизм узбекларны, да нацизмы бар, нахуй. Потому что они любят татар, блядь, окырыга меня, башкыртсың, блядь, урыс, жалап. А үзләриңләр жалапмасмыслар. Исходя от этого, o'zingni bil, ko'tingni tozala, nahvoy. Ko'tingni tozalash kerak edi, Karimovni yo'qotish kerak edi. O'shandan paytidan ko'tingni tozalash kerak edi o'zbeklar. Karimovni haykalini qo'ymash kerak edi, nahvoy. Nimaga? Moskvaga. Потом, если это не правда, я вам вопрос задавал, не мог найти, но это тоже будем обсуждать. Кыргызлар, да, шыннаптамы кыргызлар Путинni haykalini qo'ygan Qirg'izistonga. Это не порядок. Кыргыз туганлар. Короче, срочно Путина хайкалин, нахуй, взорвите, нахуй, в Кыргызстане, взорвите, нахуй. Чтоб, нахуй, русскожопых хайкалев там не было. Там только Курманджат Датка должна там быть, везде. Курманджат Датка только боролась против этих узкожопых, нахуй. Курманджат Датканы бүтін жерге хайкалын көбейтіріңіз. Путинні урна Курманджат Датканы хайкалын қойыңыз. Не хуй, нахуй, Путинні хайкалы Кыргызстанда не должен стоять. Что за хуйня? Если это правда, ответьте, есть этот хайкаль или нет? Или мне кто-то напел это? Так что вот так, халя. Дохуя разборов, я же говорю, дохуя разборов. Кто правильно в своей жизни живет, он меня поймет. Если он сам тоже джаллоп, он меня не поймет. Поэтому, надеюсь, кыргызлар меня правильно поймут. Разъебывать надо узкожопых. Вот и все. Я против узкожопых, нахуй. И почему я эти все темы задвигаю здесь, потому что bizni туганларыбыз, мына biz Азия, men uchun butunisi туганлар. Mening qarindoshlarim bor, Uyg'uri ham bor, Qirg'izi ham bor, Qozog'i da может bordir. Men bilmayman. Поэтому mening uchun меня butunisi туганлар. Шунарга, когда чмырят наших земляков, допустим, начиная узбеклардан, кыргызлардан, таджиклардан, Россияда, я не могу тихо стоять. Я не могу, нахуй. Я не могу молчать. И у меня появилась возможность образовать такие каналы, и я теперь высказываю то, что у меня внутри нагорело. Шунарга, блядь, нахуй. Сигирге дегенде, нахуй, урысларны полный рост сигигиз, нахуй. Потому что сизге мен оламалық тілемейм. Мен сизге только яхшылыкны предлагаю. Предлагаю, нахуй, избавиться от рабства. Вот и все. Не надо быть рабами. Мы уже заебались всю жизнь рабы. Башкортостан и Татарстан рабы. Мы не можем выйти. А вы лезете к нам, лезете, Россия, лезете, нахуй, в это рабство. Мы не можем сами выйти, а вы сами даете. Понимаете, как выглядит? Со стороны. Сіз оңнамайсыз шуны. Сіз то окшашлисіз, понятно. Это как бы
второстепенные второстепенные это ресурсы, это второстепенные. А когда твое, блядь, гроронне синесцендралар нахуй и в говно втаптывают, это нахуй ничего не нужно. Мана меня да окша керектор может, но мен окша deyip утырмадым Москвада. Мен шығып тойдым. Нахуй меня сугыш, нахуй меня этот мобилизация, блядь. Нахуй мне это Москва, блядь. Сори, так. Горло сохнет так, блядь, ору пиздец. Так, дальше прочитаем теперь. Тут один кто-то... Так, с Алика начнем, наверное, кто там нахуй выеживался. Так, кто-то последний писал. Хазмин ухапшигам. Гафуйтеге скажу, что ланлар мимында. Если все понимать, глаза с орбит вылезет. Ника, да, хорошо, ты не все понимаешь. Да, Ника, точно, тебе лучше порой ничего не надо понимать. А то не такого мнения начнешь про моих узбеков, блин, говорить, подумаешь еще. А так нормально. Не все узбеки такие, не все. Узбеки хорошие люди. И вот же я узбек, я же хороший человек. Как говорится, не все такие. Просто есть, которые, блядь, любят деньги и пытаются нахуй и в попочку дать. Так. Да, ассаламу алейкум, бауырлар, Қазақстан сіздер менен бірге. Рахмат. Қазақстан бірінші күндәнік мен уйламаган едім, дуслар. Мен уйламаган едім, дұрысын. Мына қазақтарға зур рахмат. Оларны да, оламасы бар, яхшысы бар. Мен айтмайм, как говорится, все ровные, да, бізде да шулай бит инде. Но люди, которые признали это и признают свое правительство дерьмом, вот это и есть та сила, которая человек сам себя, как говорится, может как бы сравнить с другим человеком. Вот это и есть сила, не стеснение. Мана шундай біз бүттіні біз білырға тиішбіз. Мана шунда ғана ғадірлік деген әйбір шыға. Ғадірлік бізде бұлыр үшін, как бы, да, и вот это честность, или как это, блин, забыл перевод. Короче, мана шул ғадірлік бұлыр үшін, ғаділ бұлыр үшін, ғадірлік бұлыр үшін біз өзіміз шул ғадірлікні алып келерге керек шул дүнияға, как говорится. А если ғадірлік болмаса, блядь, хоть борись, не борись, вот президенты же наши дерьмовые, как с ними бороться, блядь? Если мы тоже такие же дерьмо, если будем, то безда ничего не получится. Поэтому киндер должен быть в адекватном состоянии. Как они говорят, ты какой-то неадекват, мне пишут комментарии, то все. Но когда тебе в лицо говорят, и ты охуеваешь от того, что, блядь, кто-то это сказал, и поэтому я, наверное, людям кажусь нахуй каким-то неадекватным, потому что они боятся это высказать. Они не могут это высказать. А мына казаклар, кыргызлар это могут сделать. Но узбеклар тупят, блядь, заебали, реально. Таджиклардан дали пока звука нету, потому что я не умею по ихнему языку говорить. Что-то они меня не слышат пока. Ну и пытаюсь вот по-русски говорить, чтобы все услышали у меня, да ведь? Так, читаем дальше. Орта Азиядagi turk tektu xalqlar Boshqirt xalqına egemenlik alga başladan. Так, да, олар манкуртлар. Так, я здесь читал. Дальше читаем. Россияда жашаyan turk tilli xalqlar birleşishi kerak. Shuni aytam, David, birlashishga kerak, David, но никак не получается. Men boshqirt bilan tatarni ko'tarolmayman, men уже ZB bo'ldim. Европе гораздо меньше, а в РФ пропагандируют, что вся Европа ЛГБТ. Вот что на этом ведь ты их не увидишь даже, я их не видел вообще. Пару раз видел вроде бы, а так не видел. Ну, имеется в виду, вот так в наглую я не видел их, блин. Нам, тюркским народом, без русского мира намного лучше будет. Конечно, лучше будет. Biz bir-birimizni аңлайбыз да енді. Мана бит қырғызларда, қазақтарда яза бит, мен аңлайм бит, олар мені аңлайлар. Чуть проблем yok da енді. Так, Нургул сәлем. Так, Айбек Кадыр сәлем, короче, біріншіден намыс деген болыш керек. Намыскөй болсаң, банкуртларға айланып кетесің. Шулай. Астафируллах. Да, астафируллах, но это есть. Они харами, что с них взять истинные узбеки, нормальные люди, бро. Ну, само собой. Ты что несешь? Ну, я, блядь, правду несу. А так у тебя хороший узбекский язык, бро. Аллах шүкір, конечно. Ринат Медетов. Yaxshi gap tashlading, barodar. Gap yo'q. Endi yo'q. Men aytyapman, o'zbekcham gapirib qo'yay o'zbeklarga. O'zbeklar xafa bo'lmanglar, men to'g'risini gapiryapman. Men, блядь, я не хочу быть пиздоболом. Shu pizdobonlikdan to'ymadinglarmi?
hammasi блядь lashkamondaru, hammasi nahu lag'manni ilib sikadi nahu. Uyg'ur lag'manni ilami, bilmayman qanaqa lag'manlarni ilishadi nahu. Ana shu narsani to'ymadilarmi? Karimovlar shunaqa bo'ldi nahu. Hammasi блядь, все это басота нахуй. Блядь, сейчас это Мирзияев нахуй. Не заебало это вас нахуй? Почему я лезу? Я сейчас до комментариев потом дойдем. Комментарии тут пиздец нахуй, вы охуеете. Короче, по комментариям потом дойдем. Сейчас здешний комментарий почитаем сейчас. Да, башқұрт туғаным қазақ жаны қырғыздар бары бір башқұрт туғандарын қолдайбыз. Рахмет, қырғыздар қолдайбыз. Орыстардың аны только манқұрттар қолдашады. Тура айтасын. Все по факту сказал. Да, рахмат. Канал только здесь или в Ютубе есть. В Ютубе тоже есть. Ютуб тоже можешь заходить, братан. И узбекский башқұрт, понимаю, как кыргыз, что вы говорите. Кыргыз, орыс бір туған. Ну вот, мана, шунарга да кыргыз, орыс бір туған. Шунарга, пожалуйста, давайте не будем ссориться, как говорится. Шунарга мен комментарийларны закрыл, потому что не хочу вот этого, не хочу ссорить народы. Я, по сути, мана, мен туғанларын бүтінісін айтып өттім бетен сізге, мен айтып өттім. Қазақ, узбек, кыргыз. Ну, таджикларны да будем подключать, само собой. Бездна, не нужно, как говорится, друг друга, получается, ссорить вообще. Мы должны так сделать. Кто-то что-то ляпнул, все окей. Разобрались без, блядь, этого, без драки, без ничего. Разобрались, все поняли, все посидели, плов покушали, чай, пай, на суришке, блядь. Все, тугатиш керек. Ошында тугатиш керек, нахуй. Біздің душманымыз орыслар. Главное, орысларга қаршы болсек, болды. Понимаете смысл? Мен бетінде шуны изначально, когда я эту тематику начинал про мобилизацию, я постоянно всем говорил, блядь, башқұртлар, татарлар, сугушка бармагас, пиздуйте оттуда. Потом, блядь, началось вот это давление. В тот раз, я вчера на днях тоже говорил об этом. Давление на иммигрантов. Потом это взрывы нахуй начались там. Это я еще давно начинал. Еще до всяких этих ютубов, до этого. Я постоянно говорил. В телеге говорил, блядь. Где только не говорил, нахуй. Своим всем говорил, нахуй, знакомым. Что, блядь, Москвадан китегес, блядь. У них, кыргызларда особенно, паспортлары российские. Узбекларда да российские. Китегес. Вот кто-то послушал, кто-то не послушал, кто-то уехал, приехал, короче говоря. Но у кого очко джим-джим делает, все-таки они уехали. Там Кыргызстан, там Узбекистан. Ну, нахуя рисковать, блядь? Нахуя рисковать, блядь? Вон, драка получилась, 3 кыргыза, и в тюрьму. А потом их сейчас хотят в мобилизацию отправить. Нахуя это им надо было? Анкасы елы онда, онасы елаяпты. И вот зачем это надо? Ну, видели, наверное, я же тоже фотки скидывал, 3 братьев кыргызов. Поэтому, исходя от этого, бізге бірләшірге керек. Любым случае, любом варианте, любом. Вот, допустим, да, ведь, пример приведу. Дагестанецлар, блядь, чеченларда. У них тоже есть какая-то, блядь, неприязнь. Но оларны тілі да неприязнь. Понимаете, какой у них, блядь, неприязнь должно быть? Ну и то они нормальные. Но бізді бит тілібізді бірді енді. Мен Қырғызстанға да барсам аңлайм, сөйлеше ораман, гапыра ораман. А Казахстанға да шулай. Зачем нам, как говорится, башқұрт білен татарға какие-то рамсы делать? Мы что, как говорится, чужие или там с чужими языками? Нет, поэтому бізге нығырақ жақынлашырға керек, нығырақ. Біз бит енді на том положении стоим, что біз шекараларны очамыз deyapmiz. Рано или поздно этот чертовый Куандыкский коридордан избавимся от русни, все откроем. И я не хочу, чтобы кыргызлар билан, узбеклар билан, таджиклар билан и казаклар билан у нас было виза, патенты, импатенты. Вот это нахуй надо, нахуя? Нам не нужны заборы, блядь, нам не нужны, нахуй, эти колючки, проволоки, блядь, менты, лишние тамаклар, ауыз тамаклар, нахуй, блядь, акша алып яталар алар. Не нужны они, нахуй, там никто. А вот по краям, блядь, где чужие государства образуются, допустим, там, может, можно будет это сделать. Но если мы дальше Челябинска тоже возьмем, и там Алтай присоединится к Челябинску, с казахами, если все, сыр-бор сделаем, да, ведь там тоже, дальше тоже шекара болмасқа тиіш бізді. Алтай білән, бурятлар білән, все будет открыто. Нам не нужно закрываться. Вот мы только закроем со стороны Чувашии, если мы дальше Чувашии тоже
возьмем, мордву тоже возьмем, значит, за мордвой, как говорится, будет, как говорится, забор нахуй против этих узкожопых. Но еще один вариант, если Москву украинцы возьмут, то тоже забора не будет. Прикиньте, как классно. Короче говоря, будет Украина вся здесь, вся Украина до Питера. Представили, да? Ну, там и Ингрия будет, конечно, Ингрия тоже хотят. Считайте, до Питера будет это Украина, а тут все будет, Мордовия будет, Чувашия, Татарстан, Башкортостан, все территории будут открыты. И все будет классно, виза, ничего не надо будет, будем ездить туда-сюда. Короче говоря, будет, как говорится, огромная страна. Но каждый, как говорится, будет у себя хозяином. Вот самое главное. Үзіңді хужа бұларға керек, блядь. А бізде ынтылу yok башқұрт білен татарда на эту сторону. Почему мы только Габасов, Рафис Кашаповы должны пиздеть, блядь, 2-3 человека только, блядь, нас? Почему нас никто не хочет поддерживать? Почему вы не подключаетесь под нас? Почему вы так делаете? Вот в чем, блядь. Вот в чем прикол, блядь. Шундыхаль, туганлар. Давайте так, начнем читать эти чертовые комментарии теперь мои. Весь день, которые были, потом что-нибудь еще по новости почитаем. Может, кто-нибудь новости подкинет мне, какие-нибудь, обсудим. Че опять? Ну, короче, я тут Не-не-не, этот... Нет, давайте я даже это не буду читать здесь. Чинап-то давайте Кыргызлар, блин, давайте не будем друг другу что-то делать. Так, давайте я сейчас тут с узбеками разберусь. Вот, короче. Вот самый интересный момент. Вот самый интересный, чтобы Ника Украинка, короче, у меня хороший, как говорится, подписчик, постоянно выходит, не пропускает. И вот я буду переводить примерно, да, если где-нибудь чуть ошибусь, надеюсь, не знаю. Я же не знаю узбекский, я не знаю русский, я не умею вообще говорить, представьте. И буду переводить. Тут мне кто-то комментировал, но я буду потому что на обозрение, потому что мне это интересно, потому что меня они заебали реально. Я хочу их все равно нахуй, так скажем, прижать, чтобы они нормализовались, чтобы вышли из этого дерьма, русифизма. Итак, тут их до хрена, будем читать сегодня, что-то накатало. Сегодня, вот то, что сегодня пришло, это писец вам, туганлар, короче, дуслар. Примерно сегодняшнее будем читать. Блядь, и вчера дохуя было, конечно, блядь. Давайте самое интересное почитаем тогда. И вот мне пишут, буду читать на узбекском, примерно буду параллельно, сурдоперевод, конечно, у меня не получится, но буду переводить. Меня yoza birsi. Sen ahmoqmisan? Basharanga qo'taq. 5 millionni oilasini seni onangni dunqiyib berasanmi? Urug' aymog'ing yetmaydi buncha oilani boqishga. Rahmat de musur davlatingga chet elday pul kirganiga musor, блядь. Вот я нихуя его не понял, инембаттаги нахуй. Это пиздец. Это узбек, который, блядь, я хз, блядь, нахуй. Он и узбекский нормально не написал, блядь. Сейчас примерно еще раз надо понять мне, блядь. Что за хуйня? Сен ахмок масан башара. Он, получается так. Он отвечает на мой видос, который я комментировал. И он пишет, вроде бы и на видео отвечает, и мне отвечает. Двух сторон он ебет, короче. Сен ахмок масан. Ну, типа, ты, типа, типа, чокнутый, типа, да, типа он говорит. Ахмок это, типа, чокнутый, ну, типа, да, башаренге, короче, член. Ну, это, типа, на рожу тебе член.
5 миллион людей, семей, короче, твоя мать будет раком, что-то такое. Urug aymoqing yetmaydi buncha oilani boqishga. Типа, твоя сперма не хватит, блядь, как говорится, кормить столько людей, нахуй. Спасибо, скажи, мусор. Мусор. Спасибо, скажи стране Четылдей. За границей деньги входят в мусор, блядь. Блядь, я пиздец не понял, нахуй, о чем речь, блядь. Короче говоря, он мне ответил, блядь, нахуй, или кому он ответил, я не понял. Вот этот комментарий, я хуй его, блядь, о чем речь была, нахуй, я не понял. Бля, что творится здесь, плавно? Какой-то бардак, блядь. Как эти чу... Да-да-да-да. Так. Хз, короче, ладно. Так, ладно, дальше идем нахуй. Дерьмо какое-то, я сам не понял, о чем, блядь. Вот так пишет еще. На русском это уже пишет. Ника, прослушай-ка. Дай этот что-нибудь такой вот комментарий. Типа, гон пишут, короче говоря, на то песню, которую спел этот Фаиля Алсынова сын, короче. Какой-то пидор пишет, непонятный. Манда хуйня и все. Чем сможет твоя родина и ты процветать? Вопрос задает мне какая-то мразь. Ты болезненный, ни хрена не понимаешь, что не русские виновные, оказывается, прикиньте, а хазары у власти. И отсоединившись от России, вы сгните под своей власти. Сгинете. Вы сгинете под своей власти, которая будет хуже, чем ваша манда. Нахуй. Будет еще хуже, чем ты мечтаешь, больной. Да, насчет дронов пиши, конечно. Вот такое дерьмо, короче, кто-то написал, блядь. Я просто херею. Короче, вот такая фигня. Блядь, что тут творится? Так, дальше. Плюсовой комментарий. Не все как бы негативы, и есть плюсы. Тоже прокомментирую, так скажем. Пишут.
Молодчик башкир. Узбеки тоже долбоебы, и большинство поддерживает российских агрессоров. Пидоров Путина. Но есть мало кто за Украину. Народ тупой в Узбекистане. Они не знают истории. Пропаганда советская. Мозгов вообще нет. Вот такой узбеки верят Путину как Бога. Хотя Путин давно уже в говне. Вот-вот, Россия пизда, скоро конец, но они не понимают. Для них Россия самая-самая мощная в мире. Хотя Россия не любит всех республик, кроме своих московитов-пидорасов. Хорошо сказано, да ведь? Но это тоже им не доходит, блядь. Я это тоже выкладывал вроде бы куда-то, блядь, уже. Но не доходит людям. Так, идем дальше. Вот. А, тоже на русском. Ника, наверное, поймешь, если ты не ушла или ты ушла уже спать. Про хазаров это типа евреи. Ну евреи. Ну понятно. Жестко ты про этих русских. Ну типа да. Вот тут, короче, от Тахира какого-то, блядь. Ташкентауга. Что за понос? Я сейчас прочитал. Живи с миром. Не оглядывайся, что людям не хватает. Был я в Башкирии. Люди добрые, спокойные. Видно, что мы похожи. Говорю, как узбек. Не нужно идти на поводу идей всяких сомнительных людей. Ненавидеть русских – это глупо. Время все меняет. Сейчас империя, завтра окраина. Но для этого не нужно жертвовать своим народом и жизнями. Россия – это противовес США. Будь распад РФ, начнется мировая война. Представляете, пиздец нахуй. Как будто бы я читаю книгу «Война и мир». Он точно начитался, это Тахир, наверное. Тахирчик, надеюсь, ты меня смотришь? Потом посмотришь. Поэтому мне, как человека Азии, выгодно, чтобы Россия была сильной и мощной державой. Прикинь, блядь, Ника, охуеть. Мелкие войны выгодны, если не получается мирно жить. А с распадом очень многие пострадают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, а кто это сделал? А кто это сделал? Вот такая вот тема, туганлар. Потом, когда говорят, что узбеклар, они хорошие, пушистые, нахуй, зубами об стенку, но это неправда. Но ничего, пока, Аллаха шукр, я буду жив, буду я лечить своих земляков. Буду всех лечить. И тебя вылечим, так говорится. Как в фильме, нахуй, Иван Васильевич, нахуй, меняет профессию. Я вот тоже профессию поменял. Будем, нахуй, лечкой заниматься, нахуй. Манкуртов. Будем воспитанием манкуртов заниматься. И то польза, может, будет какая-то, нахуй. Лет через 100, нахуй, может, они, блядь, окремаются, нахуй. Вот такие дела, короче, вот такие дела. Продолжаем дальше. Самые интересные такие моменты я вам нахожу. Тут уже как бы нормальный чувак пишет, но не помню, о чем он пишет, но вот сейчас прочитаем при вас. Как бы есть негатив и позитив. Давай, Ника, твой сперва прочитаем. Что тут? Так, каждый из нас донатит на дроны, и когда куда-то прилетает, мы с гордостью говорим, это я или мое. Это я или мое. Ну, текстом не передать. Там эмоций больше. Короче, гордимся, типа, это лично я запустила его. Ну, понятно, Ника, это классно. Это классно. А я-то как радуюсь? Я обрадовался, нахуй, когда, нахуй, понял, что, блядь, нахуй, пизданули, нахуй. Блядь, я же вчера только говорил то, что, блядь, почему она Москву не ебашит, нахуй. Был огорчен. А потом, блядь, вкуриваю, еще слушаю уже. И сегодня метелит это дождь, нахуй, про это, блядь. Там, взрывает. И потом доходит, это Майкла слушал, взрывает. Потом мне доходит то, что, нахуй, там реально, блядь, нахуй, пиздануло так, что, нахуй, это такое, блядь, клевое место, оказывается, ебанули, что, блядь, там были, оказывается, нахуй, эти, блядь, новые, блядь, нахуй, бомбочки, которые скорее еще пришли вроде бы. Скорее, которые пригнали.
или откуда-то еще нахуй закупили гондоны. Потом еще какие-то новые нахуй всякие хуевины нахуй, ну не знаю как их назвать, Иванушки Интернешнл всякие, имена у них же такие, блядь, то Искандер, то, блядь, Пиздандер, блядь. И в исходе, короче говоря, там нормальная тема, хорошо ебанули, я рад очень. Вот теперь Башкортостан для Татарстангада хочу предупредить, как раз тема вышла, это насчет доната и так далее. Вот, донаты мы пока ничего не делаем, потому что мы не знаем, куда донатить. Может, Ника будет знать, потом мы будем, может, с Никой там спишемся в Телеграме, там кого-нибудь, может, тоже будем донатить, посмотрим. Может, она подскажет, кого донатить можно будет. Чтобы именно тоже мы тоже такое чувство чувствовали, что это за Башкортостан, там говорили за Татарстан и так далее. И суть в чем прикол? Сейчас же пока непонятно, вот эта рота башкирт, блядь, она тоже какая-то пиздобольная, я им не верю. И рота татар тоже нету. В итоге, короче, только мы можем поверить только украинцам, натуральным. Исход какой? Я, так скажем, хочу заказать фейерверк по Башкортостану и Татарстану, нахуй, чтобы ебануло хорошенечко у нас тоже по всем военным, блядь, базам, по всем, нахуй, военным частям, нахуй, пусть проебашит, нахуй, по всему Башкортостану хорошенечко, нахуй. Как мне башкиртская рота сказала, мы не ебашим по людям, они сказали. А куда они ебашат, если они по людям не ебашат, ебанутые, блядь, нахуй. Поэтому, блядь, они мне не понравились, мы с ними, нахуй, не договорились. Исходя от этого, давайте будем договариваться по точкам. Давайте Башкортостан, блядь, Татарстан, блядь, будем связываться. И пусть они, нахуй, мне в Телеграм пишут, куда-нибудь пишут точки, куда можно ебашить, нахуй, где меньше людей и только боеприпасы и вся эта поеботина. Ну, само собой, надо ебашить это Елабугу, это один раз уже прилетала, Ника, помнишь Елабугу? Ну, хорошо, не ебанула. Вот Елабугу надо полностью ебануть, где шахиды делают. Вот, в Татарстане это. И в Башкортостане надо поебашить хорошие. Нефтебазы можно поебашить. Понятно, это хуйня, мелочевка. Ну надо что-то такое цельное, хорошенькое, блядь. Чтобы калашматить нахуй народ, блядь. Чтобы народ поднялся и вышел. Долой Хабирова, блядь. Долой нахуй Путина. Вот когда я хочу это услышать от Башкортостана с Татарстаном, нахуй. Долой, блядь, Минниханов, Рустам Минниханова. Долой, блядь. Намыло Путина, блядь. Вот это я хочу услышать, понимаете? Вот этого, блядь. Вот этого я хочу услышать. Поэтому давайте, Туганар, будем узнавать, куда ебашить нахуй. А так, если вы не будете говорить нам, куда ебашить, но придется нахуй нам заказать, как говорится, фейерверк у украинцев, они уже ебанут куда хотят, так что потом не плачьте нахуй, что ебанули туда, ебанули сюда, нахуй промазали. Поэтому, когда будет от нас лететь, точнее от украинцев что-нибудь, наши донаты украинцам, а украинцы будут ебашить по Башкортостану с Татарстаном, вы лучше сейчас уже скажите адресочек, куда ебашить, чтобы и вас там не было нахуй, там по периметру. И потом уже будет нормально. А если уж нахуй вы не будете с нами сотрудничать, придется нахуй им сказать заказик такой, да, ведь есть же такие заказы. Привет из Африки. Видели, наверное, в ТикТоке? Привет из Африки. Там на русском они говорят. Привет. Там Джамшут, Равшан, привет. И вот, короче, мы тоже так же сейчас, наверное, на Украину будем заказывать донаты. Это сбор донатов по фейерверку, по Башкортостану, по Татарстану, по Бурятии, по Алмазам, Якутии и так далее, по Дагестану и по Чечне. Давайте будем заказывать, кто куда ставки ставим нахуй, кто выше, кто ниже. Исходя от этого нахуй, если вы не будете говорить адреса, придется ебашить по хую куда, уже буду заказывать это я нахуй, и песня моя нахуй, и нихуя никто нахуй ничего не может изменить. Так что наводка будет прямо туда, куда я захочу. Я хочу в Белый дом, где сидит этот пидорас Хабиров, и также, где Рустам Минниханов сидит. Ебануть этих манкуртов нахуй надо. С пачкой нахуй депутатов и Курултаем вместе. И по Курултаю еще надо ебануть. И потом не надо на меня орать нахуй какой-то нацист, террорист, блядь. Я Башкортостан. И я хочу, чтобы нахуй Путина не было нахуй, была независимость нахуй, и чтобы я мог вернуться спокойно домой, а не, блядь, нахуй, как говорится, как вы там говорите,
покажи рожу, покажи жопу нахуй, почему нахуй ты не показываешь. Ну вот, вернусь и покажу себя нахуй, увидите нахуй, проблем не будет, не ссыте. Блять. Так что шулай, туганлар. Поэтому давайте соображать по адресочкам. Будем Нике отдавать адресочки. Она будет, как говорится, говорить, кому донатить, куда донатить. Мы договоримся с военными. Мы увидим военных, в лицо увидим, куда будут идти донаты. Они скажут, напишут туда, допустим, от сайта Ютуба Башкортостан Алга донат такой-то летит прямо по Белому дому Башкортостана. Столько-то там, блядь, нахуй, ракет атакамсов, нахуй, блядь. Нормальная тема, нахуй. Давайте, голосуем, туганлар, голосуем вот за такую тематику, потому что если гора не идет Арарату, то Арарат идет горе, блядь, нахуй. Вот так будет, блядь, ёб твою мать, ла. Вот так, ёпта, вагон ишеген, нахуй. Так, итак. Почитаем, так. Почему понимаю твое чувство? Будешь психологом, мангурт. Не, точно, блядь, нахуй. В натуре, блядь, нахуй. Этих манкуртов, блядь, психологов, манкуртов, нахуй. Вот, новая тематика. Лечу манкуртов по психологии, нахуй. Новая, нахуй, это тема, да, ведь, блядь? Так, Микова КЗ была фиеста, когда ВСУ зашла в Курскую область. Мы немножко ебанули, подлетели хаймерсы в склад, БК сидим в подвале, потому что ракета летает, а мы счастливы. Да ну нахуй. Прилетели хаймерсы в склад, БК сидим в подвале, потому что мы донатим Стерненко С. Стерненко С. Ну, потом мне в телегу все киданешь. Может, мы тоже попробуем, короче. Стерненко С, да? Но его надо увидеть, а то, чтобы вот как... Хочу, чтобы как Майкл Наки было. Все по чесноку, нахуй. Вот все как чики-пики, чтобы не было, бля, потом на меня наездов, нахуй. То, что я что-то там... Ну, конечно, я по своей тематике хочу это прогнать, конечно. Эту тему. Да, помню. В Твери аж землетрясение было от взрыва. Да, еще, блядь, насчет землетрясения тоже пиздели. Об этом тоже я слышал, блядь. Охуеть, блядь. Добрый вечер, мы с Украины. Да. Мы сами в шоке были, когда наши на территории России зашли. Посмотрим, что будет дальше на войну. Давно уже, было переносить на территорию России. Да вот именно надо было давно переносить. Я же говорил, давайте, блядь, зайдем, блядь, Куандыкский переход. Давайте зайдем Куандыкский переход. Я уже, блядь, нахуй, блядь, 9 месяцев об этом долблю, блядь, с января месяца, блядь. Как я начал эту тематику, блядь. 9 месяцев пизжу, блядь, давайте, блядь, зайдем нахуй, давайте, блядь, и татарам сказал, и башкиртам говорю, давайте зайдем, блядь, Куандыкский коридор, зайдем в Башкортостан, давайте, блядь, ебанем Башкортостан. Не хотят нахуй, не хотят, блядь. По Хабирову, ну, в задницу ему нахуй, и жене армянке нахуй, всадить надо нахуй. Атакамсов, блядь, всяких американских, блядь. Да, там вся граница дырявая, заходи где хочешь. Вот я и говорю, дырявая, вот именно, ну, блядь, где взять, блядь, это оружие, нахуй? Блядь, надо создать невидимое оружие какое-то, чтобы оно было у нас, на нас, но их не видел никто, блядь. Когда нас будет даже шмонать, нахуй, никто не видел. Тихо, мирно зашли, нахуй. Вот так, блядь. Вот как это сделать, нахуй? Так, я на первом месте войны, это ужас, что они своей авиацией творили. Понятно. Идем дальше. Туран яралышына қалай ойлайсың? Туран я не хочу. Орда болса была. Орда болуш керек. Туран я не любитель Турана, честно. Орда болсын, Курултай болсын, да хоть кто. Туран я не хочу, Турцию вообще я не хочу, туганлар. Вот Турция не мое, нахуй. Потому что они вот такие жопочники, нахуй. Нахуй они нам нужны, блядь? Они же, нахуй, блядь, наш язык даже понимать не хотят. Мына олар белән сөйләшәсең, олар сине әйтә, мин сине аңламыйм дия. Куттагыма кирәкме ул, блядь, миңа?
Если он даже презирает со мной общаться, блядь, презирает. Сен, если мені бір мәрте аңламадың, но мен тағын бір нәрсе айтып қарайым, может потом аңларсың? Yok, он презирает, высокомерный он, блядь. Турки высокомерные, нахуй. Нахуй они нам нужны, блядь. Это еще так коротко, я так сейчас говорю. То, что они нахуй не нужны нам. Пусть будет у нас орда своя. Вот с Татарстана до края Афганистана, этот пусть даже в Афганистан даже к нам зайдет пусть. Вот все мы, вот это вот Азия, все, вот огромная территория мы будем. Зонда Турции раком поставим нахуй. Нахуй нам нужны эти турки, блядь, сраные. На двух стульях сидят. И вот дальше читаем. Я это загружал, конечно, я тоже хочу просто тут озвучить. Потом дальше пойдем по новостям. Мне пишет один, Альджон Исмаилов. Ты сначала изучай историю, свою историю, кто ты там такой. Пока твои деды и в рабами ходили, наши деды писали книгу. И не трогай узбеков. Они наши братья. Узбек, казах, киргиз, таджик, туркмен – это были единые. Мы, как вы, 1000 летом не ходили рабами. А Татарстан, оказывается, с Башкортостаном 1000 лет в рабстве, оказывается. По словам этого узбека. А узбеки, оказывается, 999 лет рабы. Вот как вам такой, блядь? Вот я не могу понять, блядь. Вот что они мне хотят этим доказать? Я, блядь, кишелерге пытаюсь, нахуй, блядь, открыть глаза, блядь. Мен оларға пытаюсь, нахуй, донести, что, блядь, урыслар хуевые, а они мне, нахуй, какие-то, нахуй, тысячелетние истории рассказывают. То, что татар, блядь, башкирт рабы 1000 лет, блядь. Ну, конечно, он утрирует, само собой, но, блядь, нахуй. Но если ты даже утрируешь, нахуй, блядь, ты хоть, блядь, по сути пиши, что, блядь, нахуй, узбеклер тоже рабы. И в данный момент тоже рабы, блядь. Хоть они 30 лет назад получили независимость, нахуй. 1 или 2 сентября, блядь, мустаклик, блядь. Но, блядь, ну, блядь, ну, блядь, ну, блядь. Каримов, блядь, нахуй, статуя стоит, нахуй. Диктатора, нахуй, в Москве, блядь. Мирзияев, пидор, блядь. Народ, блядь, топит за пидора, блядь. Я не могу понять, нахуй, кто здесь рабы, блядь. Башкортостан, Татарстан не может, наоборот, еще раз объясняю, выйти с этого рабства. А они, утозил независимый холок, наоборот, прутся, блядь, толпой в это рабство, блядь. И потом они мне пишут вот такое, блядь. Потом не надо говорить, нахуй, все узбеки хорошие, какая-то часть нехорошая, начинается демагогия. Вот когда вот эта демагогия начинается, почему они не думают, что вот этим башкиртам, татарам, блядь, нужна независимость, нахуй. Блядь, надо услышать их, нахуй. Может, нахуй, как-то понять их надо. Даже помогать нахуй не надо. Как они говорят, кутаганан нара, блядь. Помощь ваша, нахуй. Но, блядь, вы себя хотя бы, как до этого кто-то писал, ko'tinglarni tozalab olinglar, nахуй. Mustaqil bo'lgandan keyin Quttavam Moskvaga borib pul ishlagani. Затрахали уже, блядь. Хуесосы, блядь. Так, дальше. Так, я ответил там по видосам. Один пишет, блядь, в ТикТоке уже. Boshqirt og'ayni nima deb qo'yding? Вопрос. O'risni ko'tog'i sani ko'tingdan chiqmay, ko'tingni quritmay yotibdi-yu, mustaqil O'zbekistonga gapirasan. Avval ko'tingni tozala, keyin gapir. А, вот оттуда, оказывается, я услышал, блядь, его слова. Ха, блядь, запомнил, блядь. Ну вот реально, это Суннетов Гульмурат. Гульмурат, ёб твою мать. Это что за нахуй Гульмурат, блядь? Девочка, мальчик, что ли? Гульмурат, блядь. Хотя бы Дульмурат деп кушса, Гульмурат ekan bu. Инагны сагем. Первый раз слышу такое имя, нахуй. Гульмурат, блядь. Пиздец. Хорошо, Ташак Мурадом не назвали еще, блядь. Ебануться.
Короче говоря, вот он пишет так, что біздің башқұртларны әлі нахуй күті чықмаған урыслардан нахуй. Само собой чықмаған нахуй. Само собой нахуй. Я это не отрицаю даже, блядь. Когда вопрос, блядь, идет, блядь, о том, что, блядь, нахуй, вы, долбоебы, не приезжайте в Россию, вы мне пишете, чтобы мы, блядь, сами, как говорится, еще не вышли, и как бы нам что-то такое. Само собой. Блядь, все мои YouTube-каналы, ТикТоки, нахуй, для этого и созданы, блядь, чтобы я разбудить хочу народ свой. Но вы попадаетесь под колеса, блядь, я не знаю, палки в колеса суете. Нарсяга, потому что вы там шарахаетесь по всей этой России, блядь, пытаетесь, блядь, заработать, нахуй, сраные рубли эти, блядь, кормить своих детей. Трахаясь, нахуй, с ними по 5000, нахуй, час, блядь. Ереван Плаза. И вы мне, нахуй, будете пиздеть, кемны кутачакан или юг? Поэтому, как говорится, когда народ охуевает, прям, блядь, хочется по зубам ебануть, чтобы, блядь, он никогда больше, нахуй, не говорил об этом, нахуй. Кемны кутачакан или чекмаган, нахуй. Утыз ел, нахуй, кутын чеккаш, блядь, узбеклар Россияга келмеске тиеши, нахуй. Куда барма Россияда? Наоборот, мы должны к вам ездить на заработки, если вы независимые, блядь, невъебенные, блядь, чучаклар. Потом будете пиздеть, нахуй. Каримова, нахуй, снести хотели, не смогли. Никто не поднялся, потому что в десна целовались с Каримовым. Каримовна боллара, блядь. Потом, разговор сегодня был, я высказывался в ТикТоке, потом загрузил в YouTube. Пока еще их ответы я не читал. Наверное, там тоже пиздец нагонят. Завтра ответы дам. Но выскажу, о чем была речь. Короче, речь была такая. Сегодня как раз это демагогия, и дошли до такого абсурда, и от этого абсурда получился ответ. Номад знает об этом. Короче, прикол такой. Узбеклер орут. Почему опять узбеков, да, говорю? Ну, потому что мин узбек, поймите, мин узбек, ман. Ханым узбек, башкир, татар. Понимаете? Вот, поэтому. Надеюсь, вы поняли меня. Казах был самый мины канымда. Казах-то дырим. Это место слагаемых ничего не меняет. Суть. Кыргызларга да тапить итем. Казакларга да тапить итем. Таджикларга да тапить итем. Главное, урыска каршы былык диям. Исходя от этого, вопрос возникает интересный. Не знаю, Ника тут или нет. Короче, такая тема. Ника, тоже послушай. На русском буду говорить уж, чтобы ты то поняла. Короче, сейчас та же история с Украиной. Это касается всех. И Чечни, и Украины, и так далее. Я уже высказывался об этом. Вот этот момент. Об этом же никто не говорит. Кто-нибудь об этом говорил? Нихуя не говорил. И тут вот сегодня с Номадом конкретная тема вышла. Мне прям понравилось его высказывание. И этот интерпретировали под другую тему. Ну, до ума довел я, так скажем, от его мышления. Короче, тема такая. Когда орут, что узбеки плакали нахуй, точнее, блять, нахуй, понятно. Когда это узкожопые захватывали Туркестан, оказывается, татары пришли ебать их вместе, так скажем, нет, вспоминаю один СМС, переводчиками. Ну, вам не осознается такой ответ, почему татары пошли в Узбекистан переводчиками узкожопых? Давайте сначала разберем. В Украину то же самое, в Чечню то же самое. Но там переводчики не нужны уже, потому что они уже согнули, уже 300 лет прошло. Грубо, пизжу, какой 300, блядь. Сколько, блядь, Туркестан, в каком году они пошли? Грубо говоря, если Казань взяли в 1552, пала она, значит, в 1552 речь идет, где-то оттуда. Грубо говоря, с 1550 года. Иван Грозный IV захватил Казань. Взяли Казань, пошли на Узбекистан. По пути Казахстан взяли,
взяли. Узбекистан взяли, боролись, взяли. Потом дальше. Итог такой. Этим узбекам ответ. Почему татары были переводчиками? Потому что захватили нас. Захватили, вот как сейчас, Украину. Поэтому они пошли переводчиками. Исходя от этого не избежать было, что они будут там, блядь, воевать против вас. Может, даже и убивали, само собой. Потому что они были уже рабами русских. Исходя от этого, нахуй, когда вы строите свои обижалки какие-то, нахуй, на меня, и если я историю не понимаю, блядь, без обид, нахуй, я историю не знаю, блядь. Я и то, блядь, оттуда черпаю и пытаюсь, блядь, догнать сам, потом это вывожу на эфир. Теперь получается так, сверху вниз. Я постоянно вот это сверху вниз, туда-сюда говорю, да ведь? Татарстан, Башкортостан, Казахстан, пошел вниз в Узбекистан. Взяли все, зачистили. Все. Рабы узкожопых. 500 лет назад, грубо. Надеюсь, это узбеки когда-нибудь услышат, чтобы им дошло. Потом вопрос возникает. Когда ебли Казань в 1552 году, чтобы эти татары не пошли на Узбекистан, где были узбеки? Вопрос. Блять, как передача. Что, где, когда, нахуй. Поле чудес, нахуй. Стать миллионером, нахуй. Вопрос. Хуй его, где они были, неизвестно, нахуй. Они жили же 1000 лет, как вы помните комментарии. 1000 лет они были до нас. Узбеки были 1000 лет до нас, блядь. Но почему они в Казанское ханство не пришли спасать Сюембику, нашу принцессу? Сюембика была, как говорится здесь, она нагайкой была. Она как бы называется татаркой, а вроде бы, как здесь узнаем по истории, она была нагайкой. Но где же были узбеки? Против узкожопых. Татар не защитили. Итог, ответ ясен. Сюембика выбросилась с окошка. Бичара, кыз, принцесса. Потом после нее пошли туда. Касымовские, там были татары. Там было сыр-бор, сдача, блядь, предательство. И Иван Грозный берет все. Потом идет на Туркестан. И что происходит? Круговорот воды в природе, нахуй это называется. И везде запомните, нахуй, узкожопые виноваты. Как один пишет мне тут, да, ведь, русские не все хорошие, не все плохие, блядь. Русские при чем тут? Туда-сюда, татары виноваты. Башкортлар, блядь, тоже виноваты, наверное, в каком-то понимании. Вот какой, блядь, парадоксальный идиотизм, нахуй, возникает у людей, которые мне говорят, что 1000 лет был Узбекистан, блядь. Был добить, нахуй, но сплыл, блядь. Сплыл он, блядь. Утонул, блядь, в своей коррупции, нахуй, в грязи, блядь, под узкожопами, нахуй. Все правительство ваше. И вы будете, нахуй, мне пиздеть, блядь, нахуй, про свою странную историю, блядь, которую я, нахуй, не знаю даже, потому что с Узбекистана тоже история была вся перепечатана на русском, на русский лад, блядь, которого я нихуя не знаю. Ебли ваши. Кто кого ебал там, неизвестно, блядь. Татары или, блядь, узкие вас ебали. И тут ищут, нахуй, виноватых, блядь. Я поражаюсь над такими умноебами, блядь. Исходя от этого, нахуй, когда узбеки поймут, что, блядь, нахуй, татары с башкиртами были просто, блядь, принужденно посланные, блядь, вот тут тогда может, блядь, проясниться какая-то, нахуй, суть, нахуй, в этой истории. Как сейчас происходит на Украине. Манкурты идут. Мы же не идем. Нормальные казахи есть. Не идут же. Узбеки, нахуй, на войну идут, блядь. Гастарбайтеры эти сраные. Не говоря, что, блядь, идут еще кыргызы, не говоря, что таджики эшелонами идут, нахуй. На Украину. Поэтому про Чечню даже рот не надо открывать. Там были все тоже. Из России. Башкортлар, татарлар, все были. Исходя от этого,
Что я хочу сказать с этим? Что, блядь, нахуй, во всем виновато это московское, нахуй, правительство, которое, нахуй, ебла с тех времен, с 500 лет тому назад, нахуй, это происходило, блядь. Как татарское ханство распалось, вся движение, орда, блядь, вся ушла вниз. Понимаете, смысл что был? Как это говорится, аждахана бошен кискяш? Пиздец будет в Москве. Я же говорю постоянно в эфирах. Но здесь не аждахана было, а нормальное правительство наше. Наше честное правительство, которое бзду какую-то только брала у этих пидорасов, московит, которые в лаптях ходила, блядь. А наши ходили в кожаных сапогах и пили кмыс. Ездили на лошадях. Наши все, татары, башкирты, узбеки, казахи, кыргызы, Алтай, все. А вот узкожопые, нахуй, нас одели в свои лапти сейчас. И сидят в наших, нахуй, коронованных креслах, нахуй. Нашим золотом и алмазами, нахуй, пользуются. А мы ходим в лаптях, блядь. Теперь поняли, нахуй, историю, блядь, вашу ебаную, нахуй, тысячелетнюю, нахуй, которая просрала, нахуй, блядь, Тимурланов, Чингисханов, всех, нахуй. Опозорили мы, нахуй. Мы опозорили их, нахуй. Салавата Юлаева, нахуй, мы опозорили. Всех, блядь. Всех мы опозорили. Шунарга, блядь, когда вы начинаете размышлять, нахуй, про историю и сравнение, нахуй, сразу вспоминайте узкожопых. Потом только ищите в нас какой-то, блядь, изъян. Потому что, нахуй, во-первых, нас не было, нахуй, 500 лет назад. Это тоже вспоминайте. Мы с тобой, там, с тем же, кто мне пишет комментарии гнилые, не были тогда. Были наши деды. И с них надо спрашивать, по идее. Мы же не телепорт, нахуй. Или не вечные, блядь, не Кощей бессмертные. Чтобы мы, блядь, отвечали за них. Но мы пытаемся исправить эту историю, блядь. Я пытаюсь это сделать, чтобы народ наш понял, что, блядь, нахуй, блядь, мы просрали свое государство, нахуй. Башкортостан, Татарстан. А кто заимел свое государство, не может выбраться из диктатуры, блядь. Каримовской и всякой поеботины. Смысл поняли, надеюсь. Вот так вот. Такая вот тема, Ника. Надеюсь, я донес до тебя тоже. В чем проблема? Так. Вон Лукаш чего нагородил и ничего. Зеленского даже гнидой назвал. И это тот, кто пустил войска РФ через свою территорию. Ну вот, я же говорю. Давай про чингизидов. Вот я и говорю. Ну, про чингизидов, конечно, я досконально ничего не знаю. Но суть, короче, ну, суть я примерно объяснил насчет того, что, блядь, нахуй, давление вот этого всего, нахуй, это непорядок. Притом, добавлю, Ташкент, это казахстанские земли. И не нужно мне, нахуй, сейчас писать, блядь, опять насчет, нахуй, мозги ебать мне. То, что ты за казахов топишь, нахуй. Нет. Гаделлек. Гаделлек, я не помню, Гаделлек это, ну, примерно честность, наверное, не помню. Мында башкиртлар, татарлар бармы? Гаделлек дегенне перевод мне напишите, пожалуйста. Гаделлек на русском, что будет? Мына гаделлек мен излим. Мен излим гаделлек, а кишиде гаделлек калмаган. Понимаете? Наверное, это честность, я не знаю, искренность, хуй его, блядь, на русском, я не знаю, что это будет. Поэтому, когда узбеки начинают мне гнать историю, ну, уж я не буду, как все говорят, все узбеки, тупые, которые, я тоже не умный, нахуй, пытаюсь, нахуй, то там, то сям, нахуй, изучать, блядь, что-то слушаю, блядь, и говорю. И вот, Ташкент, еще какие-то там территории, это были казахстанские земли. И когда, блядь, вот этот Туркестан, Хуистан, блядь, захвачен был, нахуй, с этими пидорасами, узкожопами,
Вот тогда в это вся, блядь, поеботина и пошла нахуй. Разлад, блядь. Кто кому понадавали нахуй. Куандыкский переход тоже, кстати, блядь, у нас нормально было с казахами. Тоже разделили с Оренбургом. Все, вот то же самое и там. Не понимаете, как параллель идет? Параллель Башкортостан с Казахстаном, внизу Узбекистан с Казахстаном. Это нормально. Это как бы даже дурак, наверное, поймет, что если это было, значит оно было, так и скажет. Да, это было. Все, там спора не должно быть. Как, допустим, с моей территории в Андижане город Ош. Город Ош был этот Ахумбабаев, долбоеб нахуй, отдал кыргызам. Точнее, блядь, нахуй, его заставили, наверное, отдать, потому что ярый, нахуй, коммунист был этот Ахумбабаев, гандон, блядь. Ярый коммунист, блядь, это я точно читал где-то, блядь. Пидорас тот еще был, нахуй, стукач, нахуй, сраный, нахуй, этот узбек он был, я хуй его знает, этот Ахумбабаев, блядь. Пиздец, нахуй, коммуняга был, блядь, нахуй. Все сдавал, нахуй, своих узбеков этим узкожопом, нахуй. Вот гнида был. А я пытаюсь, нахуй, сравнять эти моменты, нахуй, чтобы у нас, блядь, перестали быть люди гнидами, нахуй, а встали, нахуй, на истинный путь, когда они кричат «Алла, Алла, Алла, Алла». Ну, если сен Алланы сөйлейсен екен, нахуй, күтіңе жауап бер, блядь. Күтіңе жауап берем, баттаге. Если ты говоришь про Аллаха, и ты совершаешь тут какие-то ебанутые действия, ты, блядь, определись, нахуй, за что ты топишь, за шайтана топишь или за гадырлик, блядь, за истину, блядь. Ботинкаса, блядь. Поэтому, исходя от этого, Дуслар, у каждого, нахуй, принудительные косяки были в прошлом, принудительные косяки. Из этих косяков принудительных, да ведь, наших, блядь, дедов, грубо говоря, в то время уже раком ставили эти узкожопые. И вам не обидно? Вам не обидно? Нет у вас такого желания отомстить им? Или вы ждете того света отомстить? Ну, того света понятно. На том свете не мы будем мстить. Аллах Таалям будет мстить на том свете. Джаханнам, блядь. Понимаете? Поэтому, как говорится, когда Путин говорит, что они попадут в рай, хуй-то там. Путиным и всякой этой шушере, нахуй, они точно попадут, нахуй, Джаханнам. Ника, Джаханнам это ад. Это, блядь, днище ада, нахуй. Вот примерно вот такая тема. Из-за этого, нахуй, из-за куска дерьма, так скажем, земли, не стоит, нахуй, погибать. Не стоит, нахуй. Не нужно быть Путиным. Вам что, уроки, блядь, эти не попадают, нахуй, вообще? Не вонзаются, нахуй, в вашу головушку, нахуй? Нижнюю и верхнюю головушку. Блядь, не вонзается, что Путин из-за земли, блядь, из-за хуй знает, из-за чего пошел. На Украине, по сути, нехуй там ебаться, нахуй. Там нихуя ничего нету. Чего нахуй нужно россиянам там? Там ничего нету, блядь, в России, блядь, да хуя что есть. А он берет это, потому что у него амбиции такие, блядь, несытого гондона, блядь. Вот и все. Тут, блядь, чисто нахуй амбиции, и получается уже он заднюю не может рубить. Он же мужик, мужик сказал, сделал нахуй. Он же поэтому идет, он же по-братски работает, он же нахуй мужик нахуй. И исходя от этого нахуй, он не может заднюю рубать. А по сути узкожопые, они те еще сыкуны нахуй. Те еще сыкуны, блядь, пидорасы. В армии же я их знаю, какими гондонами они были. Они то же самое, как и дагестанцы, только толпой умеют ебашиться нахуй. Они по одному не ебашились. Они, сержанты, толпой нахуй нас хуярили нахуй. Толпой, блядь. А мы не могли им отдачу дать, потому что они потом нас могли нахуй по уставу ебать. Поэтому пацаны не врубались нахуй. Я вот этого не понимал, блядь, армии нахуй. Эта армия была реально дедовщинская и нацистская нахуй армия была нахуй. Узкожопые нахуй издевались над башкиртами и татарами. Я поражался над этим нахуй. Я вообще поражался, блядь. И также и над дагестанцами издевались, над всеми нахуй издевались. Там войны были пиздец нахуй. Каждый второй дисбатовский был там в армии, блядь. Вот так вот. Ну, дагестанцы тоже толпой держались они. Они толпой держались, поэтому их не могли трогать нахуй. Буряты, может, толпой держались, не знаю тоже. Тувинцы, пиздец обезбашенные. Тувинцы, пиздец обезбашенные нахуй. Все дисбатовские. Они всех хуярили. Они всех хуярили. Буряты, якуты, наверное, тоже были.
Ну, короче, я с ними не рамсил. Вот постоянно я, блядь, воевал эти узкожопами, нахуй. Постоянно стычки, потому что я хуй ложил на них, блядь. Постоянно пиздил его, постоянно вот это. Меня, блядь, пытались чмырить они, нахуй, толпой, блядь, постоянно, нахуй. Душками били, нахуй. Да хуя что прошел, блядь. И в эту армию, блядь, второй раз пойти, да это идиотизм, нахуй. Это идиотизм, нахуй. Вот видели же, я показывал до этого, сидят в яме в трусах, нахуй, блядь. Это им нужно? Нет, нахуй. Лохи, блядь. Лохи, блядь, накосячили в армии и сидят в трусах, блядь, в окопе где-то, голые, нахуй. Пиздец, да, блядь? Кто за такую армию воюет? Да я, блядь, нахуй, за такую, нахуй, я вышел бы, передернул бы, нахуй, весь рожок, блядь, использовал бы для этих комбатов, нахуй, всех перехуярил бы, нахуй, блядь. Пизду, блядь. До такой степени, нахуй, башкир, блядь, татарлар, блядь. Почему вы такие, а? Я не могу понять. Почему вы, нахуй, не передернете там в армии, нахуй? Бегите, передерните все, нахуй. Взорвите все ебеням, нахуй. И пиздуйте, блядь, в сторону Украины, блядь. Рота башкирт вас ждет. Идите туда тогда, и вы уже косячники. Понимаете? Вы пройдите потом, нахуй, как говорится, проверку, нахуй. Через роту башкирт, блядь. Если сможете. Вот тогда вы приедете героями, нахуй. Живыми притом. Они, блядь, в мешках грузом 200, нахуй. В черных мешках, блядь. В запчастях. Мин он сызна, блядь. Пиздец он нам нахуй. Почему так? Почему? В чем проблема ваша, башкортларна, блядь? В том, что, блядь, нахуй, вы боитесь, нахуй, пойти, нахуй, на комбата против? Я вот этого поражаюсь. Где ваш дух? Где ваш Салават Юлаев на духа, блядь? Я не могу понять. Татарларна какая? Кутак башларнака, блядь. Татарстан, нахуй. Чё, нахуй? Сюимбекяна, чё, забыли? Как ебли, нахуй. Вы чё, за нее, блядь, за наших, нахуй, предков не встанете, блядь? За татар, блядь? В чем проблема, блядь? Или вы только, нахуй, поднять можете стакан рюмки, нахуй, от силы, блядь, и все? А нахуй эти мышцы ваши, нахуй? Нахуя качаете мышцы, ходите в спортзал, блядь, стреляете на автоматами, блядь, хвастаетесь, нахуй? Нахуя, блядь? Объясните, нахуй. Если вы, сука, блядь, не можете против Путина пойти, нахуй, когда весь народ, блядь, уже умирает, Башкортостанда, Татарстанда, блядь, вы на чё ждете, блядь, вы ебанутые, чё ждете, я не могу понять. Вам уже весь Казахстан об этом долбочет, нахуй, говорит. Сука, ебашьте нахуй, даже уже Майкл Наки даже в своих эфирах говорит, блядь, вот лохи, говорит, узкожопых, своих же он говорит, блядь, ебани, говорит, взрослые мужики, блядь, вот эти всякие долбоебы, если помните, мы, говорит, пошли обнуляться. Это какой-то Гарик там и еще какой-то, как я не помню, какие-то имена прикольные двух долбоебов. Взрослые мужики. Мы, говорит, пойдем обнуляться сейчас. Мы пойдем, так что видео выйдет. Если мы не придем, оно выйдет. Если придем, не выйдет нахуй. Что такое, блядь? Какой-то долбоящеры. А где служил? На Дальнем Востоке. В жопе мира нахуй. Хабаровский, блядь. Украинцам сейчас желаю тихой ночи. Какие времена, такие пожелания. Ну, давайте. Доброй ночи вам. Надеюсь, ничего не прилетит. Делайте дуа, просите у Аллаха, как говорится. Делайте дуа, все украинцы, если есть тут украинцы, делайте дуа, чтобы Путин сдох. Делайте дуа каждый день, просите, чтобы он забрал этого Путина, и Аллах исполнит вам это. Так что молитесь, верьте, что есть Аллах, Он един. Не надо, как эти вот эти многобожники, верить туда-сюда, блядь, там, шайтанам всяким. Верьте только в Аллаха и просите, чтобы сдох Путин. Вот и все. Будет нормально. Как говорится, вдруг он и потеряется где-нибудь. Примерно так. Так, надеюсь, я ответил. Так. Еще какие-то, так, почитаем интересные моменты. Так, кто что пишет тут? Скинули.
Ну, я не просмотрел, но тут просто сверху читаю, как российские военные домогаются женщин и устраивают погромы по пути. Получается, в поездах, наверное, когда едут эти военные долбоебы домой туда-сюда, получается, наверное, я так понимаю, домогаются. Вот такая херня, короче. Вот, короче, тот самый из башкиртов пишет, короче, тут я не читал, вот читаю при вас. В учебниках по истории, это Руслан Габасова, телеграм-канал, оттуда скинули. В учебниках по истории стран Центральной Азии русский колониализм, прям как анализм, блядь, анализм характеризуется как русский анализом с последующими негативными явлениями для порабощенных народов. Если казахи испытали на себе голодомор, то так и пишут, что был голодомор и сделала его Россия. Узбеки могут написать, как русские вторглись в Коканд, Бухару и Самарканд. Киргизам с таджиками тоже есть что добавить. Это не называется русофобией, это историческая правда. Называть белое белым, а черное черным. Это не означает быть русофобом. Что должны были написать казахи про свой голодомор? Как можно охарактеризовать Россию в истории этих народов? Исключительно как врага. Разве у нас иначе? Вспомните хотя бы один период башкирской истории, где Россия была периодов не было и не будет. В будущем башкирские учебники будут говорить ровно то, что сейчас говорят казахские. Мы прямо сейчас переживаем то, что будет написано в учебниках по истории, как мы можем назвать протесты в Маймаке и их подавление. Добрые русские, дяденьки, полицейские чуть-чуть избили несознательно башкир, чуть-чуть убили двоих человек, чтобы несознательные башкиры поумнели и сказали: ах, мы ведь ошибались, наш старший русский брат прав, а мы-то неучи, безграмотные и не поняли, что нами управляют агенты турецкой разведки, ваххабиты, укронацисты. Привет всем. Враг народа. Россия враг в силах народов. Ну да. Вот примерно вот такая тема. Башкортостан, Дагестан. Я что ли? Нет, я узбек, башкорт, татар. Казахи не забыли голодомор, никто не забыт. Ну, вот. Россия ожидает какой-то благодарности в свой адрес, думает, что про нее должны писать что-то хорошее. Но что? Что мы можем положительного найти в России? Ничего. Россия это враг Башкортостана и башкирского народа. Прислал подписчик. Это как бы даже не Руслан Габасов, оказывается, писал, а это кто-то написал. Ну вот как мне комментарии пишут, ебланоиды. А здесь, видите, нормальный чувак написал. Нормальную тему прогнал для нашего осознания. А не там говорить, что, блядь, башкортлар там, татарлар там, блядь, узбеклар, блядь, на пьедестале, нахуй. Так. Тот же башкорт, тоже мне скинуто, читаем дальше. Говоря о мигрантах, следует высказать очень важную мысль. Ну, у меня все подряд тут, короче, туганлар. Все эти люди, которые по умолчанию считаются мигрантами, то есть киргизы, узбеки и таджики, являются родственными для башкир народами. Ну вот он тоже здесь чуть-чуть неправильно пишет, надо писать, то есть кыргызлар, узбеклар, таджиклар, башкыртлар деп мына шулай язырга керек. Ну ол яза урысша яза енді. Мына Руслан Габасовна косяга тоже есть, блядь. Пиздец. Потом родственными для башкиртов народами. Наш фенотип зачастую схож с кыргызским или узбекским, хотя отличия существуют. Но в общем мы достаточно похожи. Никто не отличит башкирта от узбека или кыргыза. Разве что только сами башкиртлар, узбеклар и кыргызлар. Поэтому, будучи вражки, башкиртлар не смогут сказать: эй, подожди, не называй меня чуркой. Вот у меня есть российский паспорт. Ты слышал о башкиртах? Такого не будет. Большинство башкиртов внешне ничем не отличается от узбеков или кыргызов, особенно последних.
К тому же очень важно учитывать, что все мы входим в пространство Туркестана. У нас одна религия, одно происхождение, очень схожая культура, языки, традиции. Согласны? Есть таджики, но у нас с ними нет проблем. Почему? Башкирт должен ненавидеть таджика. За что? Нет таких причин. Мен кушалам, я 1000 раз об этом говорю. Разве таджиклар ущемляет башкиртов? Оскорбляет башкиртов? Унижает? Нет, не таджики. Не нужно поддаваться на эти глупые провокации, которые устраивают всякие ублюдки, не давая этим бедным работягам зарабатывать себе на жизнь. Чем вам может помешать таджик, который здесь торгует на рынке или делает какую-то другую работу, зарабатывая себе своей семье деньги? Он ваш враг? Нет. Все мы, башкирты, казахи, каракалпаки, кыргызы, узбеки, туркмены, уйгуры, таджики, входим в историческое пространство Туркестана, который объединяет нас. Почитайте Заки Валиди, его воспоминания, он благоприятно высказывался об этих людях. После Башкортостана от боролся именно в Туркестане. Точнее, наверное, он боролся именно в Туркестане. Башкортостан это часть Туркестана, географически Европа, но культурно, ментально и исторически Центральная Азия, Туркестан. Умный ищет друзей, а дурак врагов. Если у вас есть эти дурные мысли, которые навязывают узкие, будто бы мигранты в чем-то виноваты, то бросьте их. Не нужно искать врагов там, где их нет. В конце концов, существуют лишь случаи, когда мигранты действительно доставляли башкиртам проблем. Я думаю, нет. Не было таких случаев. К тому же, можем ли мы относиться к ним как к мигрантам? Немцы в Италии – это иммигранты? Австрийцы в Бельгии – это иммигранты? Заметьте, что европейские народы едины. Так почему мы не можем? С кем нам еще объединяться? Ни с кем. Мы часть туркестанского пространства. Башкортостан – это часть Туркестана. Башкортлар, если не в наших глазах русские будут обижать и унижать узбека, казаха, кыргыза, таджика или азербайджанца, вставайте на их защиту. Не давайте их в обиду. Они нам союзники, а не враги. Прислал подписчик. Ну, он пишет подписчик, да, наверное, он сам пишет это, блядь. Говорит, подписчик, блядь, пиздец тоже. Руслан хитрый, блядь. Короче, почти что до этого я вам где-то что-то говорил, об этом речи идет, что безнен душманлар только урыслар. Исходя от этого, нахуй, и наши душманы только узкожопые, нахуй. Поэтому всем нужно объединяться и ебать их. Везде, блядь. Унизили, я 100 раз говорил, унизили узбека где-то, нахуй. Сдавайте, вставайте все. Кыргыза обидели, вставайте. Таджика, вставайте. Все вставайте, все. Друг друга защищайте, если вы уж чертовы эти рубли приезжайте зарабатывать, нахуй. А так, в идеале, надо уже ехать вам в Европу, в Америку или куда-нибудь, нахуй. Я постоянно говорю, пишите мне в Телеграм, блядь, кому надо в Европу, нахуй. Помогу, чем могу, блядь. Но работу не могу дать. Заходите, работайте, ищите, я не знаю. Но завести я могу вас. Но, блядь, работу не могу найти, потому что даже мне не дают работу. Кстати, даже узбеки мне не помогают по работе, не говоря о других. Вот так. Поэтому я работы не могу помочь, но наводку могу дать. Что делать туда-сюда, короче. Ну, явно не потеряетесь. Помогу чем-то, советом каким-нибудь хотя бы. Вот так. А так, как говорится, кеши ульми мандада, нехуй переться в Москву нахуй, зарабатывать этот сраный деревянный рубль. Поэтому вот я при вас это читал, я даже его не читал, блядь, вот это все. Я как бы, я говорю же, не люблю читать нахуй. Я вот послушаю что-то, блядь, и тринжу, блядь, потом. Итак, давайте комментарий почитаем. Так, депортация чеченцев, карачайцев и т.д. Да, само собой. Само собой, чеченцы в Казахстан уехали, там чуть ли до Кыргызстане, Узбекистане тоже, наверное, они были. Потому что я помню, вроде бы чеченцы были и в Андижане вроде были чеченцы, если не спиздеть. Были, явно были там тоже. Какой Туркестан, чувак? Хан Тамерлан считал Турцию врагом, завоевал пол Турции, султана Баязида, посадил в маленькую клетку и из клетки подставку для посадки на коня. Серж, блядь, что за Серж, блядь? Так, ребята, вы забыли, как раньше дружили и как нормально жили. Никто не обижал.
Когда раньше? Что-то я не могу понять, блядь. Серж Курский поет «Батька, наш Бандера, Украина, мать». В будущем казахском учебнике будет сказано, как из музея космонавтики сделали бараний загон. Серж, тебя не должно ебать, что кто напишет. Это вам казалось, мы не считаем вас друзьями. Понятно, короче. Так. Тамерлан Турцию ебал. Туда-сюда какую-то ересь нахуй пишет тут, блядь. Тамерлан, Чингисхан, блядь, если уж на то пошло, весь мир ебали они нахуй. Я же говорю, в Норвегии, когда говоришь, я с Башкортостана или там с Татарстана, они это не знают. А когда им говоришь Чингисхан, они сразу нахуй просыпаются. А, все понятно, все. И как бы затыкаются, когда говоришь Чингисхан. А они больше нихуя не знают. В России они думают, что все русские. Вот здесь, в Европе, почти, блядь, 99% такие, блядь, тупые они в голову тоже. Такие же, как узкие, тупые они, такие же. Узкие, допустим, в Москве или там в России не знают, где, блядь, Башкортостан, блядь. То же самое, нахуй, и здесь. Как бы вы не думаете, что все такие, блядь, здесь въебенно знают в России, что творится. В России они знают Руси, все, пиздец, нахуй. Они думают, все узкожопые там, блядь. Поэтому нам надо, блядь, поднять себя. Башкортостан, Татарстан, блядь, чтоб весь Париж, блядь, нахуй, Германия, все знали нас. И наш башкирский мед, блядь. Так что вот так вот. Так что надо до такого момента нам дойти, чтобы французы на свой багет, нахуй, когда чай пьют утром, они любят чай с багетами пить, с багетами, нахуй, мазали и чаевали нәрсеке безнең бал белән, башкорт балы белән, чтоб написано было башкорт балы французларга күчтәнәч. Так, идем дальше. По той же тематике. А, вот это пишет он теперь сам. Надеюсь, пишет сам или я не знаю, у него опять подписчик. А вот натащим, короче. Короче, Руслана Габасова, опять стихи Руслана Габасова. Я башкир. Ну, почему башкир деп yazarlar ekan? Вот меня это бесит. Он башкирт. И он не бросит свою родину. Мне было 10, когда узкие забрали статус нашего президента. Я помню, как я недоумевал от этого и не понимал, зачем они сделали это. Мне было 13, когда узкие забрали у меня право изучать мой язык. Я помню, как я учил башкирский язык до закона 2017 и как стал после. Я помню, как учительница рассказывала мне о том, что башкирт вывела волчица, как мы рассказывали стихи на башкирском. Блять, почему на башкирском? Блять, у меня же язык не поворачивается нахуй. Потом мы перестали учить наш язык, а вместо этого стали готовиться к экзаменам на русском. Мне было 15, когда были протесты на Куштау, когда паковали парней в Кармаскалах. И я испытывал лютую ненависть к системе, к тому режиму, который хотел уничтожить мою Башкирскую гору и посадить моих соотечественников, которые защитили честь башкирской женщины. Уже тогда я думал о том, что Башкортостан это не рашка, и нам нужно выходить, освобождаться, становиться независимыми. Я изучал историю своей семьи, и я узнал для себя, что мои дедов сослали в Сибирь. Охуеть. Потому что они были имамами. Я узнал, что один из них сражался за Башкортостан в 1917-1919 годах, был соратником Заки Валиди.
Я помню, как узкие оскорбляли башкиртов и приходилось ставить их на место. Я думал, как ты можешь оскорблять меня, ведь ты у меня дома, ты гость. Я помню, как посадили Рамилю Саитову. Помню, как приходили к моим друзьям, националистам. Я помню, как сносили бюсты Заки Валиди в Санкт-Петербурге, Сибая и Тимясова. Помню протесты в Баймаке. Я помню все, что Россия сделала с нами и нашей страной. Ничего хорошего узкие не принесли, не сделали, не сказали доброго слова. Я запомнил Рашку как государство, которое только отбирает чужое, унижает и обижает тех, кто слабее, притесняет остальных, ненавидит просто так. Я сплю на Рашке и на русский флаг. Блядь, именно потаги. Я плюю на Рашку и на узкий флаг. Это не моя страна это Башкортостан. Моя родина это Башкортостан, мое государство это Республика Башкортостан, и я гражданин этого государства. Как я могу бросить свою страну? Мой дед сражался за Башкортостан, мои предки сражались за Башкортостан. Как я могу бросить свою родину? Я не поеду ни в Монголию, ни в Центральную Азию, ни в Турцию, раз моя страна здесь. Теперь я точно знаю, что Россия мой враг, и я говорю об этом каждому башкорту, который готов слушать. Я не намерен становиться серой, безродной, узкой массой, которая порой не знает даже своих отцов. Зачем мне это? Я знаю имена своих предков, которые жили еще в 1700-е года. Зачем мне обменивать мое огромное культурно-историческое наследие на узкость? Я не узкий. Хвала Господу. Аллаха шükür deysə была бит инде шунда. Я башкирт, я мусульманин, я националист. Пожалуйста, не забывайте свои корни, не обменивайте золото на дерьмо. Нас не смогли уничтожить цари, генсеки, а эти ублюдки тем более не смогут. Однажды мы вернем то, что у нас украли, и мы как феникс родимся заново. Да здравствует независимый Башкортостан, да здравствует 4-я Башкирская республика, прислал подписчик. Пиздец нахуй. Аж этот, блядь, гурланып киттем, блядь, нахуй. Ну, блядь, где этот человек, нахуй, который писал, блядь? Где же он? Ну, наверное, уж в связке с Русланом Габбасовым. Понятно. Надеюсь, он безнен карамагамбызда. Надеюсь, он, как говорится, не сгинет куда-нибудь. Валейкум ассалам, братан. Так, дальше идем. Ну вот, брат, тут много чего поскидывали. Так, про этих окопов я говорил уже. Так, это говорил. Вот, короче, смотрите. Вот это я себе сам скидывал сегодня, Татаринформ. Туполев разработает самолет Ту-214М. Его характеристики существенно изменятся по сравнению с моделью, выпускаемой на Казанском авиационном заводе. Получается, что именно планируется изменить в лайнере? Причем тут Boeing 787, Dreamliner и Airbus A350. И кто первый заказчик самолетов в обзоре? Лайнер мечты. Ну, короче, что я хотел сказать. Если Туполев где-то хз, блядь, где его делают нахуй, если в Казани тоже создают какие-то самолеты нахуй, по ним тоже можно дронить нахуй. Надо ебашить всю большую тему, которая, блядь, расходует большие деньги. Все надо разъебывать нахуй, потому что все равно эти деньги они уже просрали, вложили. А в мечеть в Башкортостане при заезде Аль-Рахим никак не могут построить. А вместо него хотят построить уже какой-то хуй купил его и хотят построить какой-то, как говорится, дома какие-то, многоэтажки, наверное, там же возле речки, при входе в Уфу, так скажем, заезд, это такое охуенное место, блядь, на Салаватке получается. Исходя от этого, нужно, блядь, нахуй, я считаю, блядь,
выходить, бастовать нахуй, чтобы этот Аль-Рахим достроили, и никакого нахуй домов, хуев там не должно быть. Вот и все. Потому что эти пидорасы нахуй жгут наши мечети, все, блядь, разрушают, а мы молчим. Ну да, нужно, блядь, уже осознать уже, блядь, конца до концов, а. Я не знаю, блядь, как до вас это донести. Шундыхаль. Так, сейчас что-нибудь еще донесем. Ну тут чуть-чуть пройдусь тоже насчет алмазов. В республике Саха добыли уникальный алмаз весом 262,5 карата. Ну, огромный такой bir tosh kesagi endi taga. Muncha toshi bor bet endi, munchada toshga suv sevasiz bet endi. Shunday tosh endi примерно mana quloqqa siya turgan, qo'lga siya turgan tosh, примерно shunday алмаз. Получается, добыли от такого, там, я читал или смотрел, слушать надо там видео, до этого и таких дохуя алмазов находили уже. Получается, алмазную страну Якутию, получается, доят эти пидорасы узкожопые нахуй, а якуты также ходят в лаптях нахуй и живут, грубо говоря, в юртах, блядь. Ни дома, ни хуя, блядь. Поэтому им тоже, само собой, нужно вставать, и, иншаллах, они тоже встанут, когда мы встанем, надеюсь. Вот так вот. Ну, больше ничего такого про них больно не знаю. И вот как раз-таки, вот нашел это место. Застройщик Евразия вложит около 32,9 миллиарда рублей в застройку территории возле мечети Ар-Рахим в Уфе. Получается, возле территории, блядь, хотят что-то заебенить. Специализированный застройщик, девелопер собирается освоить ее в течение 14 лет за право на заключение договора комплексного развития с городской администрацией. Компания предложила 30 миллионов при стартовой цене 6 миллионов. Также застройщик предоставил сведения о наличии 448 миллионов рублей, необходимых для расселения жильцов аварийных домов, подлежащих сносу, и строительства пристроенных детских дошкольных учреждений. Короче говоря, нашли место, наверное, Карл Маркса или какие-нибудь нахуй уебищные там дома хотят, наверное, расселять туда, возле речки нахуй. Это, блядь, может, само собой, блядь, нахуй, сносу, блядь, привести мечети, потому что оно явно им будет мешать, поэтому его и не строят. Найдя там как бы какой-то косяк, типа он аварийный, туда-сюда, блядь. Ну, блядь, нахуй его, чтобы он не аварийный был, нахуй, он не должен стоять, он должен работать. Поэтому, конечно, будет аварийный. Его надо дошаманить его, нахуй, и все, чтобы народ ходил, дуа делал, намаз читал, а не на улицах, там, блядь, на ковриках читать, как в Москве, блядь, и там миллион человек во время Рамадана менты сторожат. Вот так вот. Поэтому кровь из нос бізге независимость надо получать, чтобы мечети наши были прям алтындан эшләнсенләр олар, грубо говоря, да, ведь, и чтобы каждый человек читал намаз под крышей, не на морозе, не на холоде, а внутри спокойно. И для этого нужно создать столько мечетей, сколько мусульман. Вот столько и должно быть вмещаемые мечети. Не как ля-ля тюльпан, маленький какой-то там, неизвестно сколько влазит. А строить надо масштабные, огромные. И с стороны Затона, со стороны, любой стороны Уфы надо строить, везде. Сносить нахрен всякие старые, как говорится, церкви нахуй. И вместо них строить. Церковь нам нахуй не нужна, блядь. Все церкви можно снести ебеням нахуй. И все. Пусть едут нахуй свою москалятину. Ушунда шукуна бүлсенләр, куттак сыныклары. Шулай. Алга Башкортстан. Численность башкиров не подскажешь, 1,5 ляма. Вот, начался, блядь, опять какой-то Ташагин, Дмитриев, блядь, Ярик, блядь. Что ж ты говоришь на русском?
Блядь, а на чем же говорить меня, а? Чтоб ты так можешь понимал, на чем говорить? Тогда учи гнида татарский, гандон. Мы придем за твоей жопой, сука. На русском, блядь, не говори, говорит, блядь, Ташагин, блядь. Жмут ебаный, блядь. Мусульман, что ты материшься и националист? Я фашист, нахуй. Я фашист, я тебя буду разъебывать, гнида, нахуй. Я, блядь, нахуй, антипод, блядь, нахуй, Путина, нахуй. Он фашист, и я фашист, нахуй. Понял, нет, блядь? Күтләргә сәгәм, нахуй. Татарша, башкирча, узбекча, нахуй, дуңкайтырам сезне. Гнида, узкожопые, нахуй. Тему эфира знаешь, нет, нахуй? Узкистан, нахуй, блядь. Республика Узкистан, нахуй. И что там, блядь, говорили, нахуй? Пидорастан, блядь. Ебать, нахуй вас, блядь. Узкожопых всяких Сергеев и Яриков, хуяриков, нахуй. Что за Сергей? Я не понял. Миншоке шунды тупильник лардан. Түшүнмөйлөр, что простой адамдарга границалар курулса, яшарга кийинирак була. Кийинирак була. Я что-то не могу понять. Вот и порой, блядь, вот такие комментарии кишилер жазалар, эми. Мен оңнамын, блядь. Он с какого подтекста он вырывает и пишет. Я не могу понять даже, блядь. Потом говорят, что я тупой, блядь. Ну, блядь, откуда, какие границы? О чем, блядь? Я не знаю. Мы же не можем читать твои мысли, Сергей. Мы же не можем твои мысли, которые ты проработал в своем мозге, но написал подтекст свой. Но мысль-то осталась. Пиши хоть мысль правильно. Оңнамадым мен сені, ни хрена. Россия не дает строить. Ну да, узкожопые. Шулай, туганлар, короче. Шундыхаль. Поэтому, исходя от этого, башкир белән татарга кровь из нос уянырга керек, нәрсә булса да. Вот таким макаром, да, вот таким дебилизмом нахрен мы далеко не пойдем. Как кто там узкожопый интересуется, сколько нас, нахуй, 1,5 ляма, да, ведь? И получается, нахуй, наверное, он радуется, что у нас 1,5 ляма всего лишь, нахуй. Столько, блядь, голодомор был, уничтожили. Казахи также, все, чеченцы, крымские татары, все, блядь, мало остались. Все мало остались. Ну, блядь, мы еще меньше остаемся. Чтобы мына сугышқа барып, Украина сугышына барып, нәрсә бугым бар ма анда барып. Я оңнамайм. Мен вот хотелось бы, знаете, вот прям на публику выходить, да, и говорить, если были бы у меня такие полномочия, я бы, блядь, реально прям выходил бы нахуй на публику нахуй. Чтоб, блядь, меня записывали все нахуй. Я говорил бы это нахуй. Но нет у меня этих полномочий. Мен обычный, как Алсынов говорит, карахоллок. Я не могу нахуй быть кем-то нахуй. Потому что я, может, и не хотел быть кем-то нахуй. Но мне пришлось это высказывать, потому что кто-то должен это высказывать, блядь. Вот таким же текстом, который мне нравится. Чтобы людям доходило, блядь, нахуй. А не тем текстом, который қағазға урап, гапырышны нахуй, юқалтыйлар нахуй. Не будьте лицемерами. Я не понимаю тех правителей, которые гандоны живут своими женами нахуй, с детьми, и они понимают, что его отец врет нахуй. Тот же Мирзияев, Каримов нахуй, Ради Хабиров, все нахуй, блядь, все, блядь, которые врут нахуй, блядь. Как, блядь, в таком правительстве, как ты своего отца терпишь? Блядь, я не понимаю вот таких кутак башларна. Я вообще не могу понять, блядь, вот это нахуй. Ты, сука, блядь, пришел, блядь, в этот, блядь, рулить нахуй над народом, блядь, да, у тебя дети, блядь, жена, блядь, тоже такое же дерьмо слушать то, что ты такой ересь несешь. Я не могу это, блядь, поддерживать. Это дерьмо, блядь. Вот это дерьмо, это же пиздец, нахуй, как можно, блядь. Вот, допустим, да, ведь
Я пытаюсь донести, блядь, нахуй, какую-то, нахуй, реальную правду, блядь, нахуй. Люди, чтоб очнулись, блядь. А этот гандон, нахуй, через трибуны, нахуй, пиздит. Кулын куеп, как Ради Хабиров, блядь. Құранға қоймайлы кулын әлі, Құранға қоймайлар әлі. Әлі бар бит шундайлар, кулын Құранға қойып айталар. Мирзияев явно кулын Құранға қойғаны, наверное. Мирзияев. Каримов тоже Құранға қоя кулын, блядь. И говорит, мен қасам ичаман, өзбеклерге ярдам береман, блядь. Кәлленге кутагым, касам ичишинге нахуй. Вот здесь, как, блядь, они говорят, мы здесь, прикол есть такой, магрибский. Все, блядь, Алжирия, все вот эти магрибы, короче, как это, блядь, еще, возле Алжира еще арабы есть. У них всех, блядь, такое. У азеров то же самое, как говорится, такое есть. Касам ичаман, валлах, валлах, они говорят, валлах. Кәлленге кутагым, sen qaysi nimen bilan постоянно qasam ichasan? Nimaga qasam ichasan? Qasamni ichishni ham bor, qachandir ichish bor, gapirish bor. Везде нельзя qasam ichgani. Идиоты, блядь, которые, блядь, возомнили себя мусульманами и не могут, блядь, определиться, где можно qasam icharga, где нельзя. И таким образом все наши президенты, все правители, вот такие же дерьмофродиты нахуй, которые qasam ichadi, kodeks qo'yadi qo'lini, еще tashag'ina qo'ya, kutini qo'ya, xotinini amiga qo'yadi qo'lini нахуй. Qasam ichadi, и в итоге нахуй пиздец нахуй. Диктатура, ебли нахуй, посылка в армию нахуй, подобие Хабирова нахуй, блядь, и Миниханова, и такого же Каримова нахуй, Мирзияева нахуй, и вся эта басота нахуй, которые qasam ichadi нахуй. И чё с этого, блядь? И чё с этого, блядь? Пидоры, блядь, вы. Вы же пидоры, нахуй, которые, нахуй, мучают свой народ, сажаете на бутылки, qasam ichib, блядь. Qasam ichib, бутылкаga o'tkazasizlar. Kadыровы всякие, дырывы, блядь, которые qasam ichalar, qo'lin barmog'ini ko'tarib, valloh, valloh deb, astag'firulloh degan kishi yo'q shunda, блядь. Kuttaq siniqlari. Поэтому, исходя от этого, всякая вот такая мрасота нахуй не должна править Башкортостаном с Татарстаном. У нас должны быть избранные только халыктан. Халык только будет выставлять того, кого хотят. И когда хотят, тогда сменяют. Вдруг в течение 3 лет, которые я примерно приблизительно говорю, этот пидор нахуй, президентик нахуй, этот работяга хора халыктан шиккан, вдруг возомнит себя нахуй, как Путин или Каримов нахуй, эти гандоны вдруг опомнятся в его нахуй головушке нахуй, пизда нахуй. Народ должен восстать, встать и поменять его быстренько, как кыргызы 3 раза меняли, но на 3-м разе что-то обломались, посадив тюремщика нахуй на этот стол ебаный нахуй, этот пьедестал, блядь. Поэтому я думаю, как говорится, мы думали башкортларга учиться от кыргызов нахуй, но что-то они тоже чуть-чуть замкнули в своем решении, блядь, нахуй. Непорядок, непорядок. Надо срочно, как говорится, менять своего президента, ставить заново нового. Ну, пока мы до вас не доросли, до кыргызов. Примерно так. Поэтому, дуслар, бывает так, сгоряча топлю, но по цели, по цели. Шунарга башкар bilan татарны я не знаю ничек уятырга, поэтому какие мы действия можем еще предпринять, чтобы башкар bilan татар уже перестал идти на войну и осознал свой косяк и конкретно уже пошел на Москву. Или хотя бы начал собираться с нами на стороне и действовал по, как говорится, по нашему принципу разъебывать Москву, как говорится, извне в данный момент пока, а потом уже внутри. Через Куандыкский коридор без керегатижбез. Мы должны четко, как говорится, подготовить. Как мы зайдем, где зайдем, сколько нас человек будет, оружие откуда возьмем. Манашу айберланы безге сүйләшергә кирәк. И это не нужно оставлять на завтра, на послезавтра. Чем мы дальше будем сидеть нахуй, Путин уйдет, навальнисты придут нахуй, то же самое, та же балалайка будет играть нахуй. Курая не будет слышно. И гармошки татарской не будет слышно. Только будет слышно балалайка от шайтана.
Так. Марокко, во-во, Маракеше, блядь, вспомнил, Марокко, нахуй. Возле Алжира, Марокко, вот, Магрибы, нахуй. Магрибы и Алжиры постоянно говорят, валлах, валлах, туба, туба, диман. Вот такими чертями, нахуй, когда они вот так говорят, они, в идеале, конечно, они хорошие воры, они грабят, воруют, анашу продают, ну, орут везде, валлах, валлах, я это не сделал, валлах, ну, все сидят в обезьяннике потом через какое-то время. И 1000 раз заходишь, 1000 раз и видишь их, 1000 раз выходишь, тоже видишь их. Вот то же самое, короче. Вышел, зашел, вышел, зашел. Как в Узкостане то же самое, что и алкашня на 15 суток. Ты забыл, сколько профессоров и сколько великих людей воспитала та страна, которая жила в дружбе. Сколько всего построили. Ты с ненавистью в душе живешь. Всегда найдутся мудаки с ненавистью. Сергей, мен сеңе бір әйбірін айтам. Сен, блядь, мында меня каким-то ёбнутым татарским языком писал, или непонятно, что за язык ты используешь, нахуй? Кутак санага, блядь, или Google переводчик используешь, мен аңламадым сені, блядь. И вот, смотри, я тебе скажу. Вот ты сам себе ответил, по сути. Ненавистью живешь. И что-то не живешь. Ну, давай тогда без ненависти будем жить. Без ненависти давай нахуй снесем Путина. Без ненависти. Ну давай предъявим такое. Давай вот ты первый начни, Башкортостан или Татарстан, предъяви без ненависти Путину, скажи, я тебе ненависти не имею, ну давай отстань от нас нахуй, мы выходим. Мы хотим независимость Башкортостана и Татарстана, Чечни и Дагестана. Но нам не нужна нахуй, как говорится, твоя дружба и так далее. Посмотрим, что с тобой будет потом нахуй, блядь. Или за яйца повесят, или, блядь, на бутылку посадят. Поэтому не на бутырку, а на бутылку, вот именно нахуй. Бутырка нахуй ты не увидишь. Бутылку точно тебе вонзят. Поэтому такими нахуй хуеплетскими нахуй выражениями нахуй ты не возьмешь нахуй ни меня нахуй, ни тех, которые топят за нас. Исходя от этого, вон один пример уже есть. За ним 80 человек тоже есть. Алсынов тоже сказал, когда мы ему говорили, вылазь нахуй, он не вылез, он сказал, не-не, ничего не будет. Он был самоуверенный. А когда человек выступает и видит, что за него топит народ, и он забывает и становится самоуверенным. И это означает нахуй, что лидер не понимает ответственности. Лидер нахуй не верит в Аллаха, что может произойти что-то, и ты должен себя уберечь. И он не вылез. Не вылез, его посадили на 4 или на 5 лет, да, и сидит сейчас в Перми где-то. И вот это нахуй хуйня, гордыня у него сработала, гордыня. Если у него не было бы вот этой чуть-чуть гордыни, он бы, наверное, понял бы и ушел бы. Как его дружок, который сейчас в Америке, Алтынай Валитов, съебался, а вот типа того, хотя бы надо было съебаться. Или как я, хотя бы надо было съебаться нахуй. Ну, якобы не при делах нигде, но я чисто просто от мобилизации съебался. Кутагом кует. Поэтому, исходя от этого, ты хочешь, а других ты спросил, а нахуй других спрашивать? Другие манкурты. Я спрашиваю, мне же пишут нахуй, ты же недавно, наверное, подключился, пишешь мне, как говорится, в пол эфира. А это уже сколько время идет, блядь? 37 минут тут, блядь, эфир. Да не может быть, нахуй. Да хуя я уже здесь сижу. 2 часа, в 11 я начал. Блядь, я этот эфир веду с января, блядь. Пытаюсь у всех спросить. Вот именно мы и отсеиваем, кто хочет, кто не хочет. Пол народа хочет, но не могут. Не могут, если Алсынова сын уже вышел петь. Серега, ты чё, блядь? Вообще, что ли? Ну ты, Серега, конкретно ты, блядь, тракторист, блядь. Алсынова сын вышел за отца топить. Шундай нәрсе башкорт мужиклары yok mu? Татар мужиклары yok mu? Который за Алсынова будет топить. Да, были. 80 человек всего лишь было, оказывается. И присели все. Все присели. А так-то вышло там, блядь,
как говорилось, 10 тысяч человек. А что 10 тысяч человек не засунули? Слабо 10 тысяч засунуть? Засунули только 80 из 10 тысяч. Понимаете, смысл какой идет? Логика. Логика такая, что, блядь, нахуй, напугать общество, для них и 80 хватит. И все съебались, и никто не может выйти. Вот в чем наша причина. И когда дошел причина Андижан, когда восстал, мой город Андижан. Когда он восстал, блядь, никакой регион не пришел поднять его, поддержать нахуй. И не нужно нахуй узбеклерге выебываться здесь нахуй. То, что, блядь, кукрайгана сугуб, мен узбекмен дия. Бір кем турмады, блядь, бір кем. Также Алсынова, когда гребли нахуй, никто из татар не встал за него. Башкирт туганымны түрмеге тыктылар. Он затупил, но тыктылар. А Узбекистанда всех расстреляли из ПКТ нахуй, блядь, Каримов, Гондон, блядь, моих земляков всех, блядь. С моего города нахуй пацаны все это рассказывали. Кто только не рассказывал это. И эта мразь, нахуй, каримовская нахуй, не пощадила своих узбеков, сказав, что там зашли какие-то ваххабиты. А на самом деле, нахуй, был обычный народ, который открыл тюрьмы и выпустил тюремщиков, чтобы поднять народ против диктатуры, нахуй. Узбеклар смогли. Не нужно их тоже, блядь, говорить, что не смогли. Потом в 22 году или 21-м казахлар только уже бунт сделали, оказывается, в Казахстане. Тоже, сука, узкожопые пресекли их. Убили людей или там что-то сделали с ними тоже. Неизвестно. Ну, короче говоря, что такая же тема. В Грузии. В Грузии то же самое. С Осетией то же самое. С Чечней то же самое. Вам не кажется, что все одинаково, Сергей? А? Что-то все одинаково, нахуй. Исходя от этого, нахуй, мында нахуй, кутак шайнап утырма, блядь, Сергей. То урысша язасың, то татарша язасың, блядь. Определись сен кем, блядь, нәмбәттәге, блядь. Определись, нахуй. Узбексыңмы, татарсыңмы, башкортсыңмы, блядь, определись. Или манкуртсыңмы, определись. Вот когда ты определишься, нахуй, подключишься, будешь рубаться за меня, за Руслана Габбасова, за Рафиса Кашапова, вот тогда мы будем разговаривать. А так, что я могу тебе сказать? Только могу сказать одну вещь, что без урыслардан шыға тұрған халық. Біз, башкортлар, һәм татарлар, урыска, блядь, буйсынмыйбыз нахуй. А та часть, которая буйсына, олар манкурт. Манкуртлар буйсынсын, сігіліп қалсынлар. Но біз кіргеннен нахуй, олар яталар нахуй. Біздің яққа өтмей тұрған болсалар, сігіп ташлайбыз нахуй. Мен Алладан ғана сұрайм, мен тірі болайм, кірсем нахуй, мен өзімні сөзімні тұтам нахуй. Кірсем, бүтінісін нахуй буду ложить нахуй. Біздің яққа ятмай екен нахуй, сігіп ташларға бүтінісін. Потому что от одного манкурта мы не разбогатеем, не обеднеем нахуй. Куттака да керекмилер. Вот и все. Потому что им уже сейчас мы говорим, вот я, допустим, 9 месяцев долблю об этом, пока мы это сделаем, неизвестно, если оно вообще сбудется, это наша мечта, неизвестно. Пока это мы будем говорить нахуй, сколько времени пройдет, Аллах бля. И до этого тоже, если они не перескочат в нашу сторону, значит они натуральные манкурты, уже их нельзя называть татарами и башкортами. Они просто будут манкурты, которые должны будут до нашего захода нахуй съебаться в московское болото и там жить. Все. И себе кутене, мунина, крест токсынлар. Зур нахуй. Блять. И все. Шунда крест, блин, яшасындар нахуй. Шуқынып, сігіліп өлсіндар. Вот так вот. Так, читаем дальше. У меня и татар, и узбек родственников полно. Ну и чё? Узбекистан был самой богатой республикой при СССР. Карим обещал вторые Эмираты. А сейчас все оставили семьи и пашут по всем странам. Ну и чё? А сам что на разных языках говоришь? Ну, блядь. Ну, это ты же мне начал то на татарском, то на русском. Понятно, я веду разные разговоры, потому что есть и украинцы, поэтому я на разных и говорю. Ну, у тебя есть родственники, есть, у меня тоже родственники есть. При мне даже есть они. Мен өзім узбек, башқұрт, татар. Жона айтып отырам бет енді. Мен сенге өзбекшем гапыра керек болса. Серега, пиздец нахуй. Хоть назвался бы Ишмат Тошматом, блядь. Хоть поняли бы, не стал бы уж тебя чмырить до такой степени, блядь. Долбень, блядь. Так. Глава комитета Узбекистана при Каримове был безжалостный падаль. Да? Рустам Инаятов, блядь. Инаятов гондоном был еще тем, нахуй. Я же это мразоту, блядь, каждую суку знаю там, блядь.
на верхушке, блядь, всякую суку я знаю почти что, блядь. Пидорасов, нахуй. И на этого, нахуй, я не знаю, что с ним сделали, этого гондона, нахуй. Он пиздец, пиздец, нахуй, это пиздец. Ой. Ну, просто, блядь, я же изначально канал открывал нахуй от своего имени, я же не могу, как говорится, говорить там за кого-то, да, ведь? И поэтому как бы я за свою жопу отвечаю, за чужих не отвечаю. Как говорится, я потом выпустил еще такой один день Бошамакилипките против родственников. Если когда-нибудь, потому что пару людей уже меня засекли тут, если родственники меня засекут, чтобы они не обижались, уларгам кутагама куйгаман, если они не будут топить за независимость Башкортостана с Татарстаном, значит, я ебал таких родственников тоже, я это уже обосновывал, это уже гарантированно говорил я. Я для них это выпускал, нахуй. Туганларга дип, бір видео бар, YouTube там, да, и в ТикТоке вроде бы есть, вот так. Поэтому, исходя от этого, нахуй, Узбекистан, когда мне говорит, нахуй, что почему про них пиздишь, а потому что, нахуй, больно сильно связан я, оказывается, ими. Исходя от этого, нахуй, на ваших, точнее, ваших верхушечках, нахуй, сидят такие очень близкие люди у меня, блядь, нахуй, на ваших верхушечках, которые, нахуй, кормятся этой падалью, нахуй. И поэтому как-то порой, когда, наверное, иногда размышляю, блядь, хуякс, нахуй, блядь, когда-нибудь дойдет мои слова до него, нахуй, там, до них, да, ведь, и я представляю, нахуй, их выражение, блядь. Пиздец. Я представляю, нахуй, что, блядь, узбеки, нахуй, до такой степени, нахуй, падальщики, нахуй, а трусни, блядь, и вот эта вся басота, блядь, тоже кормится там же, нахуй, все сосут там, блядь, и в итоге, короче, это пиздец, нахуй. И они, блядь, сука, мои родственники, нахуй. Вот это меня убивает, нахуй. Позор, блядь, позор. И потом говорят так, когда мне говорят, что, ты не знал, что сен Туралардан, Törelerden с буквы Özbekistan дегенде, Törelerden. Я откуда знаю, хоть что мен Törelerden и не Törelerden? Я недавно об этом узнал. И потом мне они говорят, сен өзіңнің тагыңны білмейсің. Білмеймін, конечно, блядь, білмеймін, нахуй. Мне кажется, блядь, что мне, блядь, кто-то давал историю, нахуй, в руки, мана сен Törelerden, вот мы такие, блядь. Да не было, нахуй, во время коммунизма мы даже еле, ладно, себя собрали, нахуй, Аллаха шкыр, выжили, блядь. Не то, что там Тюралярдансин или еще кемлярдандер. И когда мне такое пишут, я прям, блядь, ха-ха ловлю над ними. Я уже и комментарии ему дал, нахуй, заебали, нахуй. Всякие Пушкины пишут мне. А есть и адекватные, которые говорят, вот так, нормально пишут, которые нормально понимают смысл. Я не говорю, что это хвастовством, там, Тюралярдан. Я откуда знаю? Я его 100 лет не знал, я вот недавно узнал, что, оказывается, родственник у нас Тюралярдан Скаканда. Это моего дедушки, Представьте, я своего дедушку не видел в жизни, он умер при моем детстве. Я его не знаю. Моего дедушки, узбека, дядилара, может даже дядилара туголь, бабалара. Ну как сказать, дядя дядяса. А может, не знаю, дядя Сагана, я не знаю. Но суть это где-то 60 лет назад эти люди приезжали. Минимум. Я не знаю. Это когда моя тетя вышла замуж, оказывается. А сестра сказала, моя тетя, кстати, моя тетя уйгурка, когда вышла замуж за моего дядю, узбека, 60 лет назад. Блять, ей если 80, значит, что ей 80, если она в 20 лет, допустим, замуж вышла, ей если 80 где-то, ну, 60 лет назад, минус 60, это 1960 году, блядь, 1960 году они приезжали. Откуда я буду знать? Я 85-го года, блядь. Тураляр или не тураляр, или ходжаляр, или компотлар. Я откуда знаю? Вот поражаюсь над людьми. Сен башта өзіңнің историяңа біль. Переписанная вся. Узбекистан переписан. Хуй знает откуда, кто вышел, блядь. Не знает никто. Вон, казахи все знают. А мы не знаем, кто откуда вышел. Потому что, блядь, вы историю писали от узкожопых, нахуй. Русские, что вам дали в истории, вот это и написали, нахуй. Своей истории нету. Пишите, выдвигайте, открывайте каналы. Всем говорю, башкортларга, татарларга это касается. Делайте каналы по родам. Действуйте по родам.
Потом недавно вот как раз по карте нашел, что у меня род башкиртов юрматы. Юрматы. Я старый баштан, минем ненем. Минем ненем из-за этих пидорасов узкожопых осталось детдомовским, потому что отца ихнего убили, зарубили топором. Башкиртны үтірген. Шул вакытта, когда раскулачивание шло. Потом мои нәнәйләрем, бабушкаларым, бөтенесе балалар, күп булган алар. Киткәннәр Ташкентка, потому что там город хлебный, я уже рассказывал об этом. Вот так потом замуж повыходили. С Ташкента как-то попали в Андижан. Прикиньте, в Андижан попали. Вот так. И все, история теряется. Манашу, наверное, история где-то мне черканул дядя, и то из тех писем. Эти письма у моего отца были. Но эти письма лежат у меня в Башкортостане где-то, я не знаю где, надо искать их, но я точно знаю, что эти письма есть. И там написано, что менің башкорт дедушкамны, это Кортатаемны топором убил Юмагул. Юмагул зарубил топором моего деда. А потом отомстил его сын, то ли Бары, или как его звали, Бары деген башын ала, кылыч белән тегене Юмагулны башын ала ауылда. Собрание ясап. Понимаете, какие мести были? А мы сейчас пиздим о том, что мы не можем русским жопу надрать, блядь. О чем речь, блядь? Раньше, видите, как решалось дела? Кылыч, блядь, бах-бах и все, блядь. А мы не можем, блядь, встать, блядь, пойти пизды дать узкожопым. После этого кто мы, нахуй? Кто мы? До чего дошли, блядь? Каулоурамыз. Нахуя? Обосновывайте, блядь, каждое свое движение. Обосновывайте. Юг обоснование, блядь. Обоснование только благодаришь, нахуй, когда мы, блядь, будем в Кремле. В Кремле, нахуй, будут башкортлар, татарлар, келгенде башкалар, Дагестан, Чечен, бөтенесі, кем мына, бурят, якут, вот все в Кремле будут. Путина возьмем, вот только тогда мы можем обосноваться. Вот только тогда мы можем обосновать на каждому ответ дать. Но сейчас нам надо хотя бы друг другу дать ответ, что мы сможем это сделать. Что мы сможем собраться и пойти нахуй, разъебать этот путлеров нахуй. Вы что думаете, допустим, даже приезжие, которые Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, придете, когда у нас война начнется, вы что, также будете мести Москву, что ли? Также будете убирать, дома строить? Нихуя. Вас ни одного не будет тогда. Вам надо будет уехать домой. Я вас, иншаллах, предупрежу. Предупрежу, чтобы вы уехали к семьям своим. Чтобы не лезли. Чтобы не попала вам нахуй нечаянно пуля какая-то. Я вас предупрежу. Куркмагас. Но суть остается сутью, что башкир, блин, татарна бу сугыша. Поэтому не нужно нахуй, как Рафис Кашапов, искать где-то у турков помощь нахуй. Понимаешь ли? Нахуя нам турки? Безны халыкны әле бастырып булмый. Турков они зовут, блядь. Вот поэтому я с турками не хочу даже нахуй никакого дела иметь. Нахуй они нам нужны, блядь. Че мы, опущенные? Нам надо свой народ поднять. Опущенность свою нахуй поднять надо. Чтобы мы, блядь, нахуй поднялись до такого планки, чтобы, блядь, нахуй нас начали уважать. А узкожопые нахуй нас чмырят, блядь. Чмырят нахуй. А в Европе даже башкир дейсең білмейлер, кто такие. Татар дейсең да білмейлер нахуй. Нахуй, кто такие, говорят? Не знает даже эту нацию. И то каким-то макаром хз, блядь, узбеки приехали в Париж сейчас, можете их узнают. И то на время. И опять забудут, нахуй, до следующего чемпионата мира, нахуй. Узбеки кто такие в Париже? Понимаете? Вот поэтому, как говорится, даже в Париже, кстати, башкир, блин, татар даже не был.
А другие независимые страны были. А потому что у нас нет независимости, чтобы быть нахуй. А чтобы нам быть здесь нахуй, мы должны быть, иметь паспорт свой. Как до этого я вам рассказывал, как это кто-то кому-то что-то сказал, как в грузинской, это прикол, где-то я, помните, я загружал, говорил, в Грузии, когда поймали татар на машине, наверное, грузины, или армяне, блядь, кто-то нахуй, грузины, наверное, и сказали, у тебя есть паспорт, у тебя есть деньги свои, чтобы называть, что ты из Татарстана. А он не смог ответить. Вот, он сказал, вот у меня паспорт. Ну, он сказал, вот когда у тебя будет паспорт Татарстана и деньги Татарстана, вот тогда можешь приезжать. Или что-то такое. И не пустили его в Грузию. Вот такой был прикол. Татаров, нахуй, говорится, там грузины развернули. Сказали, нахуй, иметь свои деньги. Татарстана с Башкортостаном. А так вы пока, сказали, россияне. А мы, россиян, как бы, что-то там не пускаем или что. Ну, доебались, короче. Вот такая тема была. Эфирингизге саттиллик. Зря это наши предки помешали французам. Да, 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 да. Вот поэтому я говорю. И вот, короче, вот украинцы здесь есть или нет, я не знаю. Вот украинцы ушли, наверное. Я же этот вопрос подымал еще зимой. Еще когда там, я 1000 раз говорил этому чертовому Рафису Кашапову, да, 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 и нихуя. Короче говоря, я понял, что Рафис Кашапов, Ларда, нихуя из себя никого и не строит, нахуй. Они поэтому и утыкаются кому-то, нахуй, пристраиваются, нахуй. А я не хочу пристраиваться никому. Не хочу, нахуй. Пристраиваются, это значит, потом через какое-то время они скажут, «Біз сізге ярдәм бердік, мы тебе же помогли». Ой, блядь, ты бы без нас ничего не смог бы сделать. Нахуя нам такие братья? Нахуя нам такие люди, если мы не можем поднять башкирно-татарно? Давайте лучше нахуй, мы подымем нахуй своих, блядь. Нахуя нам, блядь, чужие, блядь. Вот такая вот тематика, нахуй. Кто-то вот принять. Говорит, попробуем принять. Не знаю, не успел, что ли. Вот так вот. Поэтому, исходя от этого, что я блядь, мысль улетела. Сейчас вспомню. И вот, я говорил встретиться с Макроном. Вот у меня была такая речь, короче, когда Макрон сказал, что армию заведет на Украину. В этот момент я хотел поймать с ним рандеву. Ну, встречу. На рандеву, само собой, кто меня пустит нахуй. Но я здесь французам никому не говорил об этом. Я на своем интервью сказал об этом чуть-чуть. Открыл тему, но меня перевели на другую тему, я дальше не смог ничего сделать. Суть в чем? Это украинцам, конечно, надо обращаться, украинцам, чтобы попасть к какому-то, допустим, высокопоставленному, допустим, генералу, чтобы он связал нас именно где я нахожусь, допустим, да, с Макроном, допустим, да, разницы нет, Макрон там будет или другой президент будет, разницы нету. Связать именно вопрос таким образом, что напомнить, что были времена, я именно вот эту тему хотел прогнать. Были времена, когда башкирты, а башкиртов они знают. И тут вот казахи приоткрыли тайну, что и они тоже были вместе. Получается, башкиртлар и казахлар были северными амурами. Северными амурами они пришли долбить французов в свое время. Из-за этих узкожопых пидорасов они бы нихуя не смогли бы. И тогда тут есть и книжки есть вроде про северных амуров у французов. Северные амуры так жопу надрали французам, что они писали, блядь, про них дохуя и больше. Когда северные амуры здесь, башкирт белән татарлар, безнең туганнар, получается, безнең предки, драли им зады, русские нахуй там в стороночку курили нахуй. Потому что нахуй не русские это были, захватывали, точнее, прогнали французов из этой рашки, пидорашки. Исходя от этого нахуй, я этим макаром хотел встретиться с этим Макроном, когда он сказал, в Украину заведу, блядь, войска. И хотел поговорить с ним тет-а-тет,
ну, само собой, с переводчиками, короче говоря, с нормальными переводчиками, не как то, что у меня в интервью была какая-то ебанашка русская, блядь, тупорылая, которая французский не знает, блядь. И в итоге, короче говоря, что я хотел ему предложить. Короче, дело было так сказать, что в свое время, нахуй, наши предки пришли сюда, прогнав ваших предков. Исходя от этого, вот из этих предков мы родились, мы, так скажем, наши предки сюда пришли. И теперь я хочу заключить с тобой договор о том, что если ты сейчас нам не поможешь, это получается твои слова на ветер, который он пропиздошился, что в Украину заведет войска, и нихуя не завел, если помните. Французы завели или нет, не знаю, но французское оружие пошло, как Зеля приехал. Это нормально. Это уже, значит, сдвиги были. И вот туда я хотел добавить именно какую стратегию. Какая нужна была нам и от него поддержка. Ну, если я здесь у них в политическом убежище, значит, я должен у них просить. Я же не могу где-то в Германии просить об этом. И вот как раз все это сходилось. Как раз Северные Амуры, история и так далее. Напоминание ему, кто наши предки. И доказательств тому, что мы им зады надрали в свое время, точнее наши предки. И тем самым сказать, что наш Башкортостан хочет независимости. Поэтому по мере возможности давай, короче, Макрон, сделай такой выход, короче, нам, именно башкиртам, чтобы мы вошли в Куандыкский коридор, дай нам нахуй в долг оружие, дай нам боеприпасов, обмундирование полностью. Мы берем солдат, собираем их где-нибудь там во Франции или, как говорится, в этом, на Украине, это в Украине, я не знаю, хоть где нахуй, собираем, заходим в этот Куандыкский коридор нахуй и долбим нахуй весь Башкортостан с Татарстаном нахуй, берем его, потом война туда-сюда, короче, берем, ебем Москву и тем самым уже конкретно к тем словам, которые я постоянно вам говорил, постоянно, что будет облегчение Украине и французу свои войска вводить не надо будет. Всего лишь нужно будет его принадлежности, имеется в виду оружие и так далее, тем самым будем заводить, точнее, просто наших людей, которые хотят реально независимости. Умрем, умрем, нет, нет. Главное, останется независимость, вот и все. Вот был, вот такой у меня текст есть, он до сих пор есть, этот текст у меня в голове. Хорошенечко я это донесу, я гарантирую донесу это ради Аллаха, донесу это ради нашего населения, за Башкортостан с Татарстаном, и в то же время как бы это помощь в первую очередь нам, и в то же время за свободу, да, и в то же время это было бы огромным ударом с правой стороны против Москвы, понимаете смысл? Вот самая облегченка. Там, блядь, Путин точно нихуя ничего не смог бы сделать. И когда мы уже заключили бы такой договор с Макроном, допустим, уже увидев это, наверное, подключились бы туда и чеченцы, и буряты, якуты, они тоже бы захотели бы такой договор. И исходя от этого, нахуй, мы могли бы это осуществить уже хазарга вохот там, прямо сейчас, могли бы это заебенить. Вот в течение вот этого периода, который я эту тему придумал, это проходит уже где-то минимум полгода уже. Эта тема у меня созрела где-то в феврале, в марте. Там январь, февраль я начал, февраль-марте эта тема у меня уже была. Но когда, если помните, она уже усилилась еще вдобавок, когда Макрон сказал, войдет наши войска, там ответил Путину нахуй, что-то пропиздошился. И все, тишина. Вот так вот. Поэтому все это было на руку. Но, увы, меня никто нахуй туда, как говорится, не мог завести. И у меня нету знакомых генералов, которые могли бы с ним связаться, достоверные люди, да. И тем самым донести эту мысль до него, чтобы он нас поддержал. Вот такая тематика. Не знаю, кому это понравится или не умерится. Это не нравится. Нравится. Айтерсизм, короче, неуместно, хотел сказать, не этот. Вот примерно вот такая тема. Поэтому как говорится, идея есть, но его нужно кому-то поддержать. А у меня нету никого,
из генералов, так скажем, с Украины, которые могли бы это поддержать и сказать: давай, башкортлар, заходите с правого фланга нахуй, ебите нахуй Башкортостан с Татарстаном, чтобы Путину было уже разорваться некуда нахуй, он не смог бы это сделать. Само собой, если Башкортостан с Татарстаном зайдет, как когда-то кто-то сказал, услышал, да, помню, буряты, что ли, говорили, что если Татарстан станет, то буряты станут сразу. Вот так и было бы, наверное. Поэтому хотелось бы Башкортостан на Татарстан сполыхнуть, и потом только очнутся, наверное, другие. Они, блядь, прям на мази сидят, блядь, прям вот прям сидят, это чеченцы. Это однозначно чеченцы встанут. Само собой, если бы вот это разрешение было бы, и у меня в руках были бы уже автоматы и люди, наверное, чеченцы сразу это тоже сказали бы: мы с вами. Вот примерно так. Поэтому, исходя от этого, у нас там не только Чечня, еще задача стоит с Крымом. Само собой, Крым татарлара, да, мы потащили бы с собой. И также тот угол якуты и буряты. Вот примерно так. И взяли бы как раз-таки в кольцо уже не какую-то Авдеевку или что-то в этом роде, там, блядь, Донбасс, хуембас, блядь, а взяли бы уже, блядь, Москву, блядь, в кольцо, понимаете? Москву в кольцо надо брать, а не какие-то, блядь, Авдеевки, нахуй, как эти пидоры идут, нахуй. Хуйня это все. Понимаете? Поэтому, исходя от этого, нахуй, нам нужно вот так масштабно как-то подключаться. Я считаю, поэтому всем башкиртам, татарам, говорю, да всему миру, если есть связки вот такие, давайте решим эту проблему, давайте решим. А когда у людей, у татар есть связки, пидорастические нахуй связки с Турцией, и они не могут эту проблему решить, или тянут, они могут, но тянут. Но после этого уж нахуй, какая нахуй может быть, блядь, дружба с Турцией, поймите, блядь, нахуй, поймите нахуй это, нихуя, нихуя, каждый желает своей нахуй насытиться, үзіні нәпсін тыйырға, блядь, үзіні нәпсіні, блядь, бағырға хочет, а нихуя. Свой нафс ты не можешь никогда в жизни утихомирить, блядь, нахуй, это не дано нахуй нам, не дано, блядь. Нафс нахуй нам укротить нахуй не дано, блядь, никак. Но для этого нахуй, чтобы его хотя бы чуть-чуть укротить нахуй, нужно услышать, блядь, зов, блядь, помощи и так далее той же Турции. Ну нихуя, нихуя. Поэтому я считаю, что нахуй своим нахуй, подобие вот таким псевдо туркам нахуй, мусульманам нахуй доверять не стоит. Легче нахуй разговаривать с Европой и с Америкой. Они, я думаю, быстрее это сделать могут. Но где эти люди, чтобы донести это до них? Где эти люди, которые решают эту тематику военную и по сдаче оружия и так далее? Вот Зеленский же дошел до них. Значит, получается, нам тоже нужен кто-то приближенный, который может догнать вот эту тему и пригласить, допустим, меня или еще кого-нибудь, нахуй, того же Руслана Габасова, разницы нету, только не Рафиса Кашапова, нахуй, Руслана Габасова, нахуй, который скажет, нахуй, мои слова, что нам нужно оружие, нахуй, чтобы войти в Куандыкский коридор. У нас есть люди, и я считаю, что когда у нас будет оружие, мы это всякое, я бы его заснял бы, нахуй, все это на видео, в ТикТок, в Ютуб выложил бы и сказал бы: ну что, башкиртлар, татарлар, Трабзма, Босабзма, которые невидимые воины, где вы нахуй? Встаем, и вот тогда мы посмотрели бы, есть люди или нет. Вот и все. Разговор был бы короткий. Стали, стали, нет, нет. Мы нашим дыхали полонар. Поэтому сколько станут, с теми и пошли бы нахуй. 10 человек пойдем. 100 человек пойдем. Но я считаю, пол Башкортостана встанет точно. За Татарстан не отвечу. Манашувай. Шунарга, исходя от этого, чтобы это осуществить, нам всего лишь, оказывается, нужны деньги. Всего лишь деньги. Вот я вам рассказал мою глобальную идею, как бы, которая позволила бы нам взять, так скажем, в кредит у французов какие-то оружия и так далее. А так, в идеале, на всякое я стараюсь, как-то постоянно говорю как про какой-то бизнес, оборот, инвестиции и так далее. А для этого мне, как говорится, ну, я считаю, что только своими усилиями мы можем все сделать. Как вот
украинцы донатят с 2014 года, донатят они армию. Вот с тех пор уже 10 лет проходит, да ведь? Как у них идут донаты. Исходя от этого, мы понимаем, что украинская армия, большинство держится тоже на донатах, на дронах и так далее. Но все равно хорошие деньги там падают. Я считаю, что мы бы, может, и донатами не занимались бы. Ну, может, кто-то занимался бы, не знаю. Но в идеале я бы сделал бы лучше инвестиционные какие-то проекты, которые приносили бы конкретные деньги, где можно зарабатывать эти деньги, подымать этих же чуваков-инвесторов, если есть нормальные башкортлар, татарлар, которые имеют деньги, которые могут в правильные дела инвестировать и оттуда выжимать доход, исходя на этот доход покупать оружие. Другого варианта нету. И я считаю, что в любом месте это рынок нахуй. Оружие можно взять, одну какую-то часть оплатить, а потом уже, когда мы возьмем Башкортостан, Татарстаном, уже мы можем на бумагах расписать, черкануть там, что мы будем должны за вот это все. И с бюджета Башкортостана с Татарстаном независимого, само собой, мы бы оплатили бы за каждую пулю, я думаю. Потому что все равно эти деньги уже грабятся узкожопами нахуй. Легче же остановить нахуй людей даже в кредит, это залетев тем же другим странам, блядь, чем нахуй отдавать эти узкожопым нахуй олигархам. Поэтому я считаю, только здесь была бы желание, наверное, человека, который реально мог бы бізге вот на это пойти, содействовать, да, так скажем, чтобы Башкортостан или Татарстан был независимым. А так я по-другому никак не знаю, как вам это доносить еще по-другому. Потому что Руслан Габасов об этом нихуя не говорит. Вот я сколько вот его мне доносят, говорят, но об этом он никогда не говорит. Поэтому я не знаю. Но, блясма, порой народ давит, народ до такой степени пассивный, я считаю, почему? Потому что нету толчка. Толчок, а для этого нужны конкретные какие-то революции. Вот только тогда может народ проснуться. И тогда никакие инвестиции, ни деньги, ничего не нужно будет. Просто народ сам порешает все и все. Но это не для нашего народа. Наш народ манкурты и башкортлар, и татарлар. Нам тяжело этим бороться. Вот так вот. Шунарга, исходя от всего вот этого момента, хотелось бы сказать, что бізге хоть как надо самим подниматься, самим что-то творить. Вот и все. Вот несколько человек, там 10-20 человек собрались, нашли оружие и выдвигались. Почему мы не можем, как говорится, как те же какие-то инкубаторные нахуй, эти террористы нахуй всякие, блядь, где-то кто-то там их воспитывает нахуй, вылазит по 10 человек и решает дела нахуй. А почему мы нахуй 10-20 человек мы не можем решить эту проблему? Понимаете смысл? Поэтому я считаю, что если мы хотя бы 10-20 человек попробуем это, допустим, да, ведь зайдем в Башкортостан или Татарстан, допустим, да, ведь кто куда, мы уже как бы покажем народу, что мы есть и мы можем. Вот и все. Движение – это жизнь. Вот так. А мы сидим и тухнем нахуй без движения. Надо, чтобы Саха, Бурятия, Тыва, Хакасия, Алтай газ дали. Ну да, да. Лучше умереть достойно, чем жить с позором. Шунай там бетенде, шунай там. Потому что мрамин, вот понимаете, какими мыслями порой иногда пропускает через мозги свои нахуй. Блять, мына меня 39 яшаймы. Блять, мен 20 ел яшадыммы нахуй. Или 1 ел яшадыммы. Біз білмейбіз, сколько яшайбыз әлі. Biz bilmaymiz bizga qancha qoldi yasharga, biz bilmaymiz. Allohgina biladi. Shuning uchun я считаю, что 1 yil yashadingmi или 20 yil yashadingmi, без толку. Если sening davlatingda sen o'zing yashay olmaysan. Mana men de chet eldaman. Chet elda yashayman. Chet elda narsa bug'im bormi bunda? Bir narsa yo'q. Intigu. Bu intiguda yashayman. Понимаете? Bu qamoq. Qamoq zindonda yashagan kebakman. Но только bu zo'r zindan. Balaki zindonda da yashadim men. И bu zo'r zindan, где ты не можешь ничего делать. Ни документов, ни хуя, блядь. Спокойно Башкортостанда яшап ятырга можно было бы. Өзіңнің үйің, как говорится, өзіңнің ызбаң деген кебек, или там, если даже нету дома, то как-то
зато внутри Башкортостана сені өзіңнің туғанларың бар, этот тілің бір, рахат енді, рахат барыбір. Урман, жиләк, там, мал, сиыр, как говорится, сүт, қоймақ, рахат. А мында нәрсе шетелде. Шетелде тіге просто сам себя обманываешь. Сен думаешь рахат, келіп кетерге может рахаттыр. Но постоянно яшарга бұл жизнь түгіл. Жизнь только была у қойда. 2 метр оста. Мына шунда біздің жизнь. Бұл әлі жизнь түгіл. И Башқұртстанда ғана яшап қаларға можно. Өзіңнің дәулетіңде яшап қаларға можесың. Как говорится, рахатланып. Мана біздің хоть в свое время, когда мы пытались жить, пока этот Путин, пидорас, не выебывался, пытались жить. Ну вот как-то жили мы. Не думали, что мы, блядь, вот так, блядь, уедешь куда-то в ебенях, нахуй, и потом будешь думать, что Башкортстанда, оказывается, было по-другому. Вот так вот. Поэтому каждому свое. Все думают, что за границей классно и так далее. Да, классно. Если у тебя дома не классно. Если у тебя дома классно, то за границей не классно. И поэтому нужно понимать моношунды процессно тоже. И, конечно же, когда я говорю безвизовый этот с Азией, безвизовая вот эта тема, да, ведь и хотелось бы именно как раз-таки и с Европой такую тему тоже, Башкортостан, блин, Татарстан, да, эту тему тоже заключать. Вот я как раньше тоже говорил об этом, чтобы с теми же французами, с башкиртами у нас не было визовых вот таких вещей, чтобы у нас не было визы там туда-сюда. Мы могли бы как-то вот так, как грузины там или как украинцы приезжать, уезжать. Вот такая тематика у нас должна быть. Вот. Хотя бы там, ну, 3 месяца ты можешь без визы приехать, уехать там. Вот примерно, или так хотя бы надо делать. Да и вообще без визы можно сделать. Нахуя, блядь, нам преграды, по сути, даже с французами. Я так считаю, блядь. Потому что я потом тем хейтерам, которые говорили еще в свое время, кто-то захватит или не захватит нас и так далее, там, блядь, если бы нас, нахуй, хотели бы захватить, вообще, если хотели бы кто-нибудь нас захватить, нахуй, да, ведь, вот подумайте сами, нахуй, они бы захватили бы даже вместе с Русней, блядь. Кому они, нахуй, наши земли нужны, нахуй, блядь, и мы, блядь. Кому мы нужны? Никому, нахуй. Мы никому не нужны, нахуй. Каждый в своем дерьме варится, нахуй. Мы никому не нужны. Крайняк, может, блядь, кто-то скажет, Китаю мы им нужны будем. Ну, блядь, нахуй. Китай, нахуй, где? И Башкортостан где? Ну, явно, нахуй, Китай захочет не нас взять, а Китай, может, здесь захочет, он взять, нахуй, Монголию всю возьмет. Если он захочет. Монголию уже половину он отымел, блядь. Он всю Монголию заберет, потом Бурятию заберет, если он захочет. Если он захочет. Примерно так. Поэтому, как говорится, безге куркырга, башкортларга, татарларга, как мне вот тоже какие-то кутакбаши пишут, ты без России сдохнешь, блядь, не сможешь жить, тебя заклюют. Вот эти темы тоже не работают, нахуй. Клевать, нахуй, безне, не перестает, это московиты, блядь. Московиты нас не, клюют, нахуй, и не перестают. Безне акшаны алалар постоянно, блядь, талыйлар безне, нахуй. Пенсионерлар бомж кебек, блядь, акша yok әби-шәбиләрдә. Вот кем безне талый. Блядь, какой-то нахуй там Китай или кто-то нахуй. Кому нахуй мы нужны, блядь? Китай үзен бага алмый әле, блядь, нахуй. Как говорится, жрут тараканов, блядь, нахуй. Еще мы, дармоеды, им нахуй нужны мы им, блядь. Понимаете смысл? Поэтому, как говорится, само собой, блядь, и мы не из пизды, как говорится, деланные, как говорится. Мы тоже, нахуй, пиздюлей, как китайцами этим, нахуй, надаем, нахуй. Охуеют они еще. Хоть они, хоть миллиардами там, какая хуй разница, сколько их, нахуй. Главное, нахуй, блядь, духуларга керек. Духны мына шул, духны жисак, нахуй, бізге Китай түгіл, нахуй. Итте бізге тия алмай, нахуй. Ну, это чисто так, вспомнил. Многоточным комментарием ответил. Так, читаем дальше. У казахов, если не знаешь, ру и 7 дедов, ты мангурт. Ну, у нас уж не 7 уж, это уж перебор, конечно, 7 дедов я точно не буду знать.
Я про деда знаю. Вот дальше уже кто был, я не знаю. Может, где-то написано, но я не знаю. Что там у нас происходит. Бро, я Казахстан там намаз. Да, Аллах кабул etsin. В натуре. У вас уже утро, что ли? Bir yarım было bizde. Тупое сознание, сколько тебе надо оружия, где и куда подвести количество можно, да, деньгами. Блять, какой-то комментарий тупой. Тілінде таза сөйлей аласың ба? Башқұрт тілінде білмеймін мен. Этот мен татарша сөйлеймін да енді. Қазақша білмеймін. 39 сөйлей. Как русский без мата не можешь? Не можешь. Не можешь. Так. Алейкум салам. Әйбәт, Аллаға шүкір. Шулай қушылып была міне ол? Что-то я не понял. Это ты соединил? Ты мне приглашение кинул. Да? Сен қайдан ол? Башқұртстаннан. Сен Башқұртстаннан прям yazasың міне? Удивительно. Понятно. А то башқұртлар бит мұнда отырмайды енді. Жоқ, мен башқұрт мен. Юг, шуны айтам. Юг, тикток. Мына мен тикток білән не могу же донести до них. Оларға бесполезный мампорттар. Юг, имеется юг. Тикток эшләмей дiyem. Тикток эшләмей Башқұртстанда вообще. Аны білем, не телеграмда тикток модкс качать керек. Мына шуны сен менде нәрсекемде телеграмда юксыңмы сен? Бар. Сен шунда яза алмайсыңмы? Yazғайнан бір-екі сообщение. Yok, шунда шу ботно не можешь сказать, чтобы мы как-то распространить, чтобы олар через этот бот заходили, тикток открыли себе. Вот теге, я бы ютубка кіртіреймін нәрсекейні. Шуны реклама сделал бы. Нешікті шундай бер. Ярар, постараюсь. Мына шулай тошлап қойсаң, теге біздің халыққа береге, чтобы оларда тикток болсын. Бәрібір халықты Руслан Габбасовты қарайды. Вот мен шуны алып тұрмын, Руслан Габбасовта тикток бар дейлер. Оны қарайлар ма? Қарайлар. Ну, менікін генә қарамайлар, значит. Сенікен қарамайды. Сені нелер қарайды? Қазақтар, қырғыздар қарайды, Менде только қазақтар қарайды. Шулай. Сен нәрсе йоқламайсың? Түнлесең? Йоқы келмей? Да? Понятно. Суғышқа бармадың, надеюсь? Жоқ, куда көрмаған? Барып берме суғышқа, нәрсе баранды? Нешік анда? Этот, хава, тұрышы, әйбәт бе? Әйбәт. Нәрсе бәрәңгелерін алып өттігізме? Бәрәңге бұл жылы яман көп вообще. Шіреді ме не? Или көп мө? Яман көп, еще биштен зор яблік еще. Бұйыл бетен су көп болды, әйме? Онда просто теге инстаграмда қарайым, постоянно батқақта шықыдылар, батқақтан шығардылар. Мәті онда. Шулай ол, қар погода шындай, апокалипсис. Аптырады менде, ужас. Мұнда да, наоборот, мұнда ісі болды, нәрсекей.
Hozir mana 15 kun niq sovuq bo'ldi. Mana kecha bugun жылы наоборот. Men anglamayman endi. Qiziq bunda shunday hol. Tatar tili bilan boshqa tili bir tilmi? Bir til endi почти. Tatar bir-birligini tushunasizlarmi? Tushunabizmi? Ha, tushunamiz endi. Shunaqa boshqa bilan tatar bizga точно tarjima kerakmi bet endi Allohga shukr. Biz bir-birimizni anglaymiz-da endi. Xo'p. Meni bitin nanam boshqirt bitindi. Men mana belakay shoqdan totarshaga o'rganganman endi. Anka totar bo'lgach, biz nechikta totarcha so'rashganmiz. Tegi O'zbekistonda yashagash o'zbekcha so'rashdik bitindi. O'zbekcha it totarsha. Boshqa tili ishlatilmagan narsaga shuni bitindi anglatib o'tdim bitindi. Nanay bitindi istalib tomoqdan bo'lgan bitindi u narsaga belakay shoqda tusha bitindi. Sug'ushqa xatli tushgan u Toshkentga. Sug'ushqa tushgan xatlar bitindi, u bitindi o'zini tilini unutib, u o'zbek tilini o'tib ketgan. Shulay turib, u boshqa tilida bek so'rashmaydi. Narsaga totar tili uyda bo'lgach, totar tilida so'rashaylik, o'zbek tilida. Mana shulay. O'zbeklar kommunistlar bo'lar. Tigi. Как это? Наверное, тыл bo'lgan edi. Tıl deb ketganlar onda, понимаешь? Tıl bo'lgan. Tıl deb shunda tushib qolganlar endi O'zbekistonga. Shulay. Diddum bolalar endi ular. Shunigina bilam. O'zbek tilini endi yaxshi bilasizmi? O'zbek tilini men aybat bilaman-da, o'zbek tilini yaxshi bilasanmi? Yaxshi bilaman o'zbek tilini. Bu qansoq qiyin qo'rqaydi. Manada men qo'ramayman-da bit. Manda narsaga YouTube'da qarayman. YouTube'da da kishilar o'tiradi. YouTube'da 11 kishi o'tiradi. Rahmat o'tirganlarga. Mana bunda Yevropaga qachon kelding? Narsa? Yevropaga qachon kelding? Men 2022da chiqib ketdim-da endi mobilizatsiya deb. Mobilizatsiya. Senga necha yosh? 19? Sen sug'ushga bora ko'rma, 19 gina ekan. Seni как раз endi olib ketalar. Yo'q. Если поездки келеміз, елден сығам деймін. Конечно, есть что сразу она Казахстанға шығып той. Қазақстан, Қырғызстан, шул жаққа кетерін, наверное. Крайняк мына мында кел потом. Мені қырға. Ауыр болса енді. Потому что қазір вообще андай перемены. Нәрсеке онда құтырып жүрмәгіз. Теге башыңны көтеріп жүрмә бір өзің. Теге алсыныкі кіртіп қойырлар. Ой, алсыныштың малайы вообще жалқы. Шуны айтам да енді. О малайны нәрсеке жырын ишетіп айтам бит күні елесі келіп кетті аж. Мен прям білмеймін. Просто мен өзімді әлі балаларымды көргенім yok ышансаң. Мен бит енді мына соғыс башланып бит енді шығып кеттім. Қатын қалды анда. Бала туылды. Баланы көрсетмей. Малай туылды менде. Мен ана живойға көргенім yok, прикинь. Да, мына шундай хайван енді. Нәрсеке, хатын Мари менге бит өзіміздің қызлар да эләкмей. Мари эләгән, инең ботинкасы уже икенче мәртәбә, блядь. Шулай, блин. Онда қызлар юкмы күйеугә чыга торган? Нема айтасың? Қызлар юкмы күйеугә чыгам дигәнләр? Yok еще. Қызлар что-то вообще өрікке қолып қарайды. Мен мына теге танышуда отырам бит инде. Танышуда, блин, бүтүнүсү мына чистейший манкуртлар, билесиңби? Россия мына шулай дейсем, алама дейсем, все битти, мени оша бителер алар. Придурочныйлар вообще конкретный. Хадыр урысқа қарай ол. Шул, урысқа қарай шул. Татарға қарамай ол. Yok.
Yo'q, а когда оны еще ular meni metiz deb bilsalar endi вообще это писец просто, natsizm onda boshlanadi. Shulay. Yo'q, qizlar hozir только oqshaga qaraylar. Men shuni angladim endi. Ay, oqshaga, ну, oqsaga, машинаga qarayib, uyga qarayib. Настроение, короче. У каждого свой аппетит, короче говоря. Пятакселяр. Шулай. Этот бит наткнулся на блогеров. Мына блогерларны тоже хочу вот осудить, да? Вывести нәрсәкәгә. На чистую воду этих тупорылых блогеров. Мына бит инде әллә нәрсәләр язалар, рекламируют. Мына ерундалар инде, әйме? Берсе әйтми шуларны. Берсе әйтми, давай müstakil Башкортстан ясыйк, там müstakil Татарстан ясыйк дигән берсе юк, беләсеңме? Бераздан сен күргәнең бармы? Моны сен яшьсең икән. Натыкался, кто-нибудь говорил об этом? Мин күрмәдем әле. Yok, görmedim еще. Мин дә, мин эзлим шундыйны. А то бит анда күкрәккә сугып, блядь, Элвин Грей, блядь, жырчы. Элвин Грей вообще полупокер дал. Да вообще черт, блядь. Он против Алсынова пошел еще. Потом Фирдюс Тамаев, Куттакбаш Фирдюс Тамаев, блядь, нәрсәкәйләргә ярдәм бирә. СВО-мы нәрсә диләр ул, блядь. Шу Куттакбашларны сугышы, блядь. Сугышка ярдәм бирә инде, блядь. Татарларга. Да, алга дигән нәрсәкәгә. Батальон алга. Шунарга ярдәм бирә инде, теге. Акча җыя там, ашарга алып барып бирә. Ну, и потом это все на показуху снимает. Как с ними можно бороться? Меня уже туйдырдылар шундыйлар, блядь. Как теге сөйлем бит инде постоянно. Сен ул группага сен кергәнең бармы? Аскын районы теге группа Телеграмда. Yok. Ну, мен сені могу засунуть, если хочешь как-то. Если в Телеграме черканешь, я его туда, мен сені кіртіп қоюға могу. Кстати, шунда кіріп шығып әлі нәрсе болды екен. Аскын районын обследуем. Давно не заходил. Сейчас посмотрим. В телеге, что происходит. Что за приколы. Bir haber bo'lgaydi. Bashqurtlar ma tattarlar degani общий сбор bo'lgaydi anda УАЗик degani сбор bo'lgaydi. Oqsa saberkenler УАЗикка. Хушка. Блин. Вот что я вижу здесь. Это просто... УАЗик жиганлармы? Ay bir УАЗикка oqsa жайгандар. Ну, бұл УАЗик СВО кетіп кеткен. Ay, шулай болғаны. Вот мындай дерьмо, короче, я увидел сейчас. Это вот поддержка СВО Аскина. В этой группе, что я вижу? Это какая-то... Это барсучка скинула, короче, Анюта дегенне. Анюта с кем екен был? Анюта с Татарстана, наверное. Мында фото, видео. И тут кто стоит? Перечисляем. З флаг своих не бросаем. Белый. Ленточка З. Потом татарский флагка уртасына З эшләгәннәр. Сейчас покажу я вам в эфир. Короче говоря, сейчас увеличу. Просто и карындагысын карагыз. Вот дерьмо это. Видите? Потом YouTube тоже покажу. Русская община. Русская община и татарский флаг как нәрсәкәй испоганили. Мына шул татарлар белән что, на Москву можно пойти? Ну с ними невозможно пойти, блядь, с этими пидорасами. Понимаете? Это просто дурдом. Своих не бросаем. 16. Ну, регион Татарстана 16 же. Сейчас покажу этот. Мынаны карагыз. YouTube тагыларга. Вот это дерьмо. Они собрали УАЗик. Вот это, наверное, говоришь? Внутри УАЗик же там, бля, прикинь? Может, Сейчас покажу тебе еще раз. Вот смотрите. Это дурдом.
Вот Гульназ Зинуровна, это сучка крашеная. Продажная, блядь, овца. Так, вот. Блядь, что-то не то. Ну вот, сзади вроде бы этот показывает, нет? УАЗик, видишь? Ай, Вот УАЗик. что лозик мал вообще? Серый. Ай, буханка имя вроде. Буханка, наверное, ну не знаю. Вот, короче, УАЗик, короче, внутри этой машины получается, блядь. Спрятали. Прикинь? Астагфирулла. Мы закончили. Спасибо, крутые люди, человечище. Это была самая мощная погрузка. Вот так работают люди одной большой командой. Получается, видите, узкожопые с этими с татарами, с Татарстана грузят УАЗик и целую тачку вот этой всякого, блядь, херни, помощь, понимаете ли. И вот она что там пишет. Гульназ Зинуровна, участника группы там туда-сюда. На сегодняшний день у нас в общей кассе 8383 рубля. Купили рэп 4 штуки. Основы для плетения маск-сетей и ткани. На сегодняшний день бои усиливаются, все больше ребят умирает, защищая рубежи нашей Родины. Сузнахара. Она даже признает, что... А? Больше умирать маты? Кишилер улейкен bizны защиты рубежей нашей Родины деген. Больше ребят все больше ребят умирают, защищая рубежи нашей Родины. Прикинь, признает она. Понять, вот инсайд. Инсайд вот это и есть. Поэтому хочется изнутри вытаскивать эту всю информацию. Мы же не знаем, что творится. А эти вот долбоебки знают. Они знают. Они же едут, они же везут это все, вот это туда везут. Они же знают, они же каждый день общаются с этими долбоебами. И тут видео, короче, этого Лапти, блядь. Лаптины Эдуард засунул, короче, про Лапти. И там написано видео от Эдуарда. Типа написано, пока есть Россия, Запад не успокоится. И как бы про Лапти, короче, там они как бы, ну, сүйнелерinde теге Лаптины сүзіне, они радуются, типа Лапти ответил за всех, получается. И как бы вся хуйня, короче. И этого, блядь, не Бензи нахуй кто-то загрузил, но этот Эдуард инда. Жена мобилизована из Томска, сама написала песню и просит распространения этого клипа. Что за дерьмо? Сама написала. Короче, дерьмо инда. Нытье, блядь. Узкое нытье. Типа мужа, наверное, похоронила, наверное, уже. Добрый вечер, уважаемая группа. В этой группе работая, как говорится, бесплатно, но вот ради победы. Вот это надо понимать, и каждый, кто хочет себя реализовать, начинайте реализовывать. Это те же посты пишите. Те люди, которые сомневаются, что мы ведем эту группу, и мы все это... Короче говоря, этот Эдуард призывает людей, чтобы распространяли и так далее. Короче, как бы мы боремся все бесплатно. Ну, блядь, меня реально они же заебали, блядь. И сидят тут, плетят эти защиту инда, сети плетут, короче. Бүтін хатын қызны шуның белән заняли. Понимаешь? Бүтін хатын кыз шуның белән занимается. Минем бірге оқыған танышым тоже швея. Я с ней поссорился, башкирт кызы. И она плетет, короче, шьет, плетет вот эту херню в Уфе. Представляешь? На войну. Вот этой темой занимается. А как, я не знаю, я говорю, ты что делаешь? А что, говорит? Платят же, говорит. Вот так. Потому что швейный цех, швейный цех вот таким образом их заставили
шить, плетение, всякое дерьмо, еще всякое там для армии. Вот так наши женщины собираются. А? Камуфляж там. Камуфляжи, да-да-да, вот как раз шу айверларны тігеміз дейді ол. Точно. Собираются у Халисы Апы и плетут сети. Вот больше бы таких активных людей. Кімге керек бұл? Күт собирай керек? Плести, блин, за Путина. Если есть возможность у кого-нибудь закупить основу для плетения москитей, просим откликнуться. В среднем одна сеть 2000, один рулон ткани 5000. Один рулон хватает на 1,5-2 маскировочные сети. Маскировочные сети. Пиздец, инелялер. Прикинь, окшалары юг, холоктан окша жиялар. Это позор. Это вот это путинская армия. Большевиктер хамак. Вообще мені ушым кита, мен білмеймін. Бұлар чистый теге нәрсекей. Вот теге, как из хадиса, короче, да, преподносят дрова для своего мужа. Вот то же самое. Дрова они преподносят. Шайтаны преподносят дрова в топку, короче, да? Ай-ай. Джаханнамда. Икинчisi большевиктер олар. Мен айтайын, шулай ол. На данный момент у них собрано 68 тысяч, оказывается. И 50 штук, оказывается, заявка, оказывается. Заявку еще им дают, прикинь, 50 штук надо. Это получается масс сетей 50 штук, значит, на 50 машин. Это ну, вот надо послушать украинцам. Сколько машин, куда, что. Или машина, или, тьфу, блядь, или заявка на это маск-сети. У нас появилась срочная заявка по маскировочным сетям. Заявка как минимум на 50 штук. У них оказывается 68 тысяч, 10 штук только они могут, оказывается, пока купить. На 10 штук. Блин, просто позорище. И тут вот номера еще. Ну эту я уже вроде читал или нет? Да, это уже вот все. Все, нового ничего нету. 3 сентября я уже читал. Федеральный трассы Якутск көрдіңіз ме вообще? Yok. Анда вообще грязь слякотан асфальт да yok вообще. Якутияда міне? И асфальт вообще бір нәмә yok онда. Вот так. Пиздец. Ну вот, а что якутларда молчат мына? Поражаюсь над ними тоже. Я еще не видел, что... А? Оларды гасят по полному. Якутларны мен көргенім yok, которые выходят, у них есть защитники какие-нибудь? Нет? Саха-Якутия я что-то не видел. Только буряты есть. Бір активистка бар анда. Ол Алсыновты поддержит кен ол. Поддерживает? Поддерживает флешмоб болғай деді. Поддержка Алсынова. Поддержка Алсынова, понятно. Нет, вот нашим где-то в Европе где-нибудь есть кто-нибудь? Не видел, не слышал? Yok. Көрмәдім оны. Алсынов дегеш me перепутал, я думал Габасова. Ой. Бір сахадан активистка болғай, которая Алсыновты поддержит кен. Да уж. Сахалардың кішілерін оны ұрыс есемен. Шу, бурятларына да урыс исемі бит аларда. Бүтінісінде урыс исем. Анда фамилиясы да исемі, отчествосы да урыслық кебек. Мен вообще оптырым оларны бүтінісінден. Тувинисларда білмеймін не екен. Онда бүтінісі... Тувинислар мен білмеймін, но сахалардың урыс есемі. Мен олар білен служить еттім, мен білем. Бүтінісінде исемі шундай. Нет у них такого типа Джамшут, Равшан деген юг анда. Онда вообще шукынғанлар олардың ертісі, вроде бы, я как понял. Монголдарда айтылар, Бурятпаға аны свобода дейік. Мен білмеймін енді, оптырарсың. Ну вот,
Лига свободных наций. Что они пишут? Давай посмотрим. Я давно не заходил туда. Айда қарауы. 500 этих прошло уже. Вот день адыгов. Для всех, а не для адыгов. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков обратился к присутствующим в зале участникам 15 Конгресса Международно-Черкесской ассоциации с требованием отнестись с пониманием к тому, что основную свою речь он будет говорить не на национальном языке, а по-русски. Якобы иначе не все будут понимать, о чем речь. Кабардино-Балкарии в день адыгов его придумала российская власть, но сейчас не об этом. Почему день адыгов должен быть для кого-то еще, кроме адыгов? Каков не удосужился объяснить Коков. Тем более, что если на торжество приехали также адыги не из России и не знают русского языка, так как они должны понять эту речь. На земле своих предков им приходится требовать переводчика. Получается, что даже в свой день черкесский народ не имеет права на свой язык, на своей же земле. А вынужден слушать торжественную речь от дне адыгов на русском. Для других могли бы перевести и раздавать речь. Однако этого не произошло. От коренного народа потребовали, чтобы он смирился с тем, что родной язык всегда где-то на дальнем плане, даже в такой день. Машундыхаль. Ну тут до хрена еще что-то написано. Итог такой, что и там то же самое. Но они тоже не могут понять это. Башқұрт ауылында тоже не праздниктар орысша сөйлер. Шу. Бүтін жерде орысша сөйлейлер шу. Вот мен шунарға алып тұрмын. Бүтін сабан тойларда да орыс тілінде сөйлейлер. Алып тұрарсың. Сабан тойлар орыс тілінде. Бүтін жерде бит. Концерт келе, жыршы жырлы, айталар, мына шыға, допустим, шулық какой-то долбоеб Филюс Тямаев. Приглашает орыс тілінде. Или мына шулай. Везде. Раньше хотя бы была ие, бірсі орысша сөйлей, бірсі башқұртша сөйлей. Помнишь? Шулай ие. Теге Муртаза Рахимов вақытында. А қазір жоқ, анда жоқ вообще. Мен көргенім жоқ, ешіткенім жоқ, білмеймін. Нешік сөйлейлер. Жоқ, енді уже орысларша бітті бет енді. Мына бет мен айтам бетін кішілер білен танышам. Олар менің білен татарша сөйлешмей, сыры прямойға орыс тілінде сөйлешелер менің білен. Потом менге айталар, сен нәрсе орысша сөйлешесің. Это меня уздары начинают на русском долбить, блин. Потом мен нәрсе орысша сөйлешем. А я тоже сейчас принципиально их начинаю ебать, блядь. Татарша язам, блядь. Чтобы они понимали. Вот даже комментарийларда меня язалар, блядь, татарлар вроде бы, ну, орыс тілінде язалар. А исемін бит, мен көріп тұрам, кім язам меня. Кімдір скрывает исемін, а кімдір ашып қоя исемін. И көріне, там, yazılgan anda eklenkemden. Şunday hal. Шамана забыли обменять, потому что он плохо похож на хорошего русского, который был бы удобен Москве во всех смыслах, и по этническому происхождению, и по своей позиции. Обменять его означает не только поставить под удар всяких усмирителей народных масс из партии Навального, но и продемонстрировать, блядь, что Россия это не только русские, по крайней мере, внешне, а оппозиционная деятельность в РФ может быть не только пророссийской. Шаман из Якутии не попал в список. Александра... шаман как раз, Якутия. Александра Габышева не включили в список обмена сценариев. Пиздец, бля. Комментарии есть. Настолько свободный канал, что всех неугодных банят и мутят, мда, лицемерие и слабоумие. Наверное, кто-то что-то писал. Банят там. Меня же тоже забанили везде. Короче, первый, кто забанил, этот, блядь, Руслан Айсен. Руслан Айсен меня забанил. Когда я писал что-то там в комментариях, там, Башкортостан алга, Татарстан алга, еще что-то я там, наверное, добавлял, он забанил. Потом еще какие-то наши тоже где-то кто-то забанил. Короче, все... Канал Бака Телеграма Башкирия онлайн.
Menda yo'q, bilmayman. Nima shunda boshqa onlayn. Aha. Meni тоже забанили. Senimi? Yaqin. Yaqin boshqa tursan malga tam. Ozodlik bo'lgan. Menda Instagramda ondaylar ko'p, Instagramda olar meni конкретно shulay narsaga ishlaylar. И mana buni Boshqirdistonda din тоже меня забанил, прикинь? Башкортостанда Дин, вот этот друг Руслана Габбасова и Шмурат Хазратны группасы, как мне сказали, а я так понял, она тугул, она группасы тугул, он да лякимлерда утра бит онда. И меня забанили тоже там. Башкортларга Дин деген көргәнең бармы, юкмы? Yo'q. Телеграмда. Онда білесіңбі, сколько кіші утра? 15 мең. 5000 kishi o'tiradi. Men onda вопрос yozdim. Boshqirt narsadir, boshqirtlarga, totarlarga там ozodlik туда-сюда deb yozganim. Меня забанили сразу. Qo'rqalar. Сразу meni mana bunda kimgina o'tirmay bilasizmi? Adminlari bir kutu admin bor. Abu Süleyman, Aygis Safa, Boshqirdistonda Din, Abdul Hakim, Zulfat Tahirov, Gabdurahman, Süleymandan Atag'i, Vadim Aminev, Ramazan Süleymanov, Bavazit adminlar. Bir kutu admin bunda. И 15 ming kishi. И mana hozir onda narsaki vопросlar beralar endi bunda. Zakat turunda mana. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qardoshlar, musulmonlar, kimga zakat to'lov mutlaq o'sha kod ham xiltanma o'sha izgi g'amal благое дело xayri fonduna to'lov Allohimiz jazakallahu xayra. Короче говоря, через QR-код для пожертвования zakat deb o'rgatganlar manda to'larga narsakaga Boshqirdiston Уфа, улица Степана Кувыкина, Уляйнда Степана Кувыкина. Bizda Boshqirdistonda урамный ismi, Урыс ismi. Степана Кувыкина, дурдом, дом 25. Благое дело, благотворительный фонд ekan, zakat. Kimga qo'ya o'xsha jiyalardir, непонятно. Turkumda tartib, ну shuni aytam. Turkumdan tartib qoidalari. Men bitta boshqa tilimda. Rafis Kashapov kim o'sha? Rafis Kashapov bir qutaqbosh endi, biladi. Tataristondan набережныйdan chiqib to'ygan Angliyada o'tira bir. Shunda усатый такой. Не видел его, что ли? Везде выступает. Рафис Нафис. Рафис и Нафис. Татарларni представляет, но он топит через турков, блин. Вот за это мен поссорился у них в группе. Мен aytdim, men turklarni и азерларni ненавижу дегani, меня забанили они. Мы или будете извиняться, dedi, или я вас забаню, dedi, Аида Абдурахманова. Мен aytdim, забанивай, dedim. Извиняться нихуя не буду. За турков меня хотели согнуть там, блядь, в группе. Кутагама койдым, dedim, блядь. Меня нахуй сен туркин керек меня, dedim, блядь. Men, блядь, Башкортостандан, men turk tugul, блядь. Заебали. Mana shunday. Пытаются, блядь, свое, а не качать. Если они сейчас свое качают, вот таким образом, да, ведь, это конкретно диктатура. Это группа диктатуры, которая, блядь, придет после вот этого развала, нахуй, Рашки. Монашулар Турсо, Татарстанга, пиздец будет, блядь, Татарстану. Нәрселер? Türkler? Ну, олар күп те, ну, yok, олар күп түгел олар хуйня, оны içinde кишмиш. Турцияның içinde de bir всякие куттакбашлар yaşıyor onda. Onda не поймешь, кто они. Езеттар, курттар, аймалар. Onda бит, блядь, у них сам, блядь, винегрет, блядь. От нас не лучше они, блядь. Они между собой грызутся, нахуй, не могут разобраться, нахуй. Олар бізге ярдәм беремін енді, нахуй. Они по выгодам. Да, по выгодам они. Окша бар, допустим, окша берсең ярдәм бере. Окшаң юк, бермей ярдәм. Вот примерно такой логика у них работает все.
А нам нахуй такие люди нужны за наш Башкортостан. Нам нахуй такие нужны. Нам керек не бізге. И плюс меня убивает татарларна бір движение именно позорит это. Не то, что убивает, блядь. Что олар, они думают, что, блядь, нахуй татарлар шу түріклерге инелсе, түріклер им не припомнит это. Они об этом не рассчитывают. Типа они говорят, мы будем с ними сотрудничать. Какого хуя, как ты будешь сотрудничать, если ты гол, как сокол, блядь. Ты голый, нахуй, барасом, блядь, турклярга, и говоришь, дайте нам оружие, нахуй, а мы будем с вами сотрудничать. Или как, блядь, или помоги ты, барасом. Ну, же это нахуй, блядь. Что я не могу, блядь, вот это догнать, блядь, логику ихнюю. И потом начинает меня в этой группе крыть другие. Сразу врубается, которые даже не отвечали. Был какой-то бабай-бар, тоже кутакбашевский татар, короче. Ну, Башкортостандан мандия. И вроде Башкортостандан, но Татарстанда яши. И он начинает мне мозги ебать. А сам родом он, блядь, оказывается с Узбекистана тоже. И начинает мне и на узбекском, на татарском мозги ебать мне. Айтам ведь нахуй. Галиджан Абы, блядь. Галиджан, что ли, я помню, вот что такое. Они мне мозг конкретно выносили, блядь, в этой группе, нахуй, Рафиса Кашапова. Они прям в сплоченном месте все работают. Наехал на них, они сразу, блядь, на меня наезжают, прикинь? Начинают учить. А я как этот... А? Руслан Габас'ның каналында бар ма? Руслан Габас? Yok, menda onda kanal yok. Men bit onun bilan тоже общий язык не нашел, бит он ул бит менен bilan сөйләшмәйди инде. Мен бит onun bilan ызгыштым да инде Телеграмда. Я ему писал 1000 раз. Мені смсларым югала. Она группасында. Вот это тот самый башкирт дегенде. Потом югала. Он фильтрует базар там. Понимаешь? И потом... Я вообще постоянно Минонара яздам. Руслан, выйди на связь. Руслан, выйди на... Он фильтрует, он не отвечает, прикинь, игнорит. И потом, через какое-то время, где-то какое-то его видео видел, еще зимой еще, он да, это... Мана минда бар какой-то бот дия, шунда языгыз. Шу боттан топтым мен откопал как-то, блин, научился. Написал он, да. Яздым, этот там, мы с ним переговорили, вроде он писал, я не знаю. Ну, этот, он начал мне пиздеть там, короче, типа, вы неправильно общаетесь туда-сюда, я не буду общаться, нахуй, меня там, выйди на связь, выйди, давай созвонимся. Нихуя, короче, прикинь. Он не разговаривает, он то ли боится, то ли, блядь, высокомерие у него, понимаешь? Меня убил он, блядь, с этим, блядь, ты там пиздец, нахуй. Конечно, белая рубашка жила. Он что-то, блядь, возомнился, пиздец он там, я он, блядь. Ему, наоборот, нахуй, подобие меня, людей надо, наоборот, под себя мнуть, нахуй. А он не может понять этого. Наоборот, бедным, бізге күбәйерге керек, нахуй. Пиздец, нахуй. Но Миона хоть и, блядь, москалым, нахуй, но постоянно вот в своих эфирах я пытаюсь говорить, что Руслан Габасовка хушалығыз, меня шанмасағыз, онарға хушалығыз. Ну, кто-то же должен быть, нахуй, лидер, блядь. Блядь, я... Как говорится, мне разницы нету нахуй, кто там топит нахуй. Главное, блядь, Уруска Коржа топит, Руслан Габасов. Все, молодец нахуй. Хоть каким он пусть будет нахуй. Примерно так. А так, вот то, что не пообщался со мной, конечно, мен гарляндым, конечно. Пиздец нахуй. Удивляюсь над такими людьми, блядь. Если ты общественник, да, ведь я считаю, что человек не должен зазнаваться, блядь. Он должен общаться со всеми одинаково. Если ты общественник. Если ты уже, блядь, как ты говоришь, белый галстук, блядь, нахуй, белый воротничок, нахуй, это уже, блядь, не по-пацански, да, так скажем. Шуңага аптырым инде, мен белмим. Шуңага бізге айталар, Алсенов кебек лидер керек деялар туда-сюда. Ну, Алсенов кебек лидер керек примерно, если народ за него топил, любил его и так далее. Окей, договорились. А тогда почему сейчас все заткнулись? Понимаешь смысл? Мана шунда да сүз тора. Нәрсәгә хәзер мана халык юк. Нәрсәгә мана Алсеновны утып... Ну шуны юк, сама собой, шу курканнары да бит безнең белән чыкмый, кушылмый.
Понимаешь, мына шунда разговор это qo'rqsin, хоть narsa ishlasin. Ну, сөйләшергә бит. Мына син менә сөйләшәсең дә инде. Мына шулай даже сөйләшергә кеше юк. Мына бит син сөйләшәсең минем белән. Иногда керәсең миңа, нәрсәдер язасың, что постоянно появляешься син. Ну вот общаешься же. Мына шулай бит инде таныш белеш табыла, как говорится. А они даже этого не хотят делать. Вот в чем прикол. А зато, блядь, нахуй, лайки, нахуй, и всякие, нахуй, эти эфиры подымают, нахуй, в других, блядь, инстаграмах, нахуй, вот этим долбоебам всяким этим, хихи-ха-ха, этим блогерам, блядь, без штанов в команде. Білмеймін, короче, кому это, значит, получается, Башкортостанның независимости оларға керек ми? Им не нужно это. Вот и все, это нужно осознать нам. Не там, наверное, мы ищем. Оларға бір нәрсе керек не? Оларға мемлекет деген свобода керек, мустақиллик, бір нәрсе оларға керек не ол нәрселер? Полный этот отходняк у них. Они просто атрофированный нахуй народ, блядь. Просто им ничего не нужно. Просто оларға оқша, покайфовать нахуй, ишерге ташырга нахуй, и бітті шум, бля. Бір нәрсе керек не? Yok, вера yok. Оларда yok, бір нәрсе yok. Ана, как говорится, отасын, инасын да білмейлер, грубо говоря. Она, допустим, нарсекеге засунут в эти, что там этот долбоеб Ради Хабиров строит нахуй, этот в сторону нахуй этого аэропорта, блядь. Хоспил, блядь. Хоспил нахуй строил, блядь. Достроил его и нет он. Наша шляда она, иштен юкма. Хоспис. Хоспис кабит инде. Ишеткенім шын, Болды ма, юк ма, анарға против люди выходили. Выходили, только мне надо болмаған. Вот мен да шуны ишетмеймін, әлі бір кім даже не говорит. Его дома довели или нет, что произошло. Я сам не понимал, что такое хоспис. Потом, блядь, примерно понял, это типа, блядь, нахуй, онкологически больным, нахуй, людям. Я так понял. Хоспис. Мында кімді яққан жол бос. Ассаламу алейкум, Кыргызстан. Алейкум ассалам. Ага, алейкум ассалам. Так, ютубта кішілер ұйқылой, толком юк. Так. Башқұртстан бет туғандар, алға. Аллаху акбар. Так, тут еще один чувак есть, более-менее, не знаю, этот, сейчас я не повалмим. Группалар до хрена, и у них информация откуда-то внутри берется. Мына бізге да вот татарский разведчик, короче, давайте почитаем его сейчас. Онарда 790 киши, 94 киши уже утра, 794. Мына кем он ведет, тоже непонятно. Мы расскажем, о чем говорят во властных коридорах Татарстана. Понимаешь? Кем он алабара, мен білмеймін. Но мына Рафис Кашапов говорил, что ихний человек алабара. Понимаешь, смысл какой? Если человек ихний, у татар внутри там есть люди. Мына башкортларда внутри у нас нету людей. Может, у Руслана Габасова, может, кто-то есть, конечно, но в моем обществе точно нету. Потому что я, как говорится, как тут пишется, из властных коридоров я не хожу по властным коридорам. Так. Грязь подъезда. Получается, метис айма. А? Не получается, метис айма. Узбек, татар, башқұрт. Мен метисин да. Менің әтейім да метиси еді енді. Мен де аш 3 қан болып кете енді. Баламда 4 қан вообще. Мари да енді балаларым. Пиздец. Мари балдары. Ну вот, да, вот мына шуны загрузили, как вот этих 4 дүрт хатынны алалар, короче. Тут видос, короче, как захват делают, блядь. Террористов типа ловят. Ну вот какой-то. Какой-то долбоеб с 2 ножами вышел нахуй. В этом.
В Нижекамске мужик решил покошмарить соседа, выйдя во двор с двумя ножами. Соседям пришло отбиваться лавка. Уверяем вас, если вместо Сереги с двумя ножами на улицу выбежала бы Зульфира в хиджабе, она уже сидела бы в СИЗО по подозрению в создании ячейки террористической организации. Ну да, вот да, по видео все видно нахуй. Долбоеб с ножами вышел, на двоих напал, блядь. Дұрыс айтылар. Да, с двумя огромными ножами нахуй. Пиздец, блядь. Ебанутые люди. Так, ну да. Вот, про Хизбут Тахрир почитаем. Организация, которая запрещена не только в России, но и в ряде других стран, включая Китай и страны Средней Азии. Однако стоит обратить внимание на важную деталь. Ни в США, ни в Великобритании, ни даже в Израиле эта организация не признана террористической. Основная причина запрета в этих странах — их резкая политическая критика Израиля, а не насильственная деятельность. Факт, который российские власти, похоже, предпочитают игнорировать, когда лепят из сторонников Хизбут Тахрир образ террористов. Сама организация не призывает к захвату власти насильственным путем. Она действует через идеологию и политические дебаты. Да, их взгляды вызывают споры, и они активно выступают за создание халифата. Но, в отличие от радикальных исламистских группировок, Хизбут Тахрир не использует насилие как метод борьбы. Но что делает Россия? Каждый раз, когда кого-то подозревает причастность Хизбут Тахрир, сразу звучат обвинения в терроризме. Женская ячейка Хизбут Тахрир в Татарстане звучит как сюжет плохого шпионского фильма. Но если копнуть глубже, то по факту женщины собрались для обсуждения диалоги и взглядов, а не планирования терактов. И тут возникает вопрос, почему власти так упорно закрывают глаза на реальные факты и продолжают насаждать страх? Все просто. Терроризм стал удобной меткой для тех, кто выходит за рамки официального нарратива. Обсуждаешь политические взгляды, которые не вписываются в государственную политику, здравствуй, СИЗО и клеймо террориста. Ну, значит, я тоже, получается, такой, как они пишут. Российское правосудие делает выводы не на основании фактов, а на основании ярлыков. Находят у кого-то дома пару книг, это уже материалы террористического характера. А то, что женщинам угрожают годами в тюрьме за участие в обсуждениях, это уже детали, которые никогда не волнуют, никого не волнуют. Главный вопрос остается, если Хизбут Тахрир не признана террористической организацией в странах, где терроризм — это серьезная угроза, почему Россия делает из них образ врага номер один? Ответ, возможно, лежит в том, что политические репрессии стали стандартным инструментом управления. Ведь так гораздо проще управлять населением, когда оно боится говорить, мыслить и даже просто собираться для обсуждения чего-либо. Да, 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 вот так и есть. Сколько я таких людей слышал, как говорится, видеть, может, и не видел. Гнилой нахуй, такой же нахуй политикой был Каримов нахуй в Узбекистане. Все эти хизбуты нахуй узбеки сидят тоже в тюрьмах нахуй. По 25 лет им нахуй хуйнули, блядь, нахуй всем, блядь. Я же все это дерьмо, блядь, схавал уже, блядь. Видел таких, блядь, что, блядь, нахуй, кто бежал оттуда и так далее. Вон полно их таких, нахуй. В Норвегии, нахуй, Швеции, нахуй. Все они там. Вот такие хизбут тахри всякие. Поэтому, исходя от этого, нахуй, здесь такого идиотизма нету. И поэтому, как раз, равноправие, оно и есть равноправие, нахуй. И на ЛГБТ, и на хизбут тахри. Вот это и есть демократия. А не то, что, нахуй, в России, нахуй. Все этот Серешеп Гюрилер, нахуй, на бутылку сажает в тюрьмах, нахуй, мужиков. А тут, получается, нахуй, резко 4 женщины в хиджабе, намаз укилар и так далее, и они сразу хизбут тахри становятся, или там, может, и они и были, а может, и не были, мы же не знаем. Ну, а что за херня? Россия непобедима, кімде yakınında forever не дейді. Şunu aytan bir tane. Вот насчет учителей, как эта овца сегодняшняя
А тут mana нехватка учителей Татарстанда башланган. У тебя даже история нету, Кайсак, Казак. Нема айхан вообще бетек. Мындай вируслар кіре мындай подтекселер. Оларны югалтырга керек. Сускалар. Сускалар, точно, сускалар кіре мындай яза башлыйлар. Только мен оны удалять ете білмейм екен. Yani, вроде бы мен аны блоканул, а удалить как екен? Whatever. Ну, бір какой-то көкей сыныгы кірген мында. Хз. Ну, вроде меня не могу удалить. Короче, нехватка учителей в Татарстане достигла критической отметки. Более 2000. Прикинь, и кем ухтущую. Потому что копейка. А ведь в республике и так работает 32 тысячи педагогов. И вроде бы все неплохо, но цифры говорят об обратном. Давайте разберемся, что здесь не так. Итак, более 2000 учителей не хватает. Это 6,25 от всего числа педагогов. Вроде бы можно пережить, но не совсем. Взглянем на детали. Катастрофически не хватает учителей математики 393, начальных классов 357. Не хватает даже учителей русского языка. Нахуй нам не хватает языки русского языка. 312 учителей русского языка киряйкен. Куттагама керек олар, которые в 2018 году сильно... А? Каракмей. Шуна айтам да, который в 2018 году сильно потеснил татарский язык из школьной системы образования после запрета на обязательное изучение госязыков в национальных республиках. И тут возникает интересный вопрос. Как же так, когда в одном из ведущих регионов страны не могут найти учителей ключевых предметов в Яршалле, Зеленодольске и Нижнекамске? Ситуация ничуть не лучше. Там тоже не могут укомплектовать школы нужными специалистами. Теперь о цифрах. Видишь, сразу Яршалле написано. Кашапов ведь он тоже Яршалладан. Получается, это ихний какой-то чувак пишет, это татарский разведчик. Понимаешь, чья группа это? Теперь о цифрах по возрасту. Средний возраст учителей 48 лет. Учителей пенсионеров 22,3%, а молодых педагогов до 35 лет всего 21,1%. Чувствуете дисбаланс? Если вы думали, что школа это динамическое место с молодыми учителями, увы, реальность гораздо менее радужная. Число молодых педагогов... Число молодых педагогов еда переваливает за число учителей-пенсионеров. И это при том, что за последние годы власти всячески старались привлечь молодежь в школы. А причина просто зарплата и условия труда. Ну что, айтам бит инде акча юк анда, блядь. Сен еще нәрсәкә әйтәле. Мына син Башкортстандан туктале. Вот нәрсә безгә нинди информация кирәк. Башкортстанда бүтән зарплаталарны айт мына кешеләргә. Это как бы у меня же запись идет. Чтобы кешеләр знали, мына Башкортстанда чын зарплаталар ничә сум мына, чтобы, блядь, а то мне пиздят тут все, блядь, вот акча алабыз туда-сюда, блядь. Кызлар, блядь. Сколько вот сейчас вот реально? Средняя зарплата ма? Средний, да, мына үлмәскә инде мына. Начни с нуля, с минуса до верху. До вот этой армии инде, наверное. 25 мин, наверное. Да? Сука. И шулай ул. Нихуя себе. Ну, 25 мең айнамы? Айына, бер айына. Да ну нахуй. И кем было бы шли инде примерно шул 25 меңгә? Уборщица где-то? Примерно шулай. Даже уборщица түгел, бер укытучы математика манты, русчамы. Да ну нахрен. Зоррак алган. Инәңнеке. Просто меня, мен мына биден кызлар белән танышам, кызлар әйткәне, тоже бер укытучы, уже иргә тиеп киттем диде бер көнне язышкан. Короче, ул әйткәне, вроде бы, если она, блядь, она говорила пару лет назад, это уже, блядь, 18 мең дигәне, блядь. Нисә? 18 мең, блядь, койдадыр. Был автомал буламы лашы? Мен белмим, блядь. Ну, хуй его, блядь, вроде бы начальник классов дигәне. Белмим, блядь, белмим, ну, вроде 18 мең дип ишеткәнем, адашмасам, блядь. Ну, вот шулай дигәне. Ну, блядь,
Как можно 18 ming, блядь? Men optiradim, блядь. 18 ming ақшаға, блядь, o'qituvchi, men optirim, блядь. Шунарға потому что бүтін Башқұртстандағылар Сібірде ішлейлер. Или Москвада. Ай, северда işteyler onlar şu. Иә, Башқұртстанда кіші жоқ ішлей тұрған. Потом после этого говорят, зачем нам гастарбайтеры? А Башқұртстанда кім ішлерге тиіш? Это вот здесь в Европе то же самое. Я со времен Норвегии знаю. Норвегияда бүтін поляк. Мынау, пәтәксә поляклар. Поляктар işteydi bir. А Польшада кім білесіңме? Приезжие. Kim? Польшада приезжие те же узбеклер могут. Кто? Pakistan. Ну, Пакистан тоже, наверное, есть, само собой. Кубраги. Ну, onlar И там Fransa'ya gittiler. индусы или украинцы. Украинцы полно сейчас. Тут даже украинцлар тулда битинде. Украинцлар. А вот, Конечно, поляклар, соседние страны. поляклар нәрсекеде, Норвегияда, Англияда. Мына шулай, прикинь? Этот, и поляки еще, знаешь, где еще есть эти черти? Шпицбергенда. Шпицберген, теге, остров-то. Гололед, где лед. Ол қоя. Это между Америкой и есть. Норвегией. Шпицберген, бар бит? Ага. Теге, Ай. зор бір лед. Теге, лед. Боз үстінде. Шундалар. Поляктар орыстарды яратмайды ол. Поляклар мы? Ай, яратмайды олар. Яратмай. И вот, короче, суть не в этом. Суть в том, что место меняется. Поляклар китя, короче, Сібірге, то же самое, как оларны орнына келе нелегаллар. Все заменяется. Все, бүтін нәрсені заменять етелер. Алмаштыр. Урын алмаша. Как бы нелегаллар кіря Польшаға. Как бы, допускается, так скажем, до какого-то предела. Чувай. Так, что я хотел укырға еще? Мына Башқұртстан турында, именно Башқұртстан турында мына пруфыны білесіңме? Шуны вроде мен айтқан ем тегерес, но я так понимал, шул Муртаза Рахимовна племянницасы, онда оларны ишіткенің yok mu? Ты в этом как-то не сувал никуда, так, как говорится, тонауна не слыхал? Ну вот, получается, я нәрсеге енді. Короче, если вот эта дележка Башкортостана пойдет, кто рыпнется екен? Вот это интересно. Не интересовался? Yok. Ну, допустим, если вот без независимости, допустим, будем втыкаться, короче, кем Башкортостанга воткнется? Какая политика будет там возникать? Как ты думаешь? Кто своего это президента будет сувать? Вот этот момент интересно. Поэтому хотелось бы вот этого не делать. И халық... Выбирать керек. Шуны айтам, халыққа надо давать возможность, чтобы біз мына жиынларда теге жиын ясап, зур иттіріп Уфада жиын ясасақ, мына шунда ғана сайлау ішлерге керек. Кім бұла? И 3 жыл ғана бұларға керек. Мына, как я примерно предполагаю, 3 жыл ғана. Потом... 3 жыл болған. 3 жыл ғана. 3 жылдан көп бола тұрған болса, файдасы жоқ. Потому что он уже охуеет, корни пустит, блядь, и так далее. А за 3 года он, не больно, как говорится, корни пустит. А если даже пускать будет, заново нахуй он кутына теберге и яңына қойырға керек. По-другому никак. Бізге керек ме, который, как Каримов, утырып қала нахуй, или как Путин 25 жыл утыра тұрған, бізге нахуй керек андайлар. Лукашенко хаман қаймыр. Ой, блядь, бәрәңгі бабай нахуй, заебал. Бәрәңгі бабай, Да. Муфти Биргалин. Биргалин Муфти, вот, исемін вспомнил. Биргалин, как тебе? Башқұртстан муфтия ма? Биргалин? Да он. Продажный или что? Да yok, ол за ислам топит. Нет, за Хабирова же он сейчас. А у Пайкисин Хабиров он загасит сразу. Хабирова загасит он?
Yok, Хабиров оны загасит, ол муфтиді, потому что онаға идти-то некуда. Вот тут пруфы. Айтайын. Пруфы задает вопрос. Муфтий Биргалин собирается на второй срок. Что думаете? 4 вопроса. Молодой, продвинутый, да пусть повышает духовность. Второе. Пусть зарплаты бывшим сотрудникам разберется сначала. Жены-то живут нехило, деньги есть. Скандалы, скандалы, скандалы. Не воодушевляет на духовность как-то. А кто это такой? И тут 3 комментария. А кто это такой? Религию вообще надо отменить в РФ. В связи с предательством православной церкви в сторону власти. Прикинь, нинди кутак баш язалар. Көрдің? В пруфах. А на какие деньги он работает? Какого его зарплата? Раис Ялалетдинов какой-то. Рафаэль. Религию превратили в коммерцию. Купи, продай, заказчик платит, мулла получает. Вот 3 комментария. Пиздец, блядь. Интересный вопрос. Надо покопаться насчет этого. А, как раз вот она фотоса. Биргалин торопится на второй срок. Источник Дум РФ сообщает, что уже в ближайшие дни председатель Духовного управления мусульман Айнур, Айнур Биргалин. Айнур Биргалин, Вспомнил, спешит запустить процедуру собственного переизбрания. Скандал и суды с невыплатой зарплаты сотрудникам, в то время как собственные жены везут лакшери образ жизни и мотаются в заграничные поездки. Недостроенная мечеть Ар-Рахим, благотворительные средства якобы на строительство, которые собирали наличные карточки, скандал с арендой озера в родной деревне и даже уголовное дело, прекращенное в связи с истечением срока давности. Всем этим в первую очередь запомнился молодой, очень духовный муфти. Да и на первый срок он был избран с нарушениями, без соответствующего образования и с влиятельной поддержкой, в том числе со стороны салафитов. Саляфы там рулят. Подготовка к пленному... Получается, так они пишут, видишь? Подготовка к пленному идет в атмосфере секретности. Строптивые имамы будто и не информируются, а на само мероприятие, судя по всему, наняты сотрудники, часто охрана предприятия, которые могут не допустить туда нелояльных. А вы что думаете по поводу нынешнего и, вероятно, и будущего муфтия республики? Никто не ответил. Интересно. Минда Ушамкит-то кто его вообще поставил? Вот это интересно. Нәрсәне? Природа башкортостанда хамакмы? Мұндамы не? Видеоны каргайным. Ай? Yok, мұнда нәрсәке, yok, мұнда қар yok вообще. Мұнда қар... Кар юк? Yok, я была, я yok. Мұнда нешек білесің, мұна қазір солқын, потом может октябрьда вообще жылы болырға. Потом ноябрьда опять солқын, потом декабрь солқын, январь солқын, а февральда уже ағашларда гүл ата. Бұл Россияға хамақ түгіл айманда. Жоқ, вообще мен ушым кетті, даже мұнда Өзбекстан кебек дейсең былай енді, как Өзбекстан, ну Өзбекстан кебек те түгіл мұнда, қар көрмедім. 3 мәртә яуды, қар ява дегенім, нихуя, ірі бітті шунда оқ, 5 минуттан соң. Вот. А? Рахатыны бетахын ямайында. Ну, рахат енді, рахат дейіп бұлмейінді, блядь. Айтам бетін нахуй. Ішлерге ярамай, нәрсесі рахат енді мұнда. А ничего, ишлерге не ярамай? Ну, потому что мұнда шарашкина конторы түгіл бет, блядь, никому на лапу не можешь ждать, ничего не можешь делать. Документың жоқ, ішлерге ярамай мұнда. Қора, по черному, иди ну, здесь же все обеспечивают они. По черному ішләді елер, а қоя ішлерге барасың нахуй. Кім мені ала ішке? Қурқалар бүтін соғаларға мені. Мына вот закондар ішті ейме. Ну, мұнда закон, мұнда взятка жоқ. Мұнда жоқ, андай нәрсе. Попробуй. Шундай страна бізде керек, шундай страна керек, ай, шулай. Ну, как ты можешь взятку дать, если у них, блядь, твоя взятка нахуй, да хуя у него денег, блядь. Как ты ему, сколько дашь? Невыгодно. Шулай? Ну, Норвегия, да? Менты
Вот я когда в обезьяннике был, в Норвегии, короче, менты получают 60 тысяч крон. Понимаешь? Это 6 тысяч долларов в то время. Как ты вот этому менту в Норвегии дашь, блядь, нахуй, взятку? Он башында югул взятка деген нәрсе. Да, а пенсия, а менты, которые выходят на пенсию, знаешь, в Норвегии тоже то же самое получают, если не больше. Шулай? Россияны все-таки кетерге керек алып. Yo'q, bizga shunarqa bit endi men постоянно aytaman bit endi bizga нужно Башкортостанда сделать все как Европада. Я всегда людям говорю, Европада не нужно нахуй вот эти гейские парады брать примером бит endi ayma. Rossiyaga, tfu блядь, Rossiyaga deyman блядь. Boshqirdistonga olirga kerak, только yaxshi yog'ini olirga kerak. Допустим, mana pensiyalarni ko'tariga kerak, зарплаталарni, знаешь, ekonomikani ko'tariga kerak. Mana zakonlarini примерно shunday ishlarga kerak. Ну, не копия только. Ну, примерно shunday endi, mana чтобы такие kishilikli отношения bo'larga tegish xalqda bir-birimizga. Честность, korrupsiyani birinchi olib tushirga kerak. Onun uchun полностью qurultayni butun narsani almashtirga kerak. Xabirovni üstünden остина до последней уборщицы надо будет поменять. Все поменять надо, понимаешь? Все поменять. И президентка, допустим, будущая президентка, нихуя нахуй, пентхаусы нахуй, где они там живут, блядь, где-то, блядь, крутой жерлерде Хабиров, блядь. Мына аны үйлерін весь шортлатырга керек әлі нахуй, бүтін жерлерін нахуй. Мына шулай... бір комната гына береген нахуй, грубо говоря, да, ну вот такой вот, напротив у меня дом есть, вот примерно, вот такой какой-то дом, и президент мына шунда, как президентский дом, вот примерно там он должен жить, и все. Пожил 3 года и съебался. Обычно, как қара халық болырға тиіш, ол да. Ішледі 3 ел, ішке барды 3 ел, президент болды, то все, пиздец, не больше нахуй, не больше, блядь. Привилегий не должно быть нахуй. Никаких. Привилегия шулгана, то, что, допустим, в какую-то страну поедет, само собой, на личном самолете он может поехать там, ну, не на личном, вот от государства, частный самолет, а не больше, блядь, не больше. Там кортежлары, блядь, болмаска тыж, нахуй, по 100 машин, блядь, и так далее. Ему не надо бояться. Такую страну надо сделать, что у халықтан куркмаска тыж. А курку или куркмалык халыққа ничек шыға, когда ты, блядь, не обдираешь, и ты, нахуй, не криминал, нахуй, у тебя нету коррупции в государстве, и ты не диктатор, у тебя никто не тронет. Shista yasharga kerak, блядь. Shista davlat qurom degan shista, butunay birini shista boshlarga kerak, butunay birini. Как я, кто-то мне, помню, рассказывал один, ну, он сам по себе, конечно, он меня в своей жизни кинул нахуй в Норвегии, но этот долбоеб рассказывал то, что у него мэр города, я уже где-то тоже рассказывал, мэр города в Норвегии, получается, идет, про мэра говорил, президент битин юганда, мында битин президент деген нәрсе юг, мэр города, короче, этот, может, блядь, пойти в магазин в обычных шортах, постоять в очереди, купить себе что-нибудь нахуй и выйти. Все. А bizda мэр города нәрсе шли? Мэр города, блядь, 100 слуга, блядь. Мерседесда йөрү, хайван, блядь. И хуй его, блядь, он ташаган убалар анда, блядь. Там массаж туда-сюда, блядь. Вот так он, блядь, живет у нас. Не говоря, что это мэр города. А Хабиров? Kattaga arman xotini bilan, блядь. Xotini armanga, точно. Да, он хайван, блядь. Так. Так, короче, мында, блядь, пруфы, да, одни рекламы какие-то пошли, блядь. Пиздец, блядь. А чё, ин Европа яшайсың, анда нинди тил менен сөйлөшөң? Английский ма?
Ну, английский туда-сюда bilin ishlataman shunda. Наломанным, блядь. Anglizni bilasiz ashaymi? Yo'q, bilmayman. Mana bir kuni, блядь, bir fransuz pristal menga yeli как... Ko'rgan YouTube'da bo'lgan. Sen boringmi? Yeli как so'ylashdim, блядь. Sig'ilib bitdim, блядь. So'ylasha. Nima haydi непонятно. Вообще, блядь, ул еще min tegi butun so'zni bilmayman bit нахуй. Пиздец endi onda, блядь. Вот, инсайдер Башкортостан topib oldim hali. Mana shuni o'qiygali. Инфляция в Башкирии продолжает расти. В августе она ускорилась на 0,7% за месяц и достигла 8,8% в годовом выражении. Эксперты объясняют это холодным и дождливым летом, что привело к снижению урожайности овощей. В результате на рынках было меньше местной продукции, и вместо ожидаемого удешевления цены на картофель, морковь и капусту выросли. Пиздец, блядь. Xoqlar ko'tarilgan, блядь. Короче, sigalar endi, sigalar. Только Башкортостанда вообще. Narsa? Не только Башкортостанда. Татарстанда вообще butun Россия. Narsakay, baranga it sug'onlar necha so'm onda вообще? Ну, API necha so'm, допустим. Ну-ка, вот расскажи-ка. Килограммда 50 рублей, по-моему, не помню уже. Ну, любой овощ 50 рублей, да? Ну, от 45-50 надо любой овощ. Смотря какой еще надо. API? Ну, икмяк, ну, хлеб не покупаешь, что ли? Икмак. API bo'lmaydi o'sha. Bizda API deyiladi endi, bilmayman. Икмак, ну, икмак стабильно 55-60. 55-60. Ну, типа вот это, батон или буханка, да, или что, как вы, что за... Батон, буханка, черный хлеб даже, так баргай. 64 тарал. Черный... Mana baton, buxanka endi. Buxanka 64 so'mmi? Ну, дешево endi, дешево, Allohga shukr, это нормально. Munda bilasizmi necha so'm? Munda pиздец nахуй. Necha tura? Men uyda yasayman. А так uramda, mana, ну, menga beralarda endi, блядь, bushqa. Короче, narsakay. Munda bir baget, mana bagetkina bor, franцузский багет endi, aymi. Если его пачкой не берешь, то он может стоить минимум birisi 39 цент вроде бы. 39 рубль уже sizga bo'la u. Ол багеткina, u mana тонкий багет mana. Оны birgina qistirding, ну, нормальный мужик onlarga to'ymay. Оны birgina, все, пиздец, senga где-то bir ikkini osharga kerak, допустим, если ты нормально питаешься, и bir ikkini на завтрак это чисто. А опять начинается такой буханка, типа, скажем, нарезать, да, ведь буханка, мокрая буханка manda bor, shunday. Ул, короче, весі оны 750 грамм, 1 so'm 70 тиын, 1 so'm 80 тиын где-то. Ул degani 180 so'm degani. Понимаешь, 180 рублей хлеб. Продукттар натуральныйmi? Qaysidir narsadir naturalniy, a qaysidir narsa хуета. Допустим, mana qo'ymaq aymi? Mana qo'ymaq, блядь, как mana biz tegi SSR vaqtida oshi qo'ymaq натуральный magazinda, smetana. Пиздец, натуральный, блядь. Не то, что вот этот ГМО, блядь, Москва, да, там пятерочка, да, блядь, qo'ymaq. А вот, допустим, ауылда qo'ymag'i bor bet, почти shunday ta'mi. Qo'ymaq. Да, прикинь. А вот kefir более-менее, ну, ular kefir degan narsani bilmay ekan bular. Bir хуйталар endi всякие, блядь. Всякие, блядь, подобие жидкости всякие, ну, не kefir endi. А вот qatiq yogurt etib solib qo'yadilar, qatiqni, прикинь, блядь. Mana обычный qatiqni yogurt etib sovutga soladilar, u bittaga, блядь, qatiq endi, блядь, tuzida yo'q, bir narsasi yo'q, shakarida yo'q, qatiq, блядь, прикинь. Ну, komediya endi. Qimiz yo'q bunda, yo'q. Germaniyada bor deganlar menda yo'q. Qimiz yo'q. Germaniyada pivo da bor onda.
Yo'q, qimizni bular bilmaydi endi qimizni, наверное. Может, bir qo'yda ovulda bordir, Kabuli, может, bordir, но ular bilmaydi. Uni bitta uni ishkartirga kerak, uni biladi, bilirga-da kerak endi uni. Ne, tegini, meha. Вопрос bir anda kişiler вообще islanma var anda. Eshalarmi? Они как к этому относятся? Типа алкаши или нет? Ай? Ну нормально, eshalar, alkaşı da bor, narkomani da bor. Как обычно, butunay bir bor bunda, блядь. U yoqqa endi buziluvda xuya mында, mana Parijda yurib qara, пиздец нахуй, ограбят и выебут еще. Шулай? Ну, имеется в виду, если ты не в том районе шароебишься, Брюзин, конечно, что-то может произойти. Но Аллаха шүкір, мен yürüdüm енді, түнде мен, Аллаха шүкір, ничего. Нормально, если ты нормальный, нормально, везде нормально. Но нету здесь, главное, нацизма, вот в чем прикол. Мында нацизм yok. Понимаешь, мында вот именно... Нацизм, блин, делить етіп, Россияда кебек сені мысқылламай бір кімді. Просто если даже тебя ограбят, те же арабы могут ограбить тебя, или африканцы. Если даже тебя кто-то будет грабить, не по нацизму будет тебя грабить, просто за то, что им нужны деньги. Дай денег, иди нахуй. Гоп-стопники просто такие, грабеж чисто. Ну и то. А? Не как в России, Он вообще по национальному признаку. Вообще, по национальному признаку, там, узкоглазый, там, блядь, черный ты. Не-не-не, если такая тема есть, то вот от этих же черных, нахуй, те другие пизды получат. Тут так. Сразу по районам ебашатся здесь. Допустим, на разборки, допустим, с черными, с чеченцами идут, чеченцы толпой собираются, и черные, нахуй, вот разборки идут. Или что-то в этом роде. А так, такой херни нету здесь. Не-не-не, Аллах сохрани. Вот же вот мы с вами вот всю ночь общаемся. Урамда это юг. Никого нету на улице. Не проходит это утмей. Беркемда юг урамда. Юqlaylar, mында урамда bir kimni ko'rmaysan, нахуй, tunni. Только ko'rasan bomishlarni. Bomishlar, которые реально нету uylari, урамда yashaylar. В палатках. Шулай. Parijda men ko'rganim палаткаларда, men ушim ketgan. Ну, в свое время Бельгияда, как бы я тоже уж, короче, на улице один раз ночевал. Мне афганцы, короче, дали жилье. Да. Поэтому здесь, как бы, говорю же, нету здесь нацизма. Есть только плохой человек и хороший. Все. Вот, два варианта. Да. А так, Россияда, допустим, тебе сказали бы, ты бородач. Меня бетин бородач деп мені миымны сектілер бетин. Мен суғыштым бір сүләгән емді енді. Нәрсеке, Москвада. Нападение мне было. Две сучки, короче, и один мудак, блядь. Алкаши. Прям дупль алкаши. И получается, суғышып кеттік, блядь. А? Мен ме? Башта ол мені бәрді. Меня в челюсть, ну, нижнюю челюсть, как это вот это, блядь, подбородок да ударил мне. Ага. Блядь, мен айттым, что, дурак, что ли, нахуй, дедім. Ну, мен да, блядь, әлләнде, нахуй, Геракл түгіл, нахуй. И в итоге, блядь, дедім, нихуя себе, тігіні шығардым да, нахуй. Ну, это все происходило в машине, ну, уж не буду говорить где. Чё? Короче, мен он шығардым да, нахуй, и ебанул об машину, нахуй, и он шлепнулся. И в этот момент, нахуй, мне прилетает, нахуй, удар, блядь, от его жены, блядь, мне в шею, блядь, прикинь, пинает меня в шею. Сзади жена пинает меня в шею, прикинь. Сука, я хуею. И получается... Сильные удары, Йог. Я примерно вспоминаю, что происходило. Теге упал, все, он не может встать. Просто я его об машину ебнулся он. Не может вставать на ногах, алкаш. Я его не убил, там ничего не делал. Потом тут прилетает от жены, блядь, я ее нахуй беру нахуй за шею, блядь. Ты что, ебанутая, нахуй. И оттолкнул ее. Он тотнул, ну,
так скажем. Момент такой был, я не мог их трогать. Ну, чтобы на меня что-то не повесили. И в итоге, короче говоря, в этот момент третья лезет. Она на корточках сидела, блядь, не может встать нахуй. Третья приперлась. Ты чё на нас лезешь? Да иди нахуй. И в этот момент, шубер сучка, вот этот мудак встает, опять на меня бросается, на шею. И потом я их нахуй так боремся нахуй. Пытаются меня что-то, блядь, взять они нахуй. Как-то вот так, силы, блядь. И меня роняют вниз. Я упал, меня üstüme теге yatayında теге алкаш, блядь. И что-то пытается меня нахуй что-то делать нахуй. Тут жены что-то пытаются со мной делать, блядь, вот эти бабы нахуй. Потом в этот момент нахуй я взял нахуй bütün күшімді, блядь, жидым да тегені аяғым білән да, қолым білән да көтердім да шығарып шүйдім тегені нахуй. И там, блядь, это в Москве, Москвада такие бордюры, если ты был, не был, не знаешь, такие зеленые бордюры везде, железные, возле подъездов. Где-то ярты метр. Оградалар. Тимирден. И я, оказывается, через ограду его перекинул, прикинь. У меня или психоз, или страх. Все вместе. Я его перекинул, прикинь, туда, блядь, нахуй. Я охуел сам, блядь. Как его я мог туда перекинуть? Я ничего не бил его, просто перекинул. Блядь, тут эти двое орут, нахуй. Ночь, блядь. Манашунды сагат. 2-3, блядь. Это тащик мы, прикинь. Подъездом бір шикмай нахуй. Порядок навести. Пиздец, похуй людям. Прикинь, спят, блядь. Я перекинул, короче. И тут жены нахуй полетели. Я в этот момент нахуй соскользнул и быстро в тачку нахуй, блядь. Блядь, и в этот момент нахуй прилетает эта сучка жена. Выхватывает у меня мой телефон. Хорошо, он у меня телефон был железный. В Германии покупал. Samsung, блядь, железный. И хуярит об асфальт, нахуй. Хорошо, ты выдержал, прикинь, блядь, нахуй. Железный корпус выдержал. Ничего не случилось, нахуй. Только погнули корпус алюминиевый, вот этот железный. Я все собрал. Сим-карты вылетели только, прикинь. Я собрал все запчасти, все закинул. И давай по съебкам, нахуй. Блять, нахуй. И в этот момент этот долбоеб с кустов вылазит, нахуй, и зацепляется на машину. Хорошо, у меня кнопка ебала Тарзана. Закрыл кнопку, нахуй, и зажал ему 2 руки, нахуй. И орет он. И я его потащил где-то 5 метров, там, сколько там. И за ним этот, сука, жена, отпусти ему руки, отпусти. Я говорю, не надо нахуй мою машину пинать. Я говорю, не надо нахуй пинать. И, короче говоря, еле нахуй я отцепился, точнее, блядь, от них отодрал, главное, машина утрами, да, все кнопки нажал, чтобы они в машину не зашли. Жена дергает заднюю дверь, нахуй, у меня закрыто, и потом отпустил кнопку, нахуй, окошко, выпустил этого долбоеба, он упал, нахуй, и я по газам, нахуй, съебался оттуда. Вот такая хуйня была, прикинь, нападение было. Я охуел, блядь, от этого нападения, нахуй. Блядь, ты там... И тут самое главное, что я вспоминаю. Ты, сука, бородатая, нахуй. Чурка ебаная понаехала, блядь. Меня, прикинь? Нихуя. Вот такие речи там от этих пьяных и шло, блядь. Мана урыслар. И потом меня, блядь, вот это бесит, когда мне, блядь, узбеклар, нахуй, домогается до моих, блядь, видосов, блядь, пишут комментарии грязные, нахуй. И, блядь, вот это дерьмо, битинда, я недавно тоже выкладывал, как полностью в говно втаптывает какого-то кыргыза, таксиста, и он сидит терпит. Помнишь, женщина какая-то орет на него, блядь. Мой сын, Да, я знаю. да, мой сын там служит, блядь, вас надо раком ставить, ла-ла-ла, блядь. И вот, то же самое. Но тут, блядь, с рукопашней, нахуй. И вот такая хуйня была, нахуй. Вот такая хуйня была. И после этого я, ты там, нахуй, ты там, блядь. И я в то время ехал как раз в этот, нахуй, в Домодедово, нахуй. Этот, и вот такой, нахуй, блядь, у меня был этот конфуз, блядь, по дороге. Ну, пиздец был, да, помню, блядь. Просто позор. А? Мен сокал bilan yurayım, само собой. Блядь,
Narsaki mana 31 yaşımda men islomga keldim. Потом через какое-то время меня засунули в обезьянник. Потом с обезьянника в обезьяннике уже я начал. И в обезьяннике мен этот уже soqol qo'ydim. Малайлар айтты, келишесің dediler. Все, алма dediler. Короче, и вот так, короче, и пошло-поехало. И после этого... исламға кіргенім. Сен ме? Только пока не намаз пока оқымаймын. Еще учусь. А что так? Оқы, нәрсеге оқымайсың? Білмеймін. Оқырға білмейсің міне? Жоқ, пока мен әлігіне кірдім де исламға. Аллаға шүкір, машаллах, поздравляю. Ну, жоқ, мен де оқырға білмеймін. Білесің бе, менде бар планшет, короче, мен планшет арқылы үйрендім. Сен де можешь шулай үйренерге. Короче, bütün сүрелеріне қоясың, азақтан, Құранның азағынан ятларға тұтым, азағынан. Қысқа сүрелеріне тап. И вот скачай, короче, вот эту программу, мына қара. Құран деген, мына белый, короче, Коран скачай. Ну, какой хочешь, скачай нормальный, который ты поймешь. Мен мына Коран дегенді скачиваю. Мына, допустим, мына кіребіз. Какой бисмилля. Мында bütün нәрсе, мына Аль-Фатиха, bütün нәрсе. Ну, орыс тілінде енді, само собой. Ну, может, раньше было у меня какой-то, мына, татар тілінде де бар менде. В одном телефоне у меня телефон украли. И вот Аннас сүрасынан 114 сүрадан, допустим, ятлай башла шундан, примерно. Но, башта сен ятлама. Ты ятлап, ты себя мучаешь только. Попробуй вот такой метод. Я таким методом начал. Короче, сен оны қабызасың, мына, допустим, Аннас, аштық, допустим, бисмилля. Допустим, бисмилля рахман рахим, куля узра бин нас, маликин нас. И вот ты, телефоның бар бетін, мына қазір мен мына сөйлешесің да енді, Мына шулай... Бар. Зур еттір, көзің, көзің әйбәт көре. Мына шулай қоясың қырға қоясың, табуреткаға бірақ қоя, И жай намазға басасың, намазны башлайсың. И шунда табуретка қоясың, чтоб ты мог әзгіна прогнуться, достать этот телефон. Или так поставь его, прислони, чтоб ты видел, что там написано. И все, начинай читать. Допустим, баштағы Аль-Фатиханы білесің бет енді примерно, надеюсь, хотя бы оны білесің бе? Вот Аль-Фатиханы... вот Аль-Фатиханы главное білерге керек. А потом дальше вот эти добавляй. Вот это добавляй и все. Аль-Курсима аттығыны. Все, қысқаларына, любойно добавляй. Разницы нету, хоть что ты учи там. Нет, ты начни просто их читать. Оқисың. Читать. Сәждеге кетесің. Потом тұрасың, опять так же Фатиха, потом опять сура қошасың, опять сәждеге кетесің. Вот таким образом, и все. Не надо его зубрить, не надо. Потому что резко башыңа кірмей ол. Притом, мен де мына араб тілін білмеймін. Мен оқимын мына, как есть, мына, какими буквами есть, такими читаем. Хоть на английском, хоть на русском. Читаешь и все. И вот таким образом ты запомнишь. И ты, допустим, мына бүгін башладың, сен уже опаздываешь. Мына, допустим, сен келдің екен исламға, сен уже башла. Мына мен, допустим, келдім и сразу башладым. Мына мен бірінші ураза білән келдім. Аллаға шүкір, шулай болып қалды. Ураза білән башладым мен. И 30 күн ураза тұттық, плюс еще 6 күн онда, 36 күн была енді примерно. Ну, шул тирә енді. Мен тұттым мұйық, білмеймін, но 30 күн точно тұттым, бір үзбәк кіші білән. И мына шулай башладық. Мына шынды хәл. Брадар деп енді сөйләшергә керек бит инде. И мына шунда мен де білмеймін. Ну, мені күз де алама күрәйі. И нәрсекей, я поставил планшет. Планшетка зур иттеріп шығарып қояйым. И я вот так читал. Потом сәждеге түшәсің. Сәждеде де шулай ок. Аттахиятуны айтасың, сәждеде де так же читаешь. И все. И ты так, короче, месяц вот так потренируйся, все выучишь. А потом сам в разгар зайдешь, учить что-нибудь. И таким образом все будет нормально, проблем нету. Нашлай крепкитесинг. А так, ты вот так, ты скажешь, я не выучил, потом завтра, и так будешь оставать. Зачем? Сразу начни. Она прям бегунок можешь начать просто. И плюс еще такие есть люди, вовремя надо читать диалоги, вовремя. Ты не можешь вовремя успеть, да ведь? И все потом начинают критиковать и так далее, и так далее. Я с другим лозунгом живу. Я свободный человек, и это намаз бит инде, әйтелгән бит инде, для нас бит инде, как
сөзін таба алмаймын, наверное. Как айталар бит енді теге религия нам пришла как нәрсе айталар судьба. Ну, судьба түгел енді, вот как бремя, наше бремя. Во, бремя. Не время, а бремя. Как бремя итеп келгеш, значит, мы, получается, мы должны его, ну, тотурга бит енді, допустим, намазна, и вот, получается, мы его принудительно сами себе не можем засунуть. Ты вот не можешь, ты хоть тресни, ты не можешь принудительно сам себе что-то засунуть. И шулай трэп, ты тоже это ты не можешь. Шунарга син үзің теге халің болғанда іштей тұрған ішнешлерге керек. А потом уже войдешь в это. А те, которые говорят, типа, нет, ты должен по часам, все так, да, это все правильно, ты можешь по часам, но ты, когда ты говоришь, учишься, и ты потом бросаешь его. И Миншнарга это, если ты учишься и не можешь читать, то ты можешь утренне прочитать до учебы, иртян тороп, а потом обеттагана, ты можешь не спешить читать. Вот когда придешь, покушаешь, дома все сделаешь, потом начинай читать. А потом, что уже когда войдешь конкретно в ислам, элемент кугайгаш, ты уже время точно будешь делать. Вот и все. Проблем нет. Так что не паникуй. Есть кто-то там ноет, то, что ты не сделал это и так далее. Давление делает. Нахуй посылай таких. И все. Потому что это наше бремя. И хар кеше жауап бере үзіне теге дүнияда. Шуларға не нужно, как говорится, по какой-то, ну так скажем, тактике, какой-то тактика по такту не надо работать. Ну, точнее, делать что-то так-то. Само собой, надо это, само собой, я не отрицаю этого, но принудительно себя к этому не нужно действовать. Вот примерно меньшунды. Все по желанию, да? По желанию, да, по желанию. Но никогда, Аллах нас согласен, только никогда нельзя заднюю врубать. Потому что мен ондай кішілерді көрдім. Намазны башлағандар, ташлағандар. Потом нахрен тогда сен келдің. Мына шундайларны көрдім көп. Которые пропускают намазларын, не читают и так далее. И плюс насчет казо. Казо намазны білесіңдер бит енді, что такое? Казо намаз, yok. Казо намаз это типа который... Казо это не название намаза. Это просто общее то, что казо это убийство. Казо это казо кылдым, да, слово убить, умереть. Умереть. Казо это умереть. И получается ты мертвый намаз читать должен. Это, конечно, говорят, не принимается, но в идеале лучше прочитать, чем не читать. Вот примерно так. Это тоже нужно делать. Шахада. Ну, нет. Шахада, нет, не шахада. Имеется в виду, вот, допустим, допустим, утренний не прочитал, и ты его бросил, да? Но вот это ты не должен делать. Ты его должен прочитать в обед. Примерно вот так. А потом еще они говорят, мана укрыга можешься, мана не можешься, и лучше, короче, читать все. Я так считаю. Ну, үзің білесің енді. Более, которые будут учить тебя, они будут по шаблону, вот, вспомнил слово, по шаблону тебя ислам будет учить. А это если наше бремя, если у бездны бремя и наше, вспомнил, не бремя, блин, наша ноша. Ну, татарша білмеймін, ноша, наша ноша, нәрсе бұларға может екен, башқұрт тілінен ноша. Тәржіма еті бұлыр ма екен? Бізнің тағдир десе бұладыр енді. Бізнің мына маңғайға yazылған ауырлық. Мына шул ауырлықны үтір үшін, мына шул ноша енді, допустим, да, бұл шул насип деген сөзден шықтан мекен, ноша. Мына шул тағдирімізні үтір үшін біз битен нәрседе тырышабыз, мына ішлерге барасың, оқырға барасың битен, мына тырышасың битен. Мына шул вақытта сен намазыңны да оқырға үйренсең, точнее, блин, оқысаң, не үйренсең түгел енді, оқысаң, ну как-то ты будешь соображать, 5 минут уделять на это, все, идеально. Вот и все. Непринудительно. Это чисто мое совет тебе, а так... Как один чувак говорил всегда, бери то, что тебе нравится от моих слов, остальное выкинь и забудь.
Самое главное не принуждаться. Вот и все. Күтіңні қинап нәрселерді эшләргә кирәкми. Поэтому, исходя от этого, нужно бүтін мына Башқұртстан менен Татарстаннан да нужно так создавать работу и так далее, и учебу. Мына, как мына Европада, допустим, 8 сағат қана эшлиләр. Они не надрываются. Ай, Мына сегодня видосы видал, наверное, я загружал, как дерево делал он. Ну вот он примерно, я где-то утром встал, не знаю, около 10, допустим, или после 10. Он пришел где-то в 11:30, ну, в 11:30, может, пришел он к этому дереву. Ну, может, в 11, я не знаю, начал я снимать. Не во сколько. Шум этот начался. Ну, мана ол эшләді, потом сағат 1-де, думаю, что за тишина, блин. Сағат 1-де ол обедқа кетті, білесің бе? Все. Потом сағат 2 тирасында шықты ма, нәрсе ол болды, білмеймін. Все, его не колышет то, что, блин, обед. Все, обед у него. По расписанию. Прикинь? Не то, что у нас там приезжают все по 24 часа работают и шек кебек. Шулай. Поэтому мучиться не надо. Мына ол эшләді, нәрсе эшләді, кетті, таратты туда-сюда, сағат 2-3 болды. Мен, кстати, сағат 3-те шығып кеттім. 2 шығып кеттім. Ну, ол уже шығып кеткен енді ол. Ну вот пару часов он поработал, все, уехал. Прикинь, все, у его день удался. И плюс онарға прилично платят за такое дело, понимаешь? Ну, он минимум, он получил, наверное, вот его зарплата, наверное, грубо говоря, если самая минималка здесь 80, ну, наверное, он, если он уже владеет инструментом и может пилить, это уже здесь считается выше приоритетный эш, я думаю. Ну, наверное, где-то 100-150 точно он получился сегодня. Понимаешь? Вот за это. Ну, а мына ол 150, ну... Настроение yok. А? Россияда айтам 12 сағат эштейін, үйге кетейін, настроение yok, но инахын. Настроение юг. Короче, айтам. Настроение юг, 25 мың бере ашу 12 сағатқа. И все. Ай. Просто я к чему? Менің екі туған опам нәрсекейді, допустим, темір жолында, вроде бы, шли қойдадыр. Допустим, темір жолында... онда более-менее енді. Но она тоже туда, хрен знает, как попала, по блату, короче. Ол айтты, 2 күн ішлейм деді, 2 күн халжия, 30 мың деді. Пиздец. Прикинь? А 2 күн нәрсе трай тебя, бух тебя 2 күн, понимаешь? Это получается все равно один хуй 1000 рублей в день зарабатывает она. Позор же это. Это 1000 рублей в день, это 10 евро, блядь. А здесь на черной работе, блядь, это платят 10 евро. В час. Здесь, говорю же, минималка, в тот день тоже где-то я высказывался, минималка 1400 в месяц. Минималка, понимаешь? Минимальная зарплата, которую тебе обязан хозяин заплатить, работы, ну, твой этот начальник, 1400. Меньше он не имеет права тебе платить. Прикинь? Ну что, 1400-ден еще син налог тулисың, конечно. Где-то... Само собой. Ну, сколько-то тулисың, да? Ну, не дохуя. Вот, допустим, если местные платят дохуя, может, платят местные, ну, потому что местные и дохрена получают. А вот нелегалы, которые официально уже работают, ну, вот точнее, у которых уже документлары бар, олар, оказывается, тули, мында бір мала келген Казахстаннан, ул сөйлеген меңе. Короче, он платит только 18%. Вроде бы. Прикинь? А? Дан болған айтам. Ну, нәрсекей, ну, көп түгіл деп ойлаймын енді. Но Норвегияда нәрсекей, где-то 35-25% төлейсің.
Onda Ko'rak. onda ko'proq и o'xshasa-da ko'p onda, понимаешь? Там вот там минималка по-другому начинается. Onda минималка Да. А? Norvegiyalarda рыболовля g'ayma самый популярный ish. Ну, рыболов тугель. Самый популярный, onda bir украинец. Вроде бы он. Непонятно по нации, не могу сказать. Ну, короче, bir yoqin kishi ishli onda. Короче, он стройкада ishli. Mana tanishgandan beri стройкада ishli u. Стройкада aybat onda. Onda любой ishda aybat onda. Разницы нету. Но стройкада чисто, классно работаешь туда-сюда. Короче говоря, один дом покрасить, там, ауыл балалары бар бит инде, покрасить. В 2015 годах было один дом покрасить 1000 евро. Понимаешь? Крышасынан башлап, мына ауылда bizda bo'yaymiz bit, крышаны bo'yaymiz, стенасын bo'yaymiz. Но onda крышаны bo'yamaysan, крышасы көбісінде или черепица, или что-то такое bo'lарға может. А вот стенасын bo'yaysan, шуны bo'yab береге 1000 евро, прикинь. Да, там стройка пипец зарабатывает. Шулай. Ну для этого кыягаз керек, понимаешь? Постоянно кыягаз. Шундай халь. Вот опять началось тут вот. Вот мне кто-то пишет, мында. Опять мында также комментарий, да, узбек пишет. Ты лучше свои независимость решай, татарин деген меня. А тут другой комментирует, нормальный. Ташаклар tushunmaydi, uxlab жатыргы, манкуртлар o'yg'otu kerak. Наверное, кыргыз написал. Qirg'iz, qozoqmi bilmayman shuni. Yo'q, mana qirg'iz yoza. Bu o'yg'otu, это кыргыз yoza. И кто-то пишет: "Алга башкирт татарлар азаттык тилейбиз Кыргызстандан". Кыргызстандан yozalар. Ну, это чисто на Ютубе. YouTube'da esa kanal, 2 kanalmi endi? Минда 3 канал YouTube. Кстати, короче, ты на 3-й канал мой подключен, нет? YouTube'dami? Ае. Yo'q, shu. Bir Ну, kanal g'ana endi. ну потом найдешь. Onda как раз мен бүгін yozgan edim bit мында нәрсекей. 3 киши кереги. Кушылдымы екен, yo'qmi ekan bilмеймін. Короче, я хотел с него стрим делать. Потому что его надо раскручивать. Эти 2 канала моих сдохли, короче. Засорились. Я не могу его раскрутить уже. Теге дұрыс башламаганмын. Кимеханда орысша söylemem, qozaq tilində qozaq bir нәрсе qanında. Қатты ұқсайды екен. Шулай енді. Шулай итеп, Европалар енді рахатына кетагындаймын. Ну, рахатланып енді қойдан рахатланып, үйдегілеріне көрмейсің, бір кімді көрмейсің, ты как бы айтам бит енді, как сізге, как Достарда знакомый yok ayma. Жоқ, бір кім мында болса да енді мына тирядагілер тролливали кішілер генә, и все, которые тоже такие же приехали, и все. Этот. Хәзер авылга ayma. Ой, блядь, ауылда, блядь, рахат, шашлык, блядь, балыққа барайын, блядь, пиздец. Бұрын. Кешеләрне һәйдәшәһең. Әйе. Кешеләр белән сөйләшәсең, туганларыңны күрәсең, блядь. Пиздец, блядь. Миндә бит хатын да бар иде инде. Мине әйткән идем дә инде. Хатыным белән ничек булдым, блядь. Мине бит дезертиргә чыгарды ул пәтәксә теге Марика, блядь. И шуның белән ызгышып бит инде аерылыштым да инде, блядь. Төкердем анарга нахуй. Этот Кайт дия, блядь, нахуй. Сугышка бар дия, блядь, 200 мең эшләрсен дия.
Kurtag'ama kerak dedim menga, sen sug'urishingda oqshangda menga naxuy kerak dedim, блядь. Потому что mana ko'rding, mana kishiga oqsha kerak, блядь. Oqsha kerak. Oqshasiz yashay olmay naxuy. Optirasan, блядь, naxuy. O'lsin tugul, oqsa kerak. Oqsasini ketilar ular. Ayy, men kerakmayman, oqsha kerak. Прикинь, блядь. Пиздец naxuy, блядь. Men optirayman ulardan, блядь. Hayvonlardan. Ushlaring ketayin endi, bilatlardan. Shunday hal. A sen qaysi rayondan ol, Boshqirdistondan? Белорецк. Belarusga u ustimi u? Ay, usta. Ya, ustimi u? Birinchi xotinni atkasi, блядь, ushun ketir naxuy, ushun ketir. Birinchi xotinni atkasi shu narsakaydan ey, блядь. Birskidanmi, блядь, foydandirdan shu yoqdan ey. Ustun endi. Не спутать, вроде Бирскийmikan. И чё прикол bilasizmi narsakay? Ул, блядь, то ли Мари bo'lgan, то ли Totar bo'lgan. Какой-то смесь бульдога с носорогом. Но, блядь, и то narsakay, и этот, ну, ankasi Мари точно, блядь. И popka aylangan, блядь. Прикинь? Shu birinchi xotinni atkasi pop, блядь. Fu Boshqirdistonda, блядь. Deganlari. Ну, чуваш, Мари, одна херня tugul mu вообще? Yo'q. Adna xernadir endi, Mari bilan Chuvash. Yo'q, adna xerna tugul endi, dadago'smen. Tillari boshqada endi. Ну, biz uchun endi, ular musulmon tugulda endi, adna xerna. A bu, блядь, Chuvash tugul. Bu или Mari, или Totar cho'qingan, понимаешь? Biz bilmadik onu millatında. Tigi enkalari ayrılışkan, atasin biz topolmadik. Потом biz topdik, что qo'ydadir bittaga Birskiy dalli qo'ydi. Pop, блядь. Пиздец охуели. Вот shunday hal. Shunday hal. Чувашlar har alqashlar вообще полностью. Qizlarmi ne? Yo'q, chuvashlar, ну, ay, qizlar, malaylar, все, все. Chuvashlarmi ne? Chuvashlar ko'pmi sizda? Boshqarsizlarmi? Ay. Ну, severda ko'plar. Yo'q, Boshqirdistonda понятно. Seni yog'ingda ko'pmi chuvash? Yo'q, bir-ikki знакомый bor chuvashlar, ular вообще alqashlar. A men bit o'qidim bit Ufada da endi. Ufada, блядь, да хуя chuvash keldilar sang. Meni zayo'bo'li shu qizlari, блядь, qizlari zayo'bo'yt ularni. Пиздец ochlar, блядларni. Только, блядь, нахуй barishirga ularga nахуй. Butunisi sigishasi kelar, блядь, chuvashlarni. Chuvashlar. Men ushim ketgan. O'ris hamaqtar ular. Shuni aytaymi. Ну, само собой, o'ris kibik, no narsakay. Пиздец ular nахуй. Или boshqircha, или totarsha пиздец lig'irlashalar ular, bilasizmi? Они в хлам, блядь, говорят, блядь, чувашлар. Ну, главное, нахуй, если ular за отделение будут топить, знаешь, без меня была turgan bo'lsa, я как бы не против них. Главное, чтобы, ну... Еще ничего не потеряно, короче. Главное, что narsakay, Boshqirdistondagilar не выебывались. Урусlar kabi. Если они будут выебываться, chiqib ketsinlar нахуй. Но, опять-таки... Чувашияga chiqib keta turgan bo'lsa, chuvashlarda bit тоже ularni иди нахуй deylar, потому что Чувашия тоже будет отделяться. Они хотят отделения. Хотят, не хотят. Yo'q, men bilam, они хотят, само собой. Они же в корень же, они же тюрки, чуваши. Понимаешь? А марилар narsakay. Вот это, блядь, ирзя, пирзя, вот это, финны-угры, короче. Финны-угры, короче. Удмуртlar hamaq, короче. Вот, Удмурт Мары bir хуйня endi ular почти. А потом, блядь, bir qiz bilan tanishganim men, блядь. Короче, Удмуртларда bir геморрой бар, короче. Ну, вроде татары, блядь, или татары вроде бы. Короче, deya ular bilan tanisha ko'rma, короче, пиздец, shu
Короче, udmurtlar, оказывается, narsakay. Erlarni o'qitib, cho'qitib, nahoy olib qocha turgan xotin ekan ular. Как это называют, блядь, тиги? O'qitalar. Колдуют. Гадалки ма. Гадалки, типа, или как это, шайтанки инде, тиги, narsakay. На куклах, короче, гадают, блядь. Ох. Ну, вот это хуйней, ну, всякой вот этой дерьмом занимается. Как это, блядь, магия, короче. Агностика ма nima aytdilar shuni? Bilmayman, yo'q, shaytonlar endi. Shaytonlar gana. Bilmayman, как их называют. Ну, эти, которые, блядь, нахуй, mana, допустим, kimnidir irin olib qoshalar, короче. Как их, блядь, как их? Приворот. Приворот, блядь, делают, завораживание, блядь. Вот такой хуйней страдают такие, олар. И олар... Oqsasinmi? А? Oqsasinmi? Yo'q, ир uchun. Что удивительно, ир uchun shunday хуйней страдает ekan, блядь. Ularga o'sha kerakmi? Вот, допустим, mana особенно ular впадки, оказывается, татарларga или boshqa millatga, o'zinikina tugul. O'zini millatini, они не падки. Именно татар или башкиртка, приезжийларга, ну, другой нацииga падки. Допустим, кто-то живет с кем-то, она ей понравилась, все, блядь, она может заворожить его ekan. Прикинь? И отнять от жены, блядь, мужа. Пиздец, я охуею над ними. Вот так примерно рассказывала. Очень сложно. Ну, может, надеюсь, не все индошунды, блядь. Ну, по крайней мере, долбоебов хватает. Имеется в виду, означает, что олар теге үзіні шаманский методлар bilan яшилар инде. Уже понимаем от этих слов, я так понимаю. Теге многобожники они. Теге. Шайтандар. Да, ширк делают они, ну, многобожники, они же по жизни многобожники же. И марийцы, все же они такие долбоебы, они верят каким-то нахуй хуй поймешь, каким-то своим, блядь, богам, блядь. Шаман кебеклер инде, блядь. Именно удмуртлар, чувашlarni olay aytmanglar. Marilarda onday tugul. Вот именно удмуртлар shunday ekan. Вот Ижевский, Удмурт, mana shu этот temalar. Все, на связи. Угу. Saat sende. Menda 3'ten 3,5 menda. 3:20. 3:20. Menda 6'sı erta уже. 6:22. Я menda, наверное, уже заканчивать буду, потому что kishida uxlarga tegish menda. 4 kishi menda, 3 kishi menda o'tira. Rahmat tug'anlar. Kim o'tira? Этот. Ну, обо всем не договоришь инде мында bitmas so'zlar, как говорится. Ну, этот, син тогда как-нибудь грузите свой канал, тогда ты загружай хотя бы, или, я не знаю, куда-нибудь закидывай, или в телегу, что-нибудь, если хабарлар болса, Башкортостан бойынша, давай, как говорится, скидывай, как что-нибудь такой завораживающий момент ты услышишь, будем обсуждать об этом. Хорошо, хорошо. Которые, тегенде, глобальные темаларны көтерәбез, потому что ой, блядь, мында 1 километр кімдір менге нәрсе жазған. Твоя телеграмма? Ютубта, блядь. Вот это какой-то хуй, кана ухимали шуны, блядь. А? Көргендер потом телеграмда. Көрермін оны. Телеграмда түгел, вот именно ютуб, этот курс, яра тогда. Мен айтам, не, скриншот жасап қой, телеграм не скинешь. Все, давай, сейчас я, да.
Пиздец мында. Шулай итеп әйтәм. 1 километр yozgan. Bunu точно скрин ясарга керек. Ну, явно надо почитать. Манкуртма. А? Манкуртма ул. Урус, наверное, блядь, даже был, блядь. А не Син урыстарда знаю. карыйдым белә. А? Урыстарда карыймы һине? Наверное, ну, шундай шакаллар кірә иногда. Мына Luke Prosperity деген какой-то черт, блядь. Я, может, и уруста туголь, білмеймін, о чем пишет. Ну, давай почитаю чуть-чуть. Я не знаю же о чем. Глуп. Икенчесе туралы. Давай тогда не будем, блядь. Потом давай загружу. Әйдә, ал бул. Акылды бул. Давай, Рахмат. На связи. Әй. Если что, нәрсәке телеграмға язарсың енді. Еще дегендей сүзің болса, меня прямой телеграмға яз, группаға язма. Анда бит кіші утыра. А так прямойға яз теге өзіңнің сүзің болса, там келу кету турында. Теге. Группага яхмагама. Енді теге шоп группаға язмастан отдельно язып қой меня, если вдруг теге нәрсәдір әйтесің келсе. Ярар. Шундай. Обычно менде бүтін голосовойлары, блядь, ябылып біткен, ишетілмей, білесің, блядь. Вот хрен знает, что с ним произошло. Да, меня же блокировали в Телеграме постоянно, там же на меня шли в одно время на всякие нападки, короче, меня блокировали. И Телеграм, то, блядь, СМС язарга запретит куя меня, то нахуй банит меня. Вот такую хуйню делает он мне. И сейчас у меня все звуки закрыты нахуй там, блядь. Мне приходится, блядь, заходить, потом только я вижу, что СМС пришел, блядь. Такое дерьмо, блядь. Он ошасың, опять ебала нахуй, ошасың, опять ебала, вот шундай хрень. Притом у всех групп, блядь, звуки закрыты, блядь. Да, тут до хрена что написали, это не вышкрепсти, блядь. Сейчас посмотрим, блядь, самый интересный. Да, он да, пиздец, он да. Я не знаю, о чем там писали, ну, посмотрим, надеюсь. Давай, Исан сау бол, сен де тыныш шоко. Сен уже этот. Нәрсе укырға барасың ба, или нәрсе қояр, нәрсе бүгін? Уже все? Как ты на учебу пойдешь? Или выходной у тебя? Больничный менің. Больничный, рахатланасың, понятно. Яра, давай, Исан сау. Блин, ничего не сөндіруге екен. Башқұртларға тәуелсіздік тілеймін. Рахмат. Рахмат. Бауырым, неге бокс ауыз айта бересің? Ну, шулай енді. Орысша сөйлемесін, қазақ тілінде сөйлері қатты ұқсайды екен. Ұқши, конечно. Так. Мына, әйбәт мына. 19 яшьлік башқұрт малайы білен сөйлештік, мына, Аллаға шүкір. За все время, вот впервые өзбезіне кіші білен сөйлештім. Шондай хал. Прямой Башқұртстаннан мына. Ну, туғанлар, давайте хайрлашабыз тогда сізге де. Еще на связи. Это узкие жалуются на тебя, поэтому могут заблокировать. Ну, может, да. Джума Мубарак болсын, да. Джума Мубарак. Кстати, Джума бит бүгін, 20 сентябрь. Джума Мубарак болсын. Алла қабыл етсін бүтін дуағызны. Ой. Да, меня достали эти жалобы. То там, то сям блокируют. Поэтому я понял фишку, короче, лучше сразу, как говорится, фишкаларын уловил, третий YouTube открыл. Если вдруг что-то с этими будет, у меня будет третий, чтобы туда перескочить можно было. В запас, короче.
чтобы эти бомбилы всякие меня не кошмарили везде. Этот. А то ведь она на всякие язганы ведь, что YouTube закрыли этому. Или что-то там произошло у него в Телеграме вроде бы. У Габбасова в телеге. Ну, если Дуров уже ключи отдал кому-нибудь, я не знаю, или французам он отдал ключи, или этим узкожопым отдал ключи. Кайсы брэдер япханинда, ну, есть у кого-то связь, и как бы любой может его троллить, короче, да? Да может и просто обычный хакер даже троллить, я думаю, любую группу в Телеграме. Он же не защищен, по сути, ничем. Вот так. Эфирге көбірек шығыңыз, қазақтар қолдайы, рахмат. Мен көбірек этот ютубка шығам бит енді, тиктокта редко шығам, потому что тиктокта мына сколько мы сидим уже, эми неше сағат отырабыз, мен 11-да шыққан, эми уже 4,5 сағат отырабыз, мына плохо тиктокна фишкасы плохой, то что эти мына шул нәрселер 4,5 сағат мына сөйләгән булсам, шулар язылмый бөтенесе. Ютубта бөтенесе языла, кертеп куясың, и любой кеше может с любого места слушать, а тиктокта не можешь ты все это загрузить, надо скачать, потом загрузить. Мына шунысы алама икән, неудобный. Оттуда только какие-то контексты только выдернуть можно и тыгып куярга. 1 минут и то ул да, 1 минут. Ул әз бит инде 1 минут. Шулай. Шул казактар бары тиктокта отырады. Шуны айтаман да. Ютубта ям керәләр инде мына казак братлар, ютубта да бар, но әз. Не то что казаклар әз, монда әле башкорт белән татар керми вообще, ютубка ям кермәяпты. Тяжело. Не хотят разделения, что ли, я не знаю, чего они хотят. Потому что туйдым уже. Айтам бит. Шундай хәл. Ну, если они даже мине ишетмәсәләр дә, мине колак салмасалар да, ну, хотя бы үзләре тогда канал ачсыннар, көрәшсеннәр Башкортстанны мөстәкыйль булуына. Беркем бит ачмый, күрәшмый, никому ничего не нужно. Айтам бит, эшеп-ташып йөриләр анда, и беркемгә бер нәрсә кирәкми. Чего это от этого взять? Вот так вот. Но зато едут вот на войну. Рахатланып сугышка баралар зато. Үләргә. Мына шундый хәл. Ну, так. Туктатык тогда, так, 4,5 сәгать как раз булды. Тогда сезгә дә тыныч йокы. Сездә уже, наверное, 6,5 булды. Ну, Казахстанда 3 сәгатьме разница. Уже кеше тора башлады. Менә мондай 7 кешегә әйләнгән. Сездә уже йоклап тордыгыз, ә мин әле йокларга ятканым юк. Шулай. Танышыкты. Шуны әйтәм. А миндә хәзер уже будет этот, ну-ка, сәгать караганы. Юк әле иртә, миндә фаҗр сәгать 6-да була, сәгать күчкән. 6-дан 6 минутта нәрсәкәй була. Иртәнге намаз. Пойду посплю я. Да. Как говорится. Сездә 6,5. Вот. Миндә 3,5. 3:32. Вот у меня в 6:06. Через 3 часа будет, грубо говоря, намаз. Дыхай. Да, исән сау, тыныч йокы. Сәлам, брат. Сәлам. Алмаз. Прикол был такой. Алмаз. Мы без Башкортостана прикалывались. 2 зуба, 1 глаз, мы говорили. Алмазом. Шулай.
Ярар, давайте, туганлар, короче, иртәгә күрешәбез инде, Алла бирсә. Надо этот поспать азгына. Тыныч йокы. Так, бисмилля. Закрываем. Ну, которую, когда вы спали, не дослушали эфир, Нарсекей, можете послушать. Сейчас он загрузится же. И Нарсекей. Можете прослушать с конца там, допустим. Рахмат, тыныч йокы всем.